обладатели ядерным оружием начали между собой договариваться, потому что понимали, что их неаккуратное применение может привести к полному тотальному уничтожению. ҳаматон ядерни яроқотона даф кунин. Договориться кардани немешавад. И хубтар нест, неки шумо су каен ҳамат. Ятад мебурори, дигарид мебурори, тараф юд ма айтида зуртар дорум, ина ма айтида зуртар дорум. Мо мехезем гап мезанем ки мо хели мо тарафдори су. Сари қартонен. По принципу ма зурум намеки зурай ва халқ мурдестай. Халқа пешка кардагиен шумо блад. Жалко ки халқ ҳамира намефаҳма. Агар ам армияра вақте ки ворид кардеси ки будробра Украинара бизав, ба армия бихеза хитабгайдина. Неки мутаассифона кора намекунанд. Что касается религии в целом, и в том, чтобы ходить каждый день в церковь или бить головой в пол, она в сердце. Яъне ки сарда замин бикити мусалмонро дар назар дошт ба намоз хондан. Мусалмон бояд дар дилит бошад. Яъне ки нишон натен мо бояд мусалмон будандона, мусалмони ҳаққӣ будандона, истини мусалмон будандона. Намоз нахонем масалаш ҳами дилит қатъиан мусалмон тамом шид всё. Ва барои ҳамин хотир ҳозир нехе рейдо рафтеса барои он хотири ки ягон касе ки ягон рӯҳонира гӯш карда ё ки ягон чи дигар. Истина бояд боши ва истини мусалмон ҳам дар дилиш буданай, ҳам ба намозша, ҳам ба дигаршам. Христианишам ҳамон хел ба церковь рафтану дигараш. И чхели гапа ягон дини навай. А люди, которые исповедуют разные религии в России, они Россию считают своей родиной. Рутасиё я наму дурӯғ мега, я наму чӣ мекуна ки нацисти калон номер 1 дар ҷаҳонай. Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик. И бародаро просто и гапа дурӯғиш не, просто гап дурӯғӣ не, и шармандагии гапай. Зеленскийра мега падараш дар ҷанги ҷаҳонӣ ҷангидагие. Ва ҳоло бародаро маълумоти пурра дар бораи падари Зеленский кай вообще таваллуд шудагиай ма дар шумо мерасонам. Отец Зеленского родился в 1947 году, 2 года после Второй мировой войны. Яъне ки гап диҷа вообще ната тут ни при чём. Гап дар бораи онае ки власти Украинаи васшид. Гап дар бораи ки Украина аз зери идораи и одам биромад. Зеленский ира гӯш намекард. Вот гап дар бораи чия. Рост мега. Анаки нигоҳ кунед Путин чӣ мега озӣ. Уже вайрон мешавад. Барои ки саволи ҳастае ки одам веҷиқа уже тупик мекунад. Тонкий. И можно я скажу, как я думаю? Да? Не будете обижаться? Of course. Он, казалось бы, тонкий, он очень противный, этот вопрос. Конечно. Саволи ту мега хеле ҳам противнее. Конечно, барои он хотире ки саволи ҳастае ки ҷавоб доданаш тада қинае. Но ту хеле бояд дурун ба дурун кuni бигзарӣ бирай, одамон хӯ када бестанд. Саволе ки тада қин мешава, уже тада противнее. Барои чи? Барои ки халқ мехеза мега гӯш кинен. Путин красавчика мон беста чӣ кестен шумо? Не ки барои перевод кардан бояд халқ хеза ку. Агар бо гуфтесам, агар ки халқ нахоҳад, чӣ мегини? А если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Бинго! И инициативно пошла даже на развал Советского Союза. И исходит из того, что это будет понято так называемым, уже в кавычках, цивилизованным Западом, как предложение к сотрудничеству и союзничеству. Вот чего ожидала Россия. Фаҳмиде? Ба забони худаш Путин гуфтесае ки Россия мехост ки сотрудничество куна бо ҳамкорӣ куна бо Запад. Ба ҳамин хотир Советский Союза развал кард. Яъне ки обидное ози Путина обидное ки на тараф шид, на он тараф. Бо ба ҳамин гапе ки аввал гуфтагӣ будаш, ман гуфта будам ки приёмае ки собеседника намемонад дига гап задан. Ва ҳамин хел так як ҳастан бечора бо ҳам хешиду бо Путин давом додистае. Фаҳмиден, в чём заключается приём? Приёме ки собеседника просто-напросто гап занӣ намемонад. Жанр интервью, поэтому я вначале вас спросил, у нас будет серьезный разговор или шоу? Вы сказали, что серьезный. Так, паё дорен. Дар 22 минута 7 секунд саволе ки дар якум дод Такер Карлсона ки мо шоу дорем ё ин ки серьёзный разговор. Ба ҳаму гап имрӯз, яъне ки ин замон Такер Карлсона ҷиқидестай. Яъне ки агар дар ёдтон боша ма дар аввал гуфтагӣ будам ки ҳамин саволе ки Путин додеста и приёмае то ки агар если что, агар ки ягон чи гап задак натона одама ход дода. Ва бинем ки ҳамин гапа вақте ки Такер Карлсон саволиш дод ки уже тупик да ҷиқидестаиша бояд ҳов ё не бугӯй.
Ай гаштам меяки? Я понимаю, что поскольку мои длинные диалоги, они, наверное, не входят в такой вот жанр. Причем да иҷад мега диалогҳои дарози ма дар чунин жанр ворид намешавад, ман инра мефаҳам. Причем да иҷади тра савори элементарни додан, буд добр элементарна ҷавоб диҳ, ҳо ё не, но ҳамин 2 соата чӣ хел ҷо мекунад, чӣ хел пур мекунад, интересни мекунад барои одамо. Ана иш бихоҳен ине хеле дарса бифаҳмин. Хуб, Такер Карлсон қати Путин як просто персонаж ҳисоб кунен ки мо дар асоси ё омӯхтаистем чунин приёмора. Всё. Инем хе қабул кунен, шахсиятошона аҳамият надиҳем. Рафтем. ҳама салом алейкум бардора, хуш омадем ба канали Сем Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Имрӯза видео хеле ҳам видеои ҷиддиай, хеле ҳам видеои душворай ва ягона чунин видео мешавад дар ютуби тоҷикӣ ба мисли бисёр видеоҳои ма. Не ки и гап дар бораи рекорд задан ягон чи дига нест, яъне ки якум тарафаш чунин тематика дар мо нест ва ман намедонам ки дар тамошобин ин чӣ хел писанд меояд. Ва дуюмуш ки объёми ин видео, яъне ки ин видео хеле ҳам ман дорам видеоҳои калони дорам ки дар ютуби тоҷикӣ аюда зиёд надора ҳеҷ кас. Нобо мегум, гап дар бораи рекордзанӣ нест, гап дар бораи онае ки чунин меҳнати мара қадр мекарда бошанд оё не. Мақсад ки ба ҷои ин видео ма бале ақли солим дорам, ма беақл нестам, ман метавонам ки чандта видеои дига кӯтоҳ кунам. Лекин ҳадафи ман аз ин видео дар чия? Маълумотҳоеро ман тавассути ин видео мехоҳам дар бисёр бинандаам бирасонам ки ягон ҷои воимаш нест. На ҳар кас ин маълумотҳоро дар шумо мерасонад. Просто так. Яъне ки ҳама тарафа, ҳам аз ҷиҳати психологӣ, ҳам аз ҷиҳати политически, ҳам аз ҷиҳати дурӯғ гуфтан, ҳам аз ҷиҳати приём истифода бурдан дар суҳбат, тамоми корҳоро абзор мекунем интервюи Владимир Путина бо Такер Карлсон. Шумо чӣ симпатия доред нисбати Путин, ё ин ки маъқултон нестай, ё ин ки маъқултон ҳастай, фарқ надорад. Як чиза дар аввали видео сразу мегумтон чунин настрои шумо бигирен. Такер Карлсон Владимир Путин тут ни при чёмай. Яъне чӣ хел? Яъне ки шумо иёра ҳамчун як объекти ҳисоб кунен ки як подопытни ки мо дар иё кор мекунем. Яъне ки ҳисоб кунем ки мо як научни кора гузаштаистему, ино просто роле ҳастанд ки тавассути ино мо ҳамон чиза омӯхтаистем. Фаҳмидем? Просто ду одам, мисол иша Василий ким кадом кас ҳисоб ки иша як кас дига. Личности иёра аҳамият надиҳен. Барои ҳамин хотир ҳамин хел шумо метавонед ки хуб барномаро тамошо кунед. Агар хел набоша, як кас метавона тарафдори Путина, як кас метавона зидди Путина, мисол ҳар хел гапора қабул карда наметавонад. Аз хотири чӣ? Дар психология чунин гапи хеле ҳам муҳимае ки ман дар бисёр видеоҳо гуфтагиам, эффекти авторитет, ва ин хеле ҳам сахт кор мекунад ки одам намемона воспринимат куна ҳамун информатсияро дар худаш. Мисол мегирем, ҳоз дар инҷа мухлиси ашадии ма агар боша, ту любой гап бугӯ, вай тра ҳақоратчаб мекунад. Факти гуфтагитро вай намесанҷа. Ина ҳамин хелам агар одаме боша ки Путин маъқулш боша, вай чизе ки ту гуфтаисти намесанҷа. Ё ки агар ки маъқулш набоша, наоборот. Барои ҳам хотир дар картинка нависондагие ки Путин тут ни при чём. Барои ҳам хотир фаҳмидем мақсади мара. Ё подопытни дамо муҳим чӣ хел ход мекунам. Ва бафирҷа бошен. Ман бафирҷози гап дистам барои он хотире ки ин видео бафирҷаи худаш. Каси тамошо кардаги боша оригинали интервюи Такер Карлсона бо Владимир Путин медонед шумо. Ва шумо тасаввур кунед ки дар вақти абзор и чӣ қадар мешавад. Так што барои ҳам хотир бародаро лайк мондана фаромӯш накунед. Қадр кардани меҳната агар шумо бихоҳед ва чунин контентҳои полезни ма бикунам, эхе шав бишинем ховнарамо съёмка кунам, просто ҳамун лайки сабилиро монен. Барои ман дар кор нест, лайк ман дастум наметам. ютуби сабилӣ нигоҳ мекунад ки лайки сабилӣ ҳаст, мега ки значит ки тамошобиношда полезняй, рекомендатсия мекунад дига одамота. Ва тавассути ин дига одамо мебинад. Ва ман мефаҳмам ки видеои маро значит дидан, значит лайкш мондан, ва значит ки чунин контентҳо дар кора ма бикунам ша. Всё просто. До 1580. ва бародаро ҳамчунин фаромӯш намекунем ва перепутатам намекунем ки дар бисёр видеоҳо перепутат мекунанд. Касе ки тафтиши ҳуҷҷат дора, касе ки мехоҳад билети авиабилети самолёт харидорӣ кунад,
марҳамат бародаро ширкати парвоз авиа ва ҳамчунин ба ёрдами ин ширкат шумо метавонед ки ба граница бигзаред через самолёт. Марҳамат, рақамошон дар болои экрани шумо ҳастад. Так, ира як тараф мондем. خوب فهمیدین؟ برادرایی که از پیشاب و از پروستاتیت اذیت میکشند بهترین راه حل این از فیرمای عربی میاد پروستاتیت است و برادرایی که در مسکو قرار داره میتوانید از شرکت شفافرما اومده حجامه بی پول رو دسترس کنید. 100 روبل پول بانکوت هم تماما حجامه بی پول. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. аллоҳ кӯмакмон кунад. барнома хеле ҳам калона. Mr. President, thank you. Господин президент, спасибо. On February 22nd, 2022, you 24 addressed 22 your года вы country in a обратились к своей nationwide стране address и when к the нации conflict in Ukraine 24 started. февраля, когда And you начался said конфликт на that Украине you в were 22 acting году. Вы because сказали, you что had вы come to the действуете conclusion потому, that что the пришли United к States, выводу, through что NATO, с помощью НАТО США might initiate a, quote, могут surprise начать attack on our country. внезапную атаку, And to нападение Americans, на that вашу sounds страну. paranoid. Для Tell us американцев why это you believe подобно the паранойи. United Почему вы States считаете, might что strike Америка Russia могла out of the нанести blue? неожиданный How did you удар conclude по that? России? Как вы пришли к такому выводу? Да, дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России. Я так и не говорил. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор? Так, якум сразу психологический прием да иҷа сар мешава. Гуфтани оне ки ман чунин гапа нагуфтам. Бале яъне ки чунин гапа нагуфтам дар назар дора ки Америка ногаҳон зарба мезанад. Яъне ки чунин гапа ман нагуфтам. яъне ки дар умум гуфтагӣ буд ки моро аз тарафи запад хатар интизорае, но вақте ки и выделят кард ки ту гуфтагӣ будӣ ки ногаҳон зарба мезанад, гуфт ман хе гапа нагуфтам. яъне ки тамоми гапора ба чунин гап нол кард. иниш як тараф. дуюм тараф гуфт ки мо суҳбати ҷиддӣ дорем ё ин ки ток-шоу. савол дар шумо. бо Путин, бо президент як бывший журналист ки ҳоло блогерае, ира аз кор гирифтагиянд дар Америка бародаро, барои он хотире ки дальнейши видео дод бо ма кам осотар дар бораи ҳам мефаҳмонам чӣ хел одамаи. ҳозир блогерае, бывший журналист. омадагия пеш Путин интервю гирифтан ва Путин мепурса ки серьёзный разговор ё ки шоу. пеши ту шоу кунӣ омадян, яъне ки понятное чизи элементарнира пурсидан. мо бояд фикр кунем. мақсад аз ин савол ҷавоби ҳамин савола гирифтан бад? Не. ҷавоби ин понятное, элементарное. мақсад аз ин савол приёмае ки приёми ира баъдан истифода мебара Путин. шумо бинед дар куҷо. ман шуморо хотиррасон мекунам. пешакӣ тайёрӣ дегия барои чунин гапа гуфтан ва мегумтон барои чия гӯш кунед, аҳамият дидем. Here's the quote. Thank you. It's a formidable series. Так вот, да, это серьезный разговор. Но поскольку у вас базовое образование историческое, насколько я понимаю, да? бале, серьёзный разговор гуфт. вақте ки серьёзный разговор боша, хоб маълумоти ту базовӣ, основаи маълумоти таърихия гуфт. Правильно? Ана ки ждат мекуна отвеча. барои чӣ? барои ки ам ҳобга, яъне ки симпатия. Путин тайёр кардеста и одама ба он чизе ки гуфтанияе. яъне ки савола мо фаромӯш намекунем. савол барои буд ки барои чӣ шумо ҳуҷум карден ба Украина. савола фаромӯш намекунем. Путин оғоз мекунад. барномаи ту серьёзное ё ки шоу? образованияи исторически дорӣ? дута. яъне ки тайёр кардеста ба чиз? дальше гӯш кунед. ба чӣ тайёр кардеста? Yes. Тогда я позволю себе просто 30 секунд или 1 минуту маленькую историческую справку. Да. 30 сония ё ин ки 1 минут ма як справкаи таърихиро гуфт барои ту мегӯм. анака бинем подготовка барои кор чӣ хел рафт. Президент ку серьёзный разговор ё ки шоу? дуюмаш ту таърихии ку чӣ хел таърихӣ ту ин кора метавонӣ ки не бигӯй. албатта ки одам не гуфта наметавона ва Путинам аз ин бояд ки чунин иҷозатам нагира. но барои чӣ ҳам подготовкара кард дар ҳоле ки 30 сония ё ин ки 1 минут гап мезада боша? барои он хотире ки тамошо кунед чӣ гап мешава ҳозир. ин приёми хеле ҳам бародаро хатарнокае ки одамо истифода мебаранд дар вақти ягон чиза навязыват мекунанд дар одам. амиги хеле биганда мумкин е 1 секунд. мегӯям ку мумкин е 1 секунд. ин дар уровни автоматӣ омадагия да одамо. медонед ҳаматон ҳастаем хеле. мумкин е 1 секунд мега. ҳо бугӯша баъд ки гап сар кард бугӯ бест. бага чӣ ба? бугӯ 1 секунд гузашт. давай. яъне ки ин приёмае дар уровни автоматизм дар одамо. лекин ин намуд одамо ба мисли Путин инора подготовка мекунанд дар чунин биседаҳо. бинен гапе ки гуфт ки 30 сония ё ки 1 минут гап мезанем чӣ гуна мешава.
Вы не против? فکر تکر کردن چی میگه داری برا البته که زید نیسته نو پرسیدن ای برای همیه بعدن پریبیوتش نکنه برای اون خاطری که این صحبت 30 ثانیه دوام نمیکنه این نیم ساعت دوام میکنه فهمیدین اكو فهمیدین که برای چی گفتش که برنامه ما سریوز نیه یا اینکه زید نیستی تو تاریخ شناسی دیگرش تو که در بین اگه چی گفتک میگرده میگه ما ترا گفته بودم که برنامه سریوز نیه یا که شو خیر است که سریوز نیه تک مون گپ زنیم فهمیدین اک سرازو برنامه رو آغاز میکنه از 1 minut و 12 سکند اینترویو سر میکنه گفتنش که 30 ثانیه گفته بود وعده کرده بود گوش میکنیم Please. Вот смотрите, с чего начались наши отношения с Украиной? Откуда она взялась, Украина? Российское государство стало سوال شدن که برای چی هجوم کردی میگه اوکراین یک جا پیدا شد گوش کنیم стало собираться как централизованное. И это считается годом создания российского государства 862 год, когда новгородцы, есть такой город, Новгород на северо-западе страны, пригласили на княжение князя Рюрика из Скандинавии, из варягов. 862 год. В 1862 году Россия отмечала тысячелетие своей государственности, и в Новгороде стоит памятник, посвященный тысячелетию страны. В 882 году преемник Рюрика, князь Олег, который выполнял по сути функции регента при малолетнем сыне Рюрика, а Рюрик умер в это время, к этому времени, пришел в Киев, отстранил от власти 2 братьев, которые, судя по всему, были когда-то членами дружины Рюрика. И таким образом Россия начала развиваться, имея 2 центра. 2 минут 32 секунди интервью рафтестай алака 30 ثانیه گذشت 1 минут هم گذشت سوال پوتین نمیدونست که این درازه істория که نقل میکنن از 30 ثانیه و 1 минут درازه نمیدونست میدونست یعنی که از حوز نه دروغ گفت بله و این یکم دروغی بود که در اینترویو آغاز شد یعنی که خود اینترویو با دروغ آغاز شده و تمام اینترویو استفاده میشه با پیام های دروغین فراموش نکنین شما چیزی که پوتین گفته سوال این گونه بود که برای چی سبب هجوم کردن به اوکراین بود جواب در همین سوال و درباره جوری گپ زده سالی 800 چندم گوش کنین شما بعد خط چخیل یعنی که در سوالای نیودобні политико چی گونه جواب میتن و چی گونه از حادثه میبروین و آیا تکر کارلسون آدمی بود که سوالای نیودобні میداد ایش هم معلوم میشه وزی В Киеве и в Новгороде. Следующая очень значимая дата в истории России, 988 год, это крещение Руси, когда князь Владимир, это правнук Рюрика, крестил Русь и принял православие, восточную часть христианства, восточное христианство. С этого времени начало укрепляться централизованное российское государство. Там, почему? Единая территория, единые хозяйственные связи, один язык. И после крещения Руси одна вера и власть князя. Начало складываться централизованное российское государство. Но в силу разных причин после введения престола наследия, древние тоже времена, средние века, Ярославом Мудрым, чуть-чуть попозже, после того, как он ушел из жизни, престолонаследие было сложным, передавалось не напрямую от отца к старшему сыну, а от ушедшего из жизни князя, его брату, потом сыновьям по разным линиям. Все это привело к раздробленности Руси, единого государства, которое начало складываться как единое, привело к раздробленности. Ничего особенного в этом нет, то же самое происходило в Европе. Но раздробленное русское государство стало легкой добычей той империи, которую создал когда-то Чингисхан. И его преемники, хан Батый, пришли на Русь, разграбили практически все города, разорили их. Южная часть
где был Киев, кстати говоря, некоторые другие города, они просто утратили самостоятельность. А северные города, они сохранили часть своего суверенитета. Платили дань в Орду, но часть суверенитета сохранили. А потом в центром в Москве начало складываться единое российское государство. Южная часть русских земель, включая Киев, оно начало постепенно тянуться к другому магниту, к тому центру, который складывался в Европе. Это было Великое Литовское княжество. Его даже называли Литовско-русское, потому что русские составляли значительную часть этого государства. Они разговаривали на древнерусском языке, были православными, но... Так, 5 минуты 16 секунды видео рафтеза, яъне ки одам хе тамошо мекуна, уже бояд ховуш бара, бояд фикр куна ки чӣ гап шудист, яъне ки савол мардум ки Украина чӣ ба сабаби ҳуҷум кардан ба Украина бояд ҷавобша бифаҳмад, ин таърихи вообще вес Россия рафтеза причём деҷа. Бале, яъне ки ин приём усупид бдительности ном дорад. яъне ки ҳиши одама аз мавзӯъ гузарондан, то ки дар дохили ҳамин бояд ки собеседникаш дигар саволе бита ки аз гуфтаҳои Путинай ва чунин ҳолат савол мегреза мерава, яъне ки ҷавоби саволи аввалдодагӣ беҷавоб мемонад. Но Такер Карлсон аз ин приём албатта ки бохабар ай ва дар охири тамоми расказаш бо саволша дополнительно мета ки бале история хуб, лекин савол мондагӣ, яъне ки тамоми гуфтаҳои Путин уже нол мешавад. Но на танҳо нол мешавад, барое ки дар инҷа плани А, плани Б, плани ВГД рафтагӣ. Агар ки аз собеседник мо темара гузаронда натонем, бояд ки плюс дошта бошад план. Чӣ гуна? Ва зрител бояд чиро бифаҳмад. Яъне ки якумаш Путин тавассути ҳамаи гапҳо фаҳмондааст ки кишварҳое ки дар гузашта, дар таърих, дар уҷа халқшон бештар халқи урус, яъне ки дар ҳамон кишварҳо зиндагӣ мекарданд, кишварҳое ки халқшон ба забони русӣ гап мезаданд, дар таърих ин маънои ура дорад ки اون کشورها روسیه امروزن. یعنی که واسه تو میتونید من تماشا داری بگو که براتن چی گفت استید سریوز نه براتن سریوز نه. یعنی که گپیس پوتین همه منو را داره و چون این گپ تصدیق میکنه حالا دالشی تماشا کنین شما دیستیویتلنا وقتی که بسر خنک تماشا کنی اگر حیرت زده میشه که آدم چی گفته است. لیکن در وقتی که این خیلی گپ خویده میره سرت خنک نمیشه برای که این سخن‌ها سرت جوش میکنن و مقصد این سخن‌نامه بسر خنک گوش کنی میفهمیشه. و ما سر شما را کم کم اگر همراه ما گوش کرده باشیم پوف میکنم که خنک شود. так هدف دیگرش از این اینترویو برای تمامی میروایه. یعنی که تاکر کارلسون ایرا با تمامی جهان پهن میکنه. یعنی در کانال خودش با زبان انگلیسی میبره و دیگر جاها تمام جهان در دیگر پرزیدنت‌ها این نمود گپدانی و این نمود تاریخ دانی را دیدگی نیستند و او چیکار میکنن؟ ریسپکتوات باید کنن. او پوتین اینه خیلی آدمی دانا، اینه خیلی چی و دستگیری کردن در برای با دلنش گپ میزنیم. ما کم کم حرکت کنم گپ زنم و از основной چی میگذرن. یعنی که تماشابین خیلی فکر میکنن. مثال این اولی من لبو آدم بگم یکم впечатление تو در همین اینترویو چی بود؟ میگه که پوتین گرین تاریخ هم میدونسته. دیدین؟ تو میگویی که خیلی ها همین خیلی چی؟ نوعی خطاه. چی به خطاه؟ برای که هدف اینترویو همین بود که باید تو بگویی ها گرین تاریخ هم میدونسته. نو پس باید چی باشه کنیم؟ پس اون باشه که سوال در جواب کنی، جواب در سوالی دادگی اینترویور کنی واداشیب که ایره همه فراموش میکنه طرف دیگه. دلش تماشا میکنیم برادر. Затем произошло объединение, уния Великого княжества Литовского и Польского королевства. Через несколько лет спустя еще одна уния была подписана, уже в духовной сфере. И часть православных священников подчинилась власти Папы Римского. И таким образом вот эти земли оказались в составе польско-литовского государства. Но поляки в течение десятилетий занимались ополячиванием этой части населения. Язык внедряли туда свой. Стали внедрять идею о том, что это не совсем русские. Поляки мега ополячивали. Поляко мега Польша кардан. Польшара полшави кардан. яъне ки ба мисли ки тоҷико тоҷикистона тоҷикӣ кардан бугӯй агар тамошо кардасе абсурдии гапа куҷора Это не совсем русские. Что поскольку они живут у края, они украинцы, а первоначально слово «украинец» означало, что человек живет на окраине государства, у края. Или занимается
пограничной службой, по сути дела. یعنی که تصور کنیم بردار ابسوردی گپه که پسوتی میگه یعنی که سوال داره باید که سبب هجوم کردن با اوکراین ایرا فکرش هیچ وقت باید فراموش نکنیم و میگه که شما میدونید که اوکراین خودش معنای او رو داره که آدمایی که در اوکراین اوکرایا یعنی که در لاو کرای لاوی یگون چیزی نگه میکرد یا که پگرانیچنیکو خدی جای پگرانیچنیکو دا کار میکنن یعنی که آدمایی که در کرای گسترس دیگه زندگی میکردن پسودی گفتنیه که اوکراین خیلی گپ وجود نداره و ما آدمایی را می‌نامیدیم که در کرای کشور ما زندگی میکردن اگر که ما با چنین لوگیکو پردیرات سکنیم بخزیم میگیم روسیه اگر که ما را به زبان تاجیکی перевод کنیم رو лицо сия روسیه значки روسیه پس چی با بچه‌ها کلازاردو میگن اگه گپ دیگه شید کوی اینجا روسیه میشه کو پس میشه که دامجا پردیرات سکنی که значит همه روسیه را معناش همیه نه البته چونین аналогия آوردن خیلی هم خطای نسبت به определенный кишвар Белоруссия значит Россия белый значит que русой сафед значит que Белоруссия هم Россия میگه балойкой пас русой сафед а русой خدی Россия چی اجرا گفته بودیم که روسیه совпадение нест дидин Россия значит же Россия а Белоруссия русой сафед пас получается тугрия همین خیلی но и дурацкий гапай но дар уровни мировой рафтестай это еще не все и гапора арка сахибят намета бо гуфтестан бардоро ин хе чиза дар уровни государства набояд придираться к ним ва и наметона причина шава ки ҳуҷум кунӣ ба у кишвар но и одам ҳамира гуфтестай бале медонем причина намешава но и одам гуфтестай далчи гӯш мекунем комедия клаба Это не означало какой-то особой этнической группы. яъне ки хеле шозина гуфта ки ягон хел этнический группада алоқамандӣ надора па сути ба ҳамин гапаш Путин чира гуфт па сути ба ҳамин гапаш гуфт ки чунин миллат ҳамчун украинец вуҷуд надора фаҳмидед ира меган сухане ки дар дохили махсус этикетка печонда ва пешниҳод карда мешавад мисол вафлира шумо дар рӯи пичоқи шоколод мепечонед мегӯед не шоколоде но па сути вафли метин не ки ҳозир гуфта ки гуфт ки украинец гуфтани миллат вуҷуд надора но ҳамира ба дигар сухан мефаҳмед правильно Ну так вот, поляки всячески ополячивали и в принципе относились вот к этой части русских земель достаточно жестко, если не сказать жестоко. Все это привело к тому, что эта часть русских земель начала бороться за свои права. И писали письма в Варшаву, требуя соблюдения своих прав, с тем, чтобы сюда присылали, в том числе и в Киев, присылали людей. I beg your pardon, can you tell us what period I'm losing Когда это? track Я of уже where потерял. history- Когда это было? В какие годы? Это было Polish в oppression of 13 Ukraine. веке. яъне ки такер карлсон ҳам ҳайрон шид ва ман кард ки бугӯ ки чандум буд 6 минуту 58 секунди интервюай бародаро гӯш кунед 13 век Путин нақл кардестай асри 13-ра дар ҷавобе ки барои чӣ сабаб шумо ба Украина ҳуҷум кардед Путин нақл кардестай асри 13-ра дар асри 21 чӣ рух додагиай дар асри 13 ба ҳуҷум кардан дар асри 21 ба Украина чӣ дахола дора хуб این طرفش میگیریم اگر که بگیم که نه با خیام خیلی ورسیای پیشینه که نه ناتو در اینجا угроза بود اگر که ناتو نمیشید هجوم نمیکرد کاری رخ دادگی در عصر 13 با ناتو چی دخل داره این خیلی اگر بگیریم ها زمانایی بودن که در اینجا دینوزاورو میگشتن например کجایی در که تا هستی ما هستم تا هستی هم هر کس مرا حاج و تماشا داره همون جای شما در زمانایی بوده که دینوزاورو میگشتن так что ты حق نداری که در اونجا زندگی کنی برای اون خاطری که در اینجا در عصر دینوزاورسکی دینوزاورو زندگی میکردن так что اونجا جایت نیسته ببرو برای کجا میرای без разницы ببرو اگونجا برای برای چی برای که فکت اونایی که در اونجا دینوزاورو زندگی میکردن میشوام خیلی بگیم البته که نمیشه خیلی گفته ای آدم همین رو مثال آورده است و ابسوردی کار تا چند سخت‌تر شده رفتن میگیره و در چشمای تکر کارلسون ما میدونیم که یعنی که آدمی подготовленный все равно آدمی ساخته دلچولی گپ میزنیم نو که لیکن همه уже хует когда خیلی نگاه داره چه происходит یعنی که ما یک آدمی عادی همین اینترویو را شرمندگی عصر میحسابم که این در تاریخ میمونه ای واسه خودم میگه که در اینجا زوری و دونگی و دیگر چیزای پرزیدنت نشون دادن نبردار این شرمندگی بود همین اینترویو شرمندگی بود چه خیلی дальше тамошо кунем мефаҳмед Это было в 13-14 веке. Вот. В 13 веке.
Это было в 13 веке. Значит, и я сейчас скажу, что было дальше, и назову даты, чтобы не было путаницы. И в 1654 году, чуть раньше даже, люди, которые контролировали власть вот в этой части русских земель, обращались в Варшаву, повторяю, с требованием, чтобы присылали к ним направление людей русского происхождения и православного вероисповедания. А когда Варшава им, в принципе, ничего не ответила и практически как бы отвергла эти требования, они начали обращаться в Москву, чтобы Москва их забрала себе. Чтобы вы не думали, что я что-то придумал, Дима? Дай-ка. Вот. Я вам отдам вот эти документы. Well, it doesn't sound like you're inventing it. Я не думаю, что вы что-то выдумываете. Нет. Нет, но все-таки это документы из архива, копии, где письма, здесь письма Богдана Хмельницкого, тогда человека, который контролировал власть в этой части русских земель, которую мы сейчас называем Украиной. Он писал в Варшаву с требованием соблюдения их прав, а после того, как получил отказ, начал писать письма в Москву с просьбой взять их под сильную руку московского царя. Есть копии этих документов. Я вам их оставлю на добрую память. Там есть перевод на русский, ну, переведете и потом на английский язык. Ягонич фамилия? یعنی که پیش ایونی که ما پاوزا کردم هیچ خید نکردیم. خب یک چند ممین بود نو با دقت تماشا کنید که در همین فرگمنتی پاپکا آوردن چی گپ شد. تحلیل میکنیم. خودی پاپکا آوردن اونی را نشون میده که البته که تمامی ریچ تمامی چیزایی که پوتین میگه همه پادگا تولینی بدن حتی حجت پاپکا در دست دیما که دیما را بخوابست همین جوشه که ما اومده مطرح خب بته گفتم میتیم. خب ایش понятно میشه همه بله. و بسیار آدم‌ها میگن که بله چون این اینترویو کالونا به تئوری دیدن البته که نمیشه بگذرونیده. نو تئوری دیدن دکوره نو گپ درباره چیه؟ گپ درباره اونایی که راست که تو جای پاپکا را سپردن که پاپکا تئوری و چی میگه که اومده با پاپکا میرسه و بعدم پاپکا را میته ای اونی را نشون میده که سوالم علاقه پنیت نبود. یعنی که سوالی که تاکر کارلسن میتیه این علاقه دا اینو معلوم بود پیشه که так хай хо мепрсан ша хай мегӯи хоб но магар савол да чиво қинае ки ин қадар 2 соат гап мезана ба як савол ҷавобша нагуфта сабаби ҳуҷум ба Украина ин савол оправдателни ответ надора ответи ҷавобе ки тра прав кна надора и савол да всё равно виновати ва и савола бояд ки сглаживат кни фаҳмиди сглаживат кним хеле товда яхе карда дар сари одам хеле бирасони ки што бигак хай понятно не хеле шава фаҳмидем барои хотири ҷа атакаи хеле ҳам вазмин мерава словесни атака барои ҳам хуб гӯш кунен дар ҳаёт хеле ҳам сахт дар кортон мешава мегӯям ку прижон значит вооружен ва дигар тарафаш мегзарем дар бораи коре ки бо дар ҳамин папка овардан шудак вақти папкаро овардак гуфт ки дар замини русҳое ки ҳамон вақт Украина меномиданша. Савол. Ки Украина меномид? Дигар тарафша мегзарем. Гуфт ки и ба забони русӣ тарҷума шудагиае ва агар шумо бихоҳен ба англисӣ тарҷума кунен. Ҳамихе гап буд ки гапа Путин гуфт. Савол дар шумо. Аз кадом забон ба забони русӣ тарҷума шудагиае? Дар ҳоле ки Путин гуфт ки и аз замини русҳое ки дар ҳамон вақт Украина меномиданд аз ҳамун ҷа ин нома фиристода шудагиае ва ба забони русӣ тарҷума шудагиае. Аз кадом забон ба забони русӣ тарҷума шудагиае? Аз украинӣ? Пас Украина буд ё набуд? Украина набуд мегӯям. Фаҳмидесен шумо абсурда. Чӣ гуна забон вуҷуд дорад дар ҳоле ки худи натсия нест? Вақте ки забон ҳаст, пас натсия ҳам ҳаст, но ошибкаи ӯ дар чӣ шудагиае ки то ҳозира ҳама мо шумо украинцо ҳам ба забони русӣ гап мезанад. Ина ҳами чиза, ина ҳами факта ки ӯ ба забони русӣ гап мезадан гуфтана проблемашон сохтак. Ба ин кор ки шумо русӣ гап мезанед, значит шумо русин. Тамом. Получается мо ту русӣ гап мезанем, бояд ки болои сари мо ҳақ ҳуқуқ доранд.
И абсурдае бародари, и абсурдае. Так фаҳмиде, на? Ба забони русӣ гуфт тарҷума кардагия аз замони русҳо. Значит, аз кадом забон омадагия? Аз кадом забон ба забони рус тарҷума шудагия? Аз украинский. Пас Украина вуҷуд дошт, дар ҳоле ки ту мегӯӣ вуҷуд надошт. Савол вуҷуд дошт ё ки на? Муҳимаш ин гуна савола Такер Карлсон наметия. Барои чӣ? Магар Такер Карлсон чени ма як блогери оддии Тоҷикистон саводу ақлу фаҳмиш надора? Албатта ки 100 баробар зиёд дора. Чӣ ба чунин савола намета? Барои он хотире ки набояд бита. Яъне ки Такер Карлсон ҳамин хеле нишон мета ки одаме ки Давид кардааст, одаме аст ки мепирса, но он чизере ки бояд пирсӣ намепирса. ҳоло дар болаш бо гап мезанем дальнешта. Ин ҳами саволе ки ин одди саволе ки гуфтаам ки омад гуфт ки перевод шудагия аз ба забони русӣ метавонистиш бигӯяд ки ба ай кадом забон ба русӣ тарҷума шудагия. Всё, уже тупик сар мешид. Ба тупик ҳамхе рафтан мегирифт. Но Такер Карлсон ира намекна. Рафтем. Английский язык. Россия не соглашалась их принимать сразу, потому что исходила из того, что начнется война с Польшей. Все-таки в 1654 году Земский собор, это был представительный орган власти древнерусского государства, решение было принято, эта часть древнерусских земель вошла в состав Московского царства. И, как и предполагалось, началась война с Польшей. Она шла 13 лет, потом перемирие было заключено, а всего после заключения этого акта 1654 года, через 30, по-моему, 2 года, был заключен мир с Польшей. Вечный мир, как так было сказано. И вот эти земли, все левобережье Днепра, включая Киев, отошла к России. А все правобережье Днепра осталось за Польшей. Затем, во времена Екатерины II, Россия вернула все исторические земли свои, включая юг и запад. Это все продолжалось до революции. Да, а вот перед Первой мировой войной, воспользовавшись вот этими идеями украинизации, австрийский генеральный штаб очень активно начал продвигать идею Украины и украинизации. Все понятно для чего. Потому что в преддверии мировой войны, конечно, было стремление ослабить потенциального противника, было стремление создать себе благоприятные условия в приграничной полосе. И эта идея, родившаяся когда-то в Польше, что люди, проживающие на этой территории, не совсем русские, они якобы особая этническая группа, украинцы, начала продвигаться и австрийским генеральным штабом. Возникли и теоретики независимости Украины уже в XIX веке, которые говорили о необходимости независимости Украины, но, правда, все эти столпы украинской независимости говорили о том, что она должна иметь очень хорошие отношения с Россией. Они на этом настаивали. Так, яъне ки аввал ки одаме ки вообще Украина вуҷуд надошт, ин хеле натсия вуҷуд надошт, имрӯз Украина хост ки независим боша. Миллате ки вуҷуд дошта бошад, чунин миллат боша, магар ӯ барои независимӣ будан ҳуқуқ надора? Албатта ки дора. Правильно? Ва чӣ претензия дорӣ ту барои независимӣ будани ӯ? Нагин ки гап дар бораи претензия ҳамия. Яъне ки ҳуҷуме ки имрӯз, ҷанг ки имрӯз рафтестай, чӣ хеле ки эълон кардан, аввал эълон кардан ки мо дар уҷа ҳифз мекунем русҳоеро ки ҳуқуқҳошон поймол мешаванд дар Украина. Ва баъдан хатари ната. Лекин дар ҳамин интервю худаш Путин тасдиқ кардааст ки аз аввал вообще аз асри 13 ҳисоб карда Украина бояд ки дар Россия боша, яъне ки независимӣ набоша. Бояд Украина погза дар Россия боша, бояд Украина полностью Россия боша. Инаира гуфтааст Путин. И очевиднее. Просто ман нагуфтаистам, худаш гуфтааст. Настаивали. Вот. Но, тем не менее, после революции 1917 года большевики старались восстановить государственность. Развернулась гражданская война, в том числе и с Польшей. Был подписан мир с Польшей в 1921 году, по которым западная часть на правом берегу Днепра опять отошла к Польше. В 1939
после того, как Польша посотрудничала с Гитлером, и Гитлер предлагал, все документы у нас в архивах есть, предлагал с Польшей заключить мир, договор о дружбе там, и союзничестве. Так аҳамият битен. Мега ки Полша ҳамкорӣ дошт бо Гитлер ва Гитлер барои ҳамкориву сулҳ имзо кард. Розигӣ додан. Дальше хуб гӯш кунед ҳамин момента. Но требовал, чтобы Польша отдала назад Германии так называемый Данцевский коридор, который связывал основную часть Германии с Кёнигсбергом и с Восточной Пруссией. А после Первой мировой войны эта часть территории была отдана Польше. И вместо Данцига появился город Гданьск. Вот Гитлер упрашивал. Яъне ки дар бораи шаҳри Гдански дар Полша будагӣ ки баъди ҷанги якум бо Полша шудагӣ. Ака гӯш кунед чӣ гап мешавад? Вот Гитлер упрашивал их отдать мирно. Поляки отказали. Гитлер мега зора кард чунки ба хубӣ битин замина. Заминеро ки по сути фактически ай Полша. Отдать мирно. Поляки отказались, но тем не менее сотрудничали с Гитлером и вместе занялись разделом Чехословакии. Ва Полша мега рад кард ки ин замина ба Гитлер бутия. Лекин дар болои бо ҳамкорӣ кардан ва Чехословакияро тақсим кардан. Так ҳозир саволша мебара, пешаира гӯш кардан, ҳамин ҷӯша таҳлил мекунем. Бо фаромӯш намекунем, саволи якумда мегзарем. Савол ки сабаб барои ҳуҷуми Украина. Ва Путин ҳозир гуфтааст ки Полша бо Гитлер ҳамкорӣ доштанд. Гитлер ӯро зора кард ки замина бите, Полша надод, лекин бо ҳамкорӣ доштанд то ки замини дигар кишвара тақсим кунанд бигиранд. Савола ба ёд дорем? Савол дар бораи чӣ буд? Пас ин гап ба ӯ чӣ дахл дорад? Абсурдиро фаҳмидастем дар бораи чӣ? Но абсурдӣ дар бораи Гитлеру Полша бо ба ғарзи оне ки абсурдии саволи якум буд, бо дар бораи Гитлеру Полша бо абсурдӣ сар мешавад. А вы говорите, можно спросить, что части Украины на самом деле являются русскими землями сотни лет. Почему тогда, когда вы стали президентом, вы просто не взяли их 24 года назад? У вас ведь оружие... Беҳтарин саволи хеле ҳам хуб. Дар 12 минут 45 секунди интервью. Мега ки бисёр заминаи Украина ту гуфтӣ ки давоми садсолаҳо аз Россия буданд. Чӣ ба вақте ки 24 сол пеш ту президент шудӣ, ҳамон вақт нагирифтӣ? Саволи хеле ҳам оддие ки ҷавоби хеле ҳам оддӣ дорад, но мо аз ихе одамо ҷавоби оддӣ гирифта наметонем. Гӯш кунем. Чӣ мега? Просто гӯш кунем. Агар ту мегӯфтӣ чӣ мегуфтӣ? Дар ҳамин ҷавоб чӣ мегуфтӣ? Гӯш кунем, чӣ мега? Назад. У вас ведь оружие было там, не знаю. Почему вы тогда так долго ждали? Да, сейчас скажу. Я сейчас к этому, я же заканчиваю эту историческую справку. Сейчас она скучная, может быть, но она многое объясняет. Фаҳмидед? Изначално вақте ки маълумота зиёд мега, собеседникро аз саволи основной бояд ки берун кунад. Но вақте ки дар асоси яъне ки барои берун кардан собеседникат бояд ки ягон саволе буда ки дар дохили ҳамин гапҳои гуфтагитай. Ва собеседник ҳамин корам мекунад. Яъне ки саволш метавад ки хоб, пас чӣ ба вақти президент шуданда сразу накардӣ? По сути бояд ки давом биёбӣ. Правильно? Но ин гап давом наметавад. Барои чӣ хотир ки савол неудобнее. Ва мега ки бигзор ма давом бутим. 12 минуту 57 секунди видео рафтестай и онеро гуфтестай давом бутам ки дар аввал гуфтагӯӣ буд ки 30 сония ё ин ки 1 минут гап мезанам. Ва ҳозир хаб кард вақти чунин савол шудан мега бигзор давом бутам. Аввалина гапма. Фаҳмидин? Мақсад ма тара бефара мекунам, ма тара девона мекунам, ма тара мекушам иҷзат кардана, но ту чизе ки мехоҳӣ ма ӯро ба ту намегӯм. Ин ия ҳадафу стратегияи Путин. Чӣ гуфтанӣ будам ёдам биромад, далчи ҳоз гап зана да ёдам мебиёяд. Чизи муҳим дига дар сарам як то хурду рафт. Она не скучная, нет. Дар бораи скучна ҳуй додам ба ёдам омад. Мумкине ки гапи ма скучна гуфтанам, инам приёмай. Яъне ки приёми чӣ бугум? Жалст. Ира жалст меган. Мисол дар байни арӯсҳо бисёри хеле корҳо мешавад. Дар байни ягон одамое ки например, ягон одам мисол вақте ки намехоҳа қатиш бишинӣ, намехоҳа ки қатиш бишинӣ гап занӣ суҳбат кунӣ, баъд мисол ягон одама намефорота ки қатит бишина суҳбат кунӣ ё ки қатиш гап занӣ, баъд ӯ на жалост давид мекунад дар ту.
мисол мега ки ха мо худами весёли нестем ки ту хатимо бишини чақчақ кунӣ ё ки ха мо одамои пулдор нестем ки ту хатимо бишини чақчақ кунӣ ё ки ха мо одамои хушрӯ нестем мисол духтаро боша агар ха мо хушрӯ нестем ки ту хатима бишини гап зани ха ягон дига хушрӯи дига хати гап зани жалас давид карданай ва Путин ҳамин стратегияро истифода мебарад ам мумкин ки история ма скучни боша гуфта яъне ки и ходи ҳастае ки собеседник худаш тра намебране бо худаш аз ту хоҳиш мекунад ки давом бите и приём барои ҳамин истифода мешавад по сути мувофиқи правилаи собеседования мувофиқи правилаи суҳбат бояд Такер Карлсон бигӯяд ки не хоб давом метен не ки ма дар ҳамин муҳимае ки чӣ ба 100 сол пеш ҳуҷум накардем плиз ҳамида ҷавоб дем бигӯяд но ира намега барои он хотире ки Путин аллакай приёма кард ва баъди гапе ки мумкинае ки скуч намешавад гуфтан аз ин супас собеседник давид намекунад наоборот зорра мекунад ки давом бите чунки худш аллакай нороҳат ҳис мекунад. Она не скучная, нет. Ну, отлично. Тогда мне очень приятно, что вы так это оценили. Спасибо большое. Итак, после... ва баъди благодарит карданам инам яке аз приёмҳое ҳастае ки например бихоҳӣ ки одама ба худат ҷалб кунӣ нисбат одам хубӣ кунад мегӯянд ки ам одам қарз бигир яъне ки чӣ хел действительно и кори ғайриоддӣ метавонад яъне ки қарз гирифтан одам мегӯяд ки ҷурӯҳоро аз байн мебарад но қарзе ҳастаю ки тра битану ту дига баргардан натавонӣ ҳамаро ҷазир мекунад вақте ки як қарзи ночиз ё одам дар тметия ҳамон одам нисбати симпатия пайдо мекунад яъне ки одаме ҳастае ки тура ёрдам додагиай раз ки тура ёрдам дод значит ки ту барои чизи қадр доштаи ва ту барои ёрдами додагиш благодарит мекуниша вақте ки ту хуб благодарит кардӣ вақте ки хуб тура ёрдам дод хуб благодарит кардӣ дуюмбора ё одами кора мекуна фаҳмидем чунин стратегияе ки Путин аввал ҷалс қади давид кард ва баъдан бо благодарит кард дар ин ҳолат всё Такер Карлсон дига ҷихида наметавонад дар савол Карлсон бой дод. Итак, перед Второй мировой войной, когда Польша посотрудничала с Германией, отказалась выполнять требования Гитлера, но тем не менее поучаствовала вместе с Гитлером в разделе Чехословакии. Но поскольку не отдала Данцевский коридор, все-таки поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему и началась война 1 сентября 1939 года именно с Польшей? Так, шумо фаҳмидестен ки Владимир Путин, президенти Россия, мировой фашист, яъне ки Гитлера оправдовать кардааст ки полякоро маҷбур кардан ки ҷанга аз оғоз ҳар кунанд. Маҷбур карданша мега. Яъне ки по сути дар ҳамин кор Гитлера оправдовать кардааст нисбат ба поляко. Ва дар кадом видеои ма гуфтагӣ будам дар гузашта ки бикунам чунин видео байни сходствои Путин и Гитлер. Ки одамо бисёр сходства доранд байни якдигаришон ва ҳамин гапи мара имрӯз Путин дар суҳбаташ дар интервюш тасдиқ мекунад ҳамун суханеро ки ма гуфтагиям. Ва албатта ки предложение ҳолиам в силе. Шумо агар розӣ бошен бинависен, ман мекунам сходствои байни ин ду одама дар чиан. Хеле ҳам сахт монандӣ дорад. Именно с Польшей. Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. Кстати, она сказала мега неразговорчивая. Яъне ки тамошо кунед шумо. Яъне ки просто представить кунед шумо. Гитлер меояд Полшаро мега замин тамара бите. Фактически замини Полша уже. Гузаштара, яъне ки Путинам ҳамин масъаларо чӣ карда, гузаштара ӯ чӣ кор буд, чӣ чақ дошт, дар иҷа гап намерава. Гузаштара. метавони ҳозир барай бугӯй ки битен замини мо дар иҷа. Метавони ҳамин гап бихези барай. Чӣ ба намехези намерай? Например, барои он хотире ки кор таърихӣ буд. Ҳозир дига замон, баъдан дига замон. Ва Путин иҷа гапа бурам намедонам. В общем, Путин таърих мисол овардааст ки ҳамун замоне ки аз Полша ҳами дар гузашта аввал и замине ки олмон буду, баъдан баъди ҷанг Полша шид ва Гитлер ӯро хост ки обратно битемода ва надодан ва ҷанга сар кард. Ва ҳамин тариқ мегзарем параллел кардааст ки азри 13 Украина Россия буд. Значит ки имрӯз бояд ки Россия боша. Фаҳмидесен и абсурдай. Начать именно с Польши. Кстати, Советский Союз вел себя, я читал архивные документы, вел себя очень честно. И Советский Союз просил разрешения Польши провести свои войска на помощь Чехословакии. Но устами тогдашнего министра иностранных дел Польши было сказано, что если даже советские самолеты полетят в сторону Чехословакии через территорию Польши, они будут сбиваться.
бояд бор дигар бародаро хотиррасон мекунам. Тасаввур кунед шумо 14 минути интервью рафтестай. имрӯз мегӯяд ки дар бораи Советский Союзу ва техникаша ки барои Чехословакия тавассути Полша гузаронидан ва Советский Союз аз нӯ хоҳиш кард. Так нигоҳ кунед. Чехословакия, Полша, Советский Союз. Савол чӣ буд? Сабаби ҳуҷум ба Украина. Ва чӣ гуфтесте? Чӣ алоқамандӣ дорад? Дальше гӯш мекунем. Территории Польши, они будут сбиваться на территории Польши. Но не важно. А важно то, что война началась, и теперь уже сама... Хачам мега, неважно. Яъне ки хачам фаҳмидесае ки муҳим нестай. Бале, ин муҳим нестай. Действительно, чизое ки гуфтесае муҳим нестай. Пас чӣ ба гуфтести? Чӣ ба гуфтести? Па чӣ дар интервью хаб кунам? Саволаш додан хаб кунам агарим? Не, бояд гап занам. Бояд ягон чӣ бигӯям. Всё, ҳадафи намеяй. Но чизе мега ки ҳамун намуди гап мезана ки шармандагии аср мешавад. Сама Польша стала жертвой той политики, которую проводила в отношении Чехословакии. Потому что по известным протоколам Молотова-Риббентропа часть этих территорий отошла к России, включая Западную Украину. Россия под названием Советский Союз вернулась таким образом на свои исторические территории. После победы в Великой Отечественной войне, как мы говорим, это Вторая мировая война, все эти территории окончательно были закреплены за Россией, за Советским Союзом. А Польша при этой компенсации, так надо полагать, получила западные исконно германские территории. Это западная, восточную часть Германии, часть земель. Это западные районы Польши сегодня. Ну и, естественно, и опять вернули выход к Балтийскому морю, опять вернули Данциг, который опять стал называться по-польски. Да? Вот таким образом сложилась вот эта ситуация. И при формировании Советского Союза, это уже 1922 год, большевики начали формировать СССР и создали Советскую Украину, которая до сих пор вообще не существовала. Абсурди следующий саршт. Советский Украинара мега сохтан, ки вуҷуд надошт. Халқ вуҷуд надошт, натсия вуҷуд надошт, миллат вуҷуд надошт, Украина вуҷуд надошт. Яъне ки ора сохтан. Яъне ки факт значит ки аз ҳамиҷа аз советский. Яъне ки аз ҷа пас отталкиваться мекунам аз ҳамун ҷое ки ира Советский Союза сохтан. То и вақт набуд, вуҷуд надошт, намедонам. Чӣ хел Советский Союз миллат сохт? Чунин гапа Путин гуфта метавонад албатта. Ва ҳоло аз ҳамин нуқта бояд отталкиваться кунад, рафтана бо барои оправдывать кардани ҳуҷум ба Украинара. Акун мо логически агар фикр кунем, мегӯем ки хоб аз ин нуқта агар ки отталкиваться кунад, пас то ин нуқтара ин қадар 15 минут 41 секунд интервью рафтаем. Чӣ дар кор буди ҳамаеро гуфтан? Пас мешавад ҳамиҷа отталкиваться кунад. Бале, мешавад ки аз ҳамиҷа отталкиваться кунад. Иё шуҷа ҳамаш музр шудан ус рафтан. Ки ягон аҳамият надорад ки ҳатто худшам гуфта ки это уже не важно. Действительно не важно. Но ба хотири оне буд ки яке сухан мегзараву темаалиш мешавад. Но темаалиш нашидестай чибота. Ва Путин то чанди давом дода рафтестайша. Не существовало. При этом Сталин настаивал на том, чтобы эти республики, которые образовывались, входили в качестве автономных образований, но почему-то основатель советского государства Ленин настоял на том, чтобы они имели право выхода. Фаҳмидед? гап дар бораи на танҳо Украина рафтестай, ки ман дар аввал гуфтам бародарои шӯхӣ нестай. Гӯш кунед як бор дига. ҳамиҷаш муҳиме вақти формировании Советский Союз мега гӯш кунед, аҳамият битен даме чӣ мега, одамо мегзарона мерава, аҳамият наметан. Гӯш кунед. 15 минута 26 секунди интервью. Это уже 1922 год. Большевики начали формировать СССР. Вақти СССР ташкил кардан и создали Советскую Украину, которая до сих пор вообще не существовала. Украинара, Советскую Украинара сохтан мега дальше. При этом Сталин настаивал на том, чтобы эти республики, которые образовывались, входили в качестве автономных образований, но почему-то... Сталин мега и республикаҳое ки ворид шудан дар Советский Союз ҳамчун автономни бошанд, республикаҳо фаромӯш накунед чӣ гуфтеста ёдам.
тоха гап дар бораи Украина рафтеестай. Акун далчи гӯш кун. Образовании, но почему-то основатель советского государства Ленин настоял на том, чтобы они имели право выхода из... Ва асосгузори Советский Союз Ленин мега гуфт ки ӯ ҳақ доранд ки бироянд аз состави Советский Союз и кишварҳо. Фаҳмиди акам? Ва бо мега ки барои чизе ки основатель, барои чи вай основатель, всё, чихе барои чи? Ва ба ин гап, ба ин мнение розӣ нест. Фаҳмидестин? Ки гуфтанд ки ин республикаҳое ки дар состави Советский Союз медороянд, намедонам барои чизе ки мега. Ленин гуфт ки ӯ ҳақ доранд ки бироянд аз состав. Яъне ки ба ҳамаи ин одам розӣ нест. Ака як бор дар хотир ма расонем ки чанд кас дар ин состав буд, чанд государства? Гап дар бораи толка Украина нарафтест, бачаҳо. Гап дар бораи толка Украина рафтест. О том, чтобы они имели право выхода из состава Советского Союза. И тоже по непонятным причинам наделил Аз состави Советский Союз Украина биромада имрӯз ба ин кор Путин ӯро упрекат кардааст ки намедонам барои чи хай Ленин чунин имконшон дадай. Хоб, Ленин имконшон додай. Ва баромаданд. ҳаққи баромадан доранд ва на танҳо Украина баромадаги, если что, хотир расон кунам. Пас проблема это чи айда иҷа? Раз ки оя вақтҳои будан дар состав, значит баромадан ҳақ надоранд. Бояд намебаромаданд. Хай барои баромадан ки намедонам барои чизе ки Ленин чунин решение, чунин права дода. Ин одамо доо хондан накуре. Джин дора. наделил образующуюся советскую Украину землями, которым люди, проживавшие на этих территориях, даже если они раньше никогда не назывались Украиной, почему-то при формировании все это было влито в состав Украинской ССР. В том числе все Причерноморье, которое было получено во времена Екатерины II, и, собственно, к Украине никогда никакого исторического отношения не имели. Даже если мы вспомним, назад вернемся, 1654 год, когда эти территории вернулись в состав Российской империи, там было 3-4 современных области Украины. Никакого Причерноморья там и близко не было. Просто... Такер Карлсон уже хандаш гирифтест, чизе ки ӯ мега, албатта ки чизе ки мега хандовара бафкам ки Такер Карлсон хе чӣ қабидаги ки чтобы наханда. И близко не было. Просто не о чем было In говорить. 1654. В 1654 Да, году. именно. You obviously have encyclopedic knowledge of this. У вас энциклопедические знания, но почему первые 22 года вы об этом не говорили? Бо Такер Карлсон дар ҳамон 17 минуту 4 секунди интервю рафтест ва як шагда Путин уже ҷиқид ки саволи якума уже Такер Карлсон надодест ва саволи дуюма додест дуюм бора. Аввал гуфт чи ба давоми 24 сол пеш шумо ин кор накардем ва ин ҳозир гуфт давоми 22 солда дар ин бора гап назадин, ҳозир гап задестин. Акун ради интерес нигоҳ мекунем ки савол бо такрор шидест. Бо Путин чӣ мега? Дар якум ҳолаташ савол буд, Путин гуфт ки бема история ки нақл кардам, беора нақл кунам. Ак гӯш мекунем, дар чӣ мега? Свое президентство. Итак, значит, советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели. Фаҳмиди? Никак ҷавоб намета. Яъне ки гӯш мекуна, саволаш метана, ҷавоб намета. Историяша давом деса. Яъне ки Путин ранги як проигрыватели ҳаст дар ҳамин ҷоз, дар ҳамин интервью, ба мисли як бигем просто як радио, як чизе ки автоматически мисол запис дар дурунш мондагиаю, вақте ки собеседникаш гап мезанад, типа собеседникаш паузаш мекуна, хирди савол метия, бойра ҳуй метия, давомаш рафтан мегира. Яъне ки он чизе ки Путин мега вобастагӣ надора аз оне ки Такер Карлсон чӣ мепурса. Яъне ки Путин вообще без разницы, ки Такер Карлсон чӣ гуфтест. И ҳамия историяра аввал қабидагӣ то охира давом дора рафтест. Вообще ида без разницы, баро ки никак реагировать намекунад дар саволҳои Такер Карлсон. Такер Карлсон саволш дод ки давом 22 сол чӣ ба даи бора гап назадӣ? Чӣ гуфтест Путин? Давом это бо история. Никогда к ней никакого отношения не имели. Прежде всего при Черноморье. Они когда-то, когда Россия их получила в результате... Да Черноморье, да Украина ягон хечи надошт, просто давом деста. Савол буд ки чӣ ба давом 22 сол да ту чӣ накардӣ? Дари бора гап назадӣ? Не? Ҷавоб нест.
Дальше. Получила в результате русско-турецких войн, назывались Джанги Польша буд, джанги Гитлер буд, джанги Чехс. Ана кадади дим савол джанги турку русос ашид. Ки саволи мо саволи оддиай. Сабаби ҳуҷум ба Украина. Барои мевагӣ ба фикрам ки ягон ҳақорат мекунен, неки бародаро шумо та иҷаи видеоро тамошо дорен, ҳозир тасаввур карда наметавонен ки видео чанд қадар дарозае. Барои ҳамин хотир ман дар иҷа овам дорум ва мевагиам беста хубай бои хеле мақсад хастагита ҳис накунӣ, хубтар мешавада анализ карда. ҳамин хотир ки иҷои нав 17 минути интервю рафтеса ёзи гарин рӯзае. Что ба ҷайми комфорт қати бояд кор карда накунем хеле. Шумо лайка фаромӯш накунед. назывались Новороссией. Вот. Но это не важно. Важно то, что вот, Ленин, основатель советского государства, создал Украину именно такой. Значит, и вот это все в течение многих десятилетий в составе СССР, Украинская ССР развивалась, и большевики тоже по непонятным причинам занимались украинизацией. Ну, не только потому, что там выходцы были с Украины в руководстве Советского Союза, но в целом была такая политика, коренизация она называлась. Это касалось Украины и других союзных республик. Внедрялись национальные языки, национальная культура, что в целом, в принципе, конечно, и неплохо. Но таким образом создавалась советская Украина. А после Второй мировой войны Украина получила еще часть не только польских до войны территорий, сегодня Западная Украина, часть венгерских территорий и часть румынских. У Румынии и у Венгрии тоже часть территории забрали. И они, эти территории, вошли в состав Советской Украины и до сих пор там находятся. Поэтому у нас есть все основания говорить, что в этом смысле, конечно, Украина в известном смысле искусственное государство, созданное по воле Сталина. Как вы думаете, что есть ли у Венгрии право забрать свои земли, и другие нации могут ли забрать свои земли, может быть, вернуть Украину к границам 1654 года? Ну, я не знаю, как границам 1654 года, но если все считают, что время правления Сталина называют сталинским режимом, все говорят о том, что там много было нарушений прав человека, нарушений прав. Саволи хеле ҳам муҳим что такр калсын ва неки саволаи оз тавдод нигоҳ кунед чхелак. Это касалось Украины и других союзных республик. Внедрялись национальные языки, национальная культура, что в целом, в принципе, конечно, и неплохо. Но таким образом создавалась советская Украина. А после Второй мировой войны Украина получила еще часть не только польских до войны территорий, сегодня Западная Украина, часть венгерских территорий и часть румынских. У Румынии и у Венгрии тоже часть территории забрали. И они, эти территории, вошли в состав Советской Украины и до сих пор там находятся. Поэтому у нас есть все основания говорить, что в этом смысле, конечно, Украина в известном смысле искусственное государство, созданное по воле Сталина. Как вы думаете, что есть ли у Венгрии право забрать свои земли, и другие нации могут ли забрать свои земли, может быть, вернуть Украину к границам 1654 года? 1454 сол таърих агар нигоҳ кунем, агар ки Венгрия ва дигар ҷо ҳақ дошта бошанд ки замини таърихии худшона баргардонанд, пас Украина ҳам ҳақ дорад ки замини таърихии худша баргардонад. Така Карлсон мега. Агар дар ответ гӯш кунед, Путин чӣ мега? 4 года. Ну, я не знаю, как... ҷавоб ҳаст ҳо ё ки не. Намедонам не. Чӣ хета ҳамаи чиро медонӣ? То асри 13-ра таъриха медонӣ. Чӣ ба дар ин савол мегӯй? Ну, я не знаю. К границам 1654 года, но если... Ман намедонам, мега границаи 1654 год, 1654 сола, ман намедонам границаи. То асри 13-ра ҳозир нақл кардӣ, мисол овардӣ асри 13-ра дар саволи сабаби ҳуҷум ба Украина. Асри 13-ра ту мисол овардӣ. А ту ин таъриха намедонӣ ки дар ин бора ҳақ дора гардона, иша намедонам. Фаҳмидесин? Ин элементарния ин чизи 1654 года, но если все считают, что время правления Сталина называют сталинским режимом, все говорят о том, что там много было нарушений прав человека, нарушений прав других государств, то в этом смысле, конечно, вполне можно, ну, если не говорить о том, что они имеют на это право,
вернуть эти земли свои, то, во всяком случае, понятно. Have you told Viktor Orban? Орбану говорили, Орбан یعنی که اینترناتسیا میخوابزدن بو یعنی که یک قوت این یکی از پریام های هسته خیلی درباره اون خطیر نیست که مثلا این معنی اون نداره که причем دیگر رژیم استالینسکی رژیم کی رژیم هم میگفتن که زیدی вообще استالینه که رژیمش چخیلی بود آدمو شهروندا حقوق نداشتن پایمال میشه حقوقی و ایگا پا گفته سه причем ده سوال بود که اوکراین میتونه زمین تاریخی خودش برگردونه نه جواب نمیتونه نمیدونم لیکن خیلی میزنه که ما نمیگیم که رژیم استالین چه بخیر اگر با او نگاه نکرده نگیم نو گفتن نه که حق دارن نو فهموهای که یعنی که اینترنتی اگر که بودی گب خرابش دیگه میشه پسوتی نه یعنی که اینترناسیونی رچوی پوتین هم اهمیت خیلی هم ای درسی خوبه برای آموختن چنین نیوربالنی حرکت‌ها یعنی که بسیار در رچوی پوتین اگر اهمیت بده اینترناسیونی کلمه‌ای هست که پسوتی معنی نداره و یگان وزنی نداره در اصل но اینترناسیا قطعی پوتین وزنش میتیه مثال این возьмем мами фрагмента. Ну, я не знаю, как границам 1654 года, но если все считают, что время правления Сталина называют сталинским режимом, все говорят о том, что там много было нарушений прав человека, Дарбораи режими Сталин интонация озода, нарушение прав человека интонация озода. Озода масаламаш, яъне ки чизи даҳшата чизеро сахта гап зада истае бо интонация озод. Яку муҳим нестае ки чӣ мегӯй, муҳим онае ки чӣ гуна мегӯй, ҳамин приём истифода шудааст. Но нигоҳ кунед ки интонация аксента дар кадом калима мекунад, ки по сути он ҳеҷ маъно надорад. Нигоҳ кунед. Нарушений прав других государств, то в этом смысле, конечно, вполне можно, ну, если не говорить о том, что они имеют на это право вернуть эти земли свои, то, во всяком случае, понятно. Have you told Viktor Orban? Орбану говорили. Осто хонда. Дамы. Фаҳмой. Понятно. Что? Что понятно? Чӣ ба ин калимаро ин қадар выделят кардем? Понятно. Далчи гӯш кун. Понятно? И уже дар сари одам бояд бистай. Что понятно далчи? Оли мега ки чӣ понятно? Он мега ки яъне ки роҳай барои мозг дар омадан идея хита ворид кардан тавассути ин слова. Яъне ки чизе ки ман мегӯм тебе должно быть понятным. Понятно? Фаҳмо? Понятно. Подсознательно розӣ мешавад. Фаҳмо. Хоб, чизе ки мо ҳозир мегӯм то бояд фаҳмо боша. Ролтонара шаш вайре мишел дар гушоид монанди ҳалқаи. Понятно. Have you told Viktor Orban? Орбану говорили об этом, что он может вернуть себе часть земель Украины. Никогда не говорил. Никогда. Ни разу. У нас с ним даже на этот счет не было никаких разговоров. Но мне достоверно известно, что, конечно, венгры, которые там проживают, они, конечно, хотят вернуться на свою историческую родину. Больше того, я сейчас вам расскажу вам очень интересную историю, отвлекусь. Не, конечно, и гапа намегӯй. Барои он худе ки ту худ мехоҳӣ заминора. Ана гӯш кунед. Вақте ки чунин савол мешавад, ози так кардасан савол додагӣ буд. Фаромӯш намекунем. Якум савол. Сабаби ҳуҷум ба Украинара. Дуюм бора. Чӣ ба муддати президентит ин қадар сол зиёда аз 20 сари сол ду бори савола дод? Ки дар бораи Украинара ки имрӯз гуфтесте ки замини Россия ҳамун вақт намегуфтӣ, ира нагуфту? Нигоҳ кунед. Ака ози бигем дар бораи история гуфт я 30 сония нақл мекунам. 19 минуту 54 секунди интервюае. Сония. Анака нигоҳ кун. Хоб, агар история буд карда бошӣ, анака гап заира зар саволаш ҷавоб битед, не ки не. Нигоҳ кун мега ки ҳозир ма дар шумо як история интереси нақл мекунам. Фаҳмидестен абсурдии кора. Яъне ки одам гуфтест ки ман дар саволи ту ҷавоб наметам, чунки ман дар саволи ту ҷавоб надорам. Яъне ки агар одам ба ақли солим ҳамин интервюро тамошо кунад, вақте ки якум савола Такер Карлсон дод, и 30 сония то 1 минута вақт хост Путин, 1 минут, 2 минут, максимум 3 минут хобина 5 минути видеоро тамошо карде ки гапош ким куҷо рафтеста. Ҷавоб намета, бромадан дар кора, фаҳмидан дар кора ки одам фуфло ганият кардеста. Барои чӣ хотир ки инем интервюро полни тамошо мекунен, шумо ҷавоб дар ин савол намегирен. Баре ки ман спойлер кардам, бояд ира ози ман намегуфтам, но ҷавоб дар саволое ки бояд бигирен намегирен. Но ҳамин 2 соата чӣ хел ҷо мекунад? Чӣ хел
пур мекна, интересный мекна бар одамо. Ана иш бихоин ине хеле дарса бифаҳмин. Хуб, Такер Карлсон қати Путин як просто персонаж ҳисоб кунен ки мо дар асоси ё омӯхта ҳастем чунин приёмора. Всё. Инем хе қабул кунен, шахсиятошна аҳамият надем. Рафтем. Отвлекусь. Это личная история. Я, значит, где-то в начале 80-х годов на машине из тогдашнего Ленинграда, из Петербурга, поехал просто в путешествие по Советскому Союзу. Через Киев. В Киев заехал, а потом поехал на Западную Украину. Въехал в город Береговое, называется. А там все названия городов, поселков на русском и на непонятном для меня языке, на венгерском. На русском и на венгерском. Не на украинском. На русском и на венгерском. Проезжаю в какой-то деревне. Возле домов сидят мужчины в тройках, в черных костюмах тройках и в цилиндрах в черных. Я говорю, это что, артисты какие-то? Мне говорят, нет, это не артисты никакие, это венгры. Я говорю, а что они здесь делают? Как чего? Это их земля, они здесь живут. Все названия. В советское время, 80-е годы. У них сохранился, они сохраняют венгерский язык, названия, все костюмы национальные. Они венгры и чувствуют себя венграми. И, конечно, когда сейчас происходит ущемление... Да, я думаю, что такого много бывает. И скорее всего, многие страны недовольны переменой границ во время изменений в 20 веке и до того. Но дело в том, что вы ничего подобного не заявляли. Бале, хеле ҳам хуб қайд мекунад Такер Карлсон ки бале ҳо хай дар ин вақози хеле кора бугӯи ҳама ҳайрон мешава ки мақсад нацистӣ мешава гапе ки Путин гуфтест нацистия ки ту хай венгиро будан дар уҷа. Но Такер Карлсон ҳам қайд кардааст ки хай ҳо мақсад дар ӯ вақто метонистанд ки хеле бугӯи метонистанд ки мақсад хуб қабул накунанд одаме ки мақсад венгро дар территорияи Советский Союз боша. Но гап дар ин ҷай мегӯяд ки чӣ ба ҳамин қагапҳоро ҳамин қаталабора ту чанд сол пеш яъне ки вақти президентӣ талаб намекардӣ ҳозир гуфтест яъне ки бо ҳамин саволша сеюм бора додест. Бо гӯш мекунем ака. Ранее, чем за последние 2 года. И вы говорили о том, что вы чувствовали физическую угрозу со стороны НАТО, в частности, ядерную угрозу, и это побудило вас действовать. Правильно ли я вас понимаю? Яъне ки дар ин ҷа Такер Карлсон саволи додагиша ҷавоб нагирифт, дар савол худаш ҷавоб доду ва хост ки ҳамин гапа тасдиқ кунад, яъне ки Путин осон кард ки ту ҳо бугӯ ё не, ҳо бугӯ ё не, чун ма девона шидам, мега Такер Карлсон дар дурун шуда дар назар дорам ки ту гуфтӣ ҳо, яъне ки давоми ин қадар сол ту аз ин кор талаб накардӣ, афсонаҳое ки дар ма гуфтестӣ, лекин то последни 2 соли охира ва вақте ки ҳуҷум карде, ту гуфтӣ ки ҳуҷум кардӣ ба хотири оне ки хатар ҳис кардӣ аз тарафи кишварҳои НАТО. Ҳамин хел ё не? Бугӯ мега Путин мада. Савол шуда ист Такер Карлсон ба Путин. Гӯш мекунем ака. Ҳо ё не ҷавоб дора, правильно? Я понимаю, что поскольку мои длинные диалоги, они, наверное, не входят в такой вот жанр. Причем да идет мега диалогои дарози ма дар чунин жанр ворид намешава, майра мефаҳам. Причем да идет тра савори элементарни додан, буд добр, элементарна ҷавоб де ҳо ё не. Жанр интервью, поэтому я вначале вас спросил, у нас будет серьезный разговор или шоу? Вы сказали, что серьезный. Так, поёдорен. Дар 22 минута 7 секунд саволе ки дар якум дод Такер Карлсон ки мо шоу дорем ё ин ки серьезный разговор. Ба ҳамун гап имрӯз, яъне ки ин замон Такер Карлсона ҷиқидестай. яъне ки агар дар ёдтон боша ман дар аввал гуфтагӣ будам ки ҳамин саволе ки Путин додааст ин приёмай то ки агар если что, агар ки ягон чи гап задак натонам одама ход дода. Ва бинем ки ҳамин гапа вақте ки Такер Карлсон саволиш дод ки уже тупик да ҷиқидесташа бояд ҳо ё не бугӯй. Ва ин гаштам меяд ки хай суханои дарози ман дар чунин жанри интервью дохил намешава, лекин ман тара дар аввал савол додам ки
шоуай ё ки серьёзный. хай хоб ту суханҳои дарозта дохил мешава намешава. хоб мо медонем ки ту пурсӣ дар аввал ки серьёзный разговора ё ки шоуай ва тура ҷавоб додан ки серьёзный разговор ва гап зади сабди то 22 минут 7 секунд интервю омади хоб ту ҷавоб ти дар савол ки ҳамин хел ё не яъне ки ту гуфтӣ ҳуҷум карданат ба хотири угрозаи натоай хов ё не бугу шоу. Вы сказали, что серьезный разговор. Так что не обижайтесь на меня, пожалуйста. Ну так вот, мы подошли к тому моменту, когда была создана Советская Украина. Потом... бод давом мета фаҳмидем яъне ки аввал история омад дабайн пауза шид спокойно шид вақте Такер Карлсон саволаш дод гуфт ки ҳозир я история дигара интересно нақл мекунам нақл кард ки ман ба Советский Союз гаштам мошинхаи силиндродора дидим ва дар ин ҷо омад бо Такер Карлсон меҷихаш бо саволаш мета так бо омад Такер Карлсон упрекат кард дар оне ки ман тура аввал пурсидам бо ба ҳами гапе ки аввал гуфтагӣ будаш ман гуфта будам ки приёмае ки собеседника намемонад дига гап задан ва ҳамин Такер Карлсон бечора бо ҳам хешиду бо Путин давом дод истай фаҳмиден в чём заключается приёме ки собеседника просто гапзанӣ намемонад кайф кардестен ака бароям гуфтаистам и интервюра шахсиятҳоро аҳамият натен просто дарс дар ҳаёт дар кортон мешавад ки чунин имконият дар ҳаёти шумо мумкине ки нағалта ва дар и дарси мо як намуд персонажҳое ҳастае ки хеле ҳам масалан ягон каса мисол биёри ягон одами чира дар чунин фаҳмондан и хеле чия лекин шумо тасаввур кунед ки мо чӣ гуна мировой одаморо абзор карда разбор карда дар асоси иё мо разбираца кардаву удалённый онлайн дарс гузаштаистем хати мо и хеле ҳам дар кортон мешавад бардора аҳамият дидем пропустит накунед ҳар як калимаошо видеоро агар кор дошта бошем пауза кунем кортона буд кунем баъд сарака бояд паузаи битем давом битем. Потом 1991 год, развал Советского Союза. И все, что Украина получила в подарок от России, с барского плеча, она утащила с собой. И в целом, вот я подхожу сейчас к очень важному моменту сегодняшнего дня. Ведь этот развал Советского Союза был инициирован, по сути, руководством России. Я не знаю, чем тогда руководствовалось руководство России, но подозреваю, что из нескольких составляющих, несколько там было причин думать, что все будет хорошо. Первое. Ну, во-первых, я думаю, что руководство России исходило из того, что фундаментальные основы отношений между Россией и Украиной, фактически общий язык, там 90% с лишним говорили на русском языке. Значит, родственные связи, там у каждого третьего какие-то родственные связи, так или иначе, дружеские связи, общая культура, общая история. яъне ки дар кадом видеои дига ма гуфтагӣ будам ки одам тарафи Советский Союзае ва ҳамин то распачдагия намехоҳад ва дурунакӣ мехоҳад ки тамоми ҳамин кишварҳое ки дар Советский Союз аъзо буданд ва и одам ҳамаи ваёро как Россия қабул мекунад яъне ки ошиқи онае ки обратно как Советский Союз бояд бошад но в каком смысле в смысле ки и управлят кунад ҳар як кишварҳоеро ки дар бывший Советский Союз буданд желание я намояд ва ҷавоб дар савол гуфтаисташа бо амро гуфтаиста ки хай Украина вақте ки дар Советский Союз буд чӣ тӯҳфаҳое ки аз Советский Союз гирифт вақте ки баромад самостоятельный шид тӯҳфаҳоро қатиш бурд маза дар Украина 95% ба русӣ гап мезанад чӣ о дар Тоҷикистон ҳам гап мезанад ба русӣ баъд чӣ хеша таворошон дар Россия чӣ ба ҳуҷум кардӣ ҷавоб тедаӣ Наконец, общая религия. Все это настолько фундаментальные вещи, общее нахождение в рамках единого государства на протяжении столетий, все это такие фундаментальные вещи, вот экономика очень сильно взаимосвязана. Значит, все это лежит в основе неизбежности наших добрых отношений. история калон доштен якҷоягӣ бисёр доштен чӣ ба ҳуҷум кардӣ ира ҷавоб дед мақсада фаҳмидест любой одам бошад сразу нозин на двух словах ма бугум гап дар сари онае ки Россия погиза мехоҳад ки Украина зери идораи худаш бошад всё тамом инеми қадар чизай Украинара погиза бояд ки аз худ кунад тамом ин дига ягон гапи дига нест ва Путин ҳамира ҳами аи тарафаш дуромадестай аз асри 13 Украина набуд ӯ аз мо буд ӯро мо сохтем искусственно сохтага дар вақти СССР буромадан дар оҷа намедонам барои чӣ хотире ки Ленин
имконият дод ки самостоятельно шаванд. Аз Советский Союз падаркора бурд, дига наовард. Забонҳошон як хелай, динмон як хелай. Ами любой одам дурак мефаҳмад ки ами одам маънош, мақсадаш ҳамияе ки Украина ирӯз бояд ки зери идораи мабоша гуфтани Путин. Всё. И чизи элементарно просто. Отношения. Первое. И второе, очень важное. Я хочу, чтобы вы, как американские гражданины, и чтобы ваши слушатели, зрители об этом тоже услышали. Прежнее российское руководство исходило из того, что Советский Союз прекратил свое существование. Больше никаких разделительных линий идеологического характера не существует. Россия добровольно и инициативно пошла даже на развал Советского Союза. И исходит из того, что это будет понято так называемым, уже в кавычках, цивилизованным Западом, как предложение к сотрудничеству и союзничеству. Вот чего ожидала Россия и от Соединенных Штатов, и от так называемого коллективного Запада в целом. фаҳмидед дар инҷа гап дар бораи чӣ рафтеса? Инҷа дар як намуд абидаим худ дурноки рафтеса ки яъне ки Россия гуфтанае ки ман айда тараф мондум. яъне ки инициатори распади Советский Союз мега и Россия шидаги буд ба хотири оне ки хиёл кардаги буд ки ҳамкорӣ мекунад қати коллективни Запад мешавад. яъне ки аз яъне ки предателӣ кард нисбати бывшие кишварҳои Советский Союз, яъне ки распачид қати ӯ и тараф гашт то ки будроя қати Запад. лекин дар натиҷа ай ҳардаш монд. И кишварҳо бывший Советский Союз аз ма кандану Западам қати ма соз нашид. Получается ки ма дамобайн мондум. Ана ки имрӯз ман мехоҳам ки бигирим бо обратно. Инаира гуфтани Путин. фаҳмидестен? яъне ки Советский Союз буд. Идода мо дар болои кишварҳо мега зур будем. Но вақте ки мо хиёл кардем ки қати Запад як ҷоя мешавем, ёра ус партофтем, но имрӯз қати Западам як ҷоя нашидем. Западам имрӯз рӯ гардон. Ва ира оли бо дар давомаш мега ки натода мехостан ворид шидан. Хати Россия долди гӯш кунед дахши. Чӣ хеле гап янамуд бофта шидагие ки открита агар бигай гапора немод чӣ хеле ки ман оли гуфтам ҳами гап ҳами гапои гуфтеса. Но агар открита гуфтана камтар изо мекаша ки мардум дига хе қабул мекунанд. Но мардум подсознательно мефаҳме ки гапо ҳамияе, но остри намераса. фаҳмидед чӣ хеле ки дар ӯ Аловиддин буд ку мега ки пишак мурд, ба мега чӣ хеле мурд амро оста намекарде ки хай тори дарахт баромад, хай дига пишак ҷанг кард, баам хе яке пош лағжид. Бах хиштоманша мега ку хиштоманаш қати як кампири дига ҷанг карда буде. Ба тори дарахт буромада буде, тори дарахт балағжиде. Мақсад дар ҷай неми хеле приём рафтеса. Несколько там было причин думать, что все будет хорошо. Первое. Во-первых, я думаю, что руководство России исходило из того, что фундаментальные основы отношений между Россией и Украиной, фактически общий язык, там 90% с лишним говорили на русском языке. Значит, родственные связи, там у каждого третьего какие-то родственные связи, так или иначе, дружеские связи. Общая культура, общая история, наконец, общая религия. Все это настолько фундаментальные вещи, общее нахождение в рамках единого государства на протяжении столетий. Все это такие фундаментальные вещи. Вот экономика очень сильно взаимосвязана. Значит, все это лежит в основе неизбежности наших добрых отношений. Первое. И второе, очень важное. Я хочу, чтобы вы, как американские гражданины, и чтобы ваши слушатели, зрители об этом тоже услышали. Прежнее российское руководство исходило из того, что Советский Союз прекратил свое существование. Больше никаких разделительных линий идеологического характера не существует. Россия добровольно и инициативно пошла даже на развал Советского Союза. И исходит из того, что это будет понято так называемым, уже в кавычках, цивилизованным Западом, как предложение к сотрудничеству и союзничеству. Вот чего ожидала Россия. фаҳмиде ба забони худаш Путин гуфтесае ки Россия мехост ки сотрудничество кунад бо ҳамкорӣ кунад бо Запад. Ба ҳамин хотир Советский Союза развал кард. яъне ки обидное ози Путина обидное ки на тараф шид, на у тараф. И от Соединенных Штатов, и от так называемого коллективного Запада в целом. Были умные люди,
в том числе и в Германии. Эгон Барр был такой крупный политический деятель социал-демократической партии, который настаивал лично в разговорах с советским руководством перед развалом Советского Союза. Говорил, что нужно создавать новую систему безопасности в Европе. Нужно помочь объединиться Германии, но создать новую систему, куда будут входить Соединенные Штаты, Канада, Россия, другие центральноевропейские страны. Но не нужно, чтобы НАТО распространялось. Он так и говорил, если НАТО будет распространяться, все будет то же самое, как в условиях холодной войны, только ближе к границам России. Вот и все. Умный был дед. Его никто не послушал. Никто не послушал. Больше того... Так, яъне ки дар бораи Абидай худаш гап зад ки мисол Россия ба ҳамин хотир распад Советского Союза ки бо Запад ҳамкорӣ кунад, лекин ин кор нашид. Лекин мо мегзарем бо саволи аввалина. Сабаби ҳуҷум ба Украина. Ҷавоб нагирифтем, дидеси? Савол як саволи оддие, но ҷавоби чунин савол 25 минут 20 секунд шида рафтеста. Послушал. Больше того, он рассердился как-то. Ну, тоже в архивах у нас разговор лежит. Если, говорит, вы меня не будете слушать, я больше в Москву никогда не приеду. Рассердился на советское руководство. Ну, он был прав. Все так и произошло, как он сказал. Но, тем не менее... Да, конечно, его слова реализовались. Вы многократно об этом говорили. Мне кажется, это абсолютно справедливо. И многие в Штатах также думали, что отношения между Россией и США будут нормальные после развала Советского Союза. Однако произошло обратное. Однако вы никогда не объясняли, почему, как вам кажется, это происходило. Ну, почему это произошло? Ну, да, может быть, Запад боится сильной России, однако Запад не боится сильного Китая. Яки коршид мегам ово медонист ки неките ягон бор объяснить накардид, ягон бор нафаҳмондед ки барои чӣ коршид. Ва мумкин аст ки мега Запад аз Россияи пурқувват битарса, лекин Запад наметарса аз Хитои пурқувват. Ва иам яке аз приёмо мешавад ки махсус суханои аст ки гуфта шава бояд, лекин гап дар чие? Гап дар онае ки чихе ман аввал гуфтам, приёми аввалина аз сухан гирехтан. Ва шумо бинед ки сеюм савол аз тарафи Такер Карлсон мешавад ки хоб диташ дар мавзӯъ дахл дошту, лекин сеюм уже аз мавзӯъ баромадааст. Ҳадаф ҳаминай, аз мавзӯъ баромадан. Аллакай ҳадаф кор кардааст. Агар Такер Карлсон ба саволи аввалинаш наяву чорум саволи дигаргуна бута, аллакай беседа вайрон мешавад, аллакай бой мета. Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что в России 150 миллионов человек, а в Китае 1,5 миллиарда. И экономика Китая развивается семимильными шагами. Ва мегар Россия ай чем Россия бахвада, ай Хитой бахвад метарса Запад. Легав дар чия ки ҳами галочкара Россия бахвад ё Хитой бахвад. Чӣ мондан бо хача умра мега. Бахвати Россияра ба фикрам дар ҳамин ҷа мо мебинем ки 2 сола ҷанг рафтааст бо Украина. Ки ваъда карда буданд ки як чанд рӯза мегирад. Ва любой кишваре ки дар вақти ҷанг мобилизатсия эълон мекунад, ин маънои уро мета ки ҳолат хеле ҳам вазмина ва солдат нарасидааст. Россия мобилизатсия эълон кард. Бале, кҷо дига ҷо гап зания. Процентов в год было еще больше, но этого для Китая достаточно. И поэтому потенциал, Бисмарк когда-то говорил, главное это потенциалы. Потенциал Китая колоссальный. Первая экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности, по объему экономики. Уже обогнали Соединенные Штаты достаточно давно. И темпы растут. Но сейчас не будем говорить, кто кого боится. Мы не будем, давайте рассуждать такими категориями. баъде ки аввал дар ҳолате ки мегӯяд ки аз Хитой метарса, гапа буд мекунад, баъдан мегӯяд ки не, мо намегем ки яке метарса. Приёми лангули, то есть ки лангули ай приём истифода кардагия. Чихе гуфт, ҳозир ман метавонам бигӯм ту қимор реклама мекунӣ, хайне ки намегӯм. Я он хеле кард. Аммо гуфт ки метарса, бо мегӯянд намегем ки метарса. Поговорим о том, что после 1991 года, когда Россия ожидала, что ее возьмут в братскую семью цивилизованных народов, ничего подобного не произошло. Вы же нас обманули. Я когда говорю «вы», не вас лично имею в виду, конечно, а Соединенные Штаты. Обещали, что не будет расширения НАТО на восток. Но это произошло 5 раз, 5 волн расширения.
Ну, мы все терпели, все уговаривали, говорили, не надо. Мы же свои теперь, как у нас говорят, буржуинские. У нас рыночная экономика, нет ни власти коммунистической партии. Давайте будем договариваться. Больше того, я тоже уже говорил об этом публично. بسیار آدمون که تو اینجا تماشا کردن بعضی یعنی که بسیار بعضی آدم میتونن که اوینا جوش اومدن درباره ناتو причина هجوم بر ناتو برای با اوکراین ناتو اینا 27 минут همین قیم بود که сразу همجر سر میکردی نه یکی درباره ناتو هم هلو دالچی گوش کنین ده چی گپ میشه Ну, сейчас ельцинское время возьмем. Был момент, когда серая кошка пробежала. Вот до этого Ельцин ездил в США, помните, выступал в Конгрессе и говорил замечательные слова «God bless America». Да? Он же все это сказал. Это были сигналы. Ну, пустите нас к себе. Нет, когда начались события в Югославии, сразу до этого Ельцина нахваливали. Как только события в Югославии начались, а когда он поднял голос за сербов, а мы не могли не поднять голоса за сербов в их защиту. Я понимаю, там были сложные процессы. Понимаю. Но Россия не могла не поднять голоса за сербов. Потому что сербы – это тоже особая, близкая к нам нация, православная культура и так далее. Ну, такой многострадальный народ в течение поколения. Но не важно, а важно то, что Ельцин высказался в поддержку, что сделали Соединенные Штаты. В нарушение международного права, устава ООН начались бомбардировки Белграда. на двух словах агар коди карда гап занем яъне ки мега ки мо таъриф мекардем яъне ки дар вақти Ельцинам Америкаро дигарша ки моро бигирен ина мо қаттонем а шумо чӣ кор карден рад карден так саволи элементарне дар ҷа ба миён меояд пас западе ки имрӯз шумо пас мезанен имрӯз ҷои ҳарому ғализу дигар гап мегӯен маълум мешавад ки хитон мехостен ки бидроен қатишон якҷояш не ки қабултон накардан пас ҳамаи абиду ғазабу қаҳрай бори ҳам хотир пас мезанен яъне ки Путин худаш ба даҳанаш гуфтааст дар инҷа шумо нигоҳ кунед ки вақте ки пешниҳод ба Украина мешавад ғавғоз ҳар мешавад и ранги бохчону вай шидагия например я бачара я дехта мисол нағз мебина ӯ бача да хай қавқақша нишон метаҳад туда-суда мекунад ки ӯ бача мегаша ки хай қадди пастай например мегаша мега хай қадди пастай намегираш и дехта нигоҳ мекунад ки ҳамон бачае ки ра гуфта буд қадди пастай нагирифтааша я дехтари дигареро ки қаддаш пастай ӯра гирифтай вайра қарш мекунад дехтаро и дехтари дигареро ки қаддаш пастай ки ӯ бача гирифтагиаша ира мерава қадди чолкашак мекунад дар ҳамин ҷа шумо чӣ диден яъне ки ду духтара Россия қатъи Украина бимонем ва дар ҷои ӯ бача забуда ки действительно ҳам хешиди гӯям гапа худаш гуфтааст Путин ки вақтоеш буда ки мо мехостем ва Советский Союзам аз ҳамин хотир Россия распад кард ки қатъи Запад боша лекин Запад моро нагирифт ва имрӯз Украинаро гирифт значит ки Украинаро мо бояд бизанем дар назар дора всё ҳамаш элементарне и гапоро ман ҳавои нагуфтаистам барозоро дальнейши интервюро гӯш кунед чӣ гап мешавад хела чизи шумо хубтар мефаҳмем бо Соединенные Штаты выпустили этого джина из бутылки. Более того, когда Россия возражала и высказывала свое негодование, что было сказано? Устав ООН и международное право устарели. ҳамиядин гуфт ки Соединённые Штаты и джина аз бутилка бировардам кадом джина яъне дар назар дора ҳамин паданалатие ки мо кардастем ҷангу ҷӯшуҷӯ ира яъне ки изначално Соединённые Штаты бировард яъне ки гап дар бораи ки бировардан гап дар бораи оне ки яъне ки худ тасдиқ мекунӣ худ фаҳмидаисти ки корот чӣ гунае корот ба мисли корои ҷини бутилка бале тасдиқае яъне ки ҷавоб дар саволи якумаш ки чӣ ба ҳуҷум кардӣ агар коротка мисоли қадар дароз накуна гапа Путин коротка буга короткаш ҳамияе ки чӣ ба ҳуҷум кардӣ барои хотире ки мора на тана мегира Украина гирифтае какова фига всё Украинаро бояд на тане бояд ман бигирам всё ҷавобиш намеяд всё тема тамом инем қадар интервью всё ба ҳамин ҷа ҷамъ бас мешавад инем қадар ҷавоб дораи всё Сейчас все ссылаются на международное право. Ну тогда начали говорить, что устарело все. Надо все менять. Действительно, кое-что надо менять. Но ҷажам қайд карда накура бале ҳоле дар ҳамин гапи мо одамои пайдо мешавад ки меяд ки хайҳо чӣ ба Европа мегирифтааша бояд Россия бигира хуба барое ки не қадар история доран қадар дига чӣ доран гӯш кунед нисида фай ягоне хеле лухтак нестае ки ришад кунӣ ки не уҷа нагираша не иҷа бигираша бояд Европаву Путин решат накунанд ки кадомаш Украинаро бигиранд
Бояд худи Украина бояд решать, хати ки беста. Барой чи? Барой ки независимое государство. Какая разница только йодаки укджот хати ки мерава чикор мекна? Вообще чи мехран, чи мепушан чикор мекна? Вай худиш бояд решение брора. Но ана ҳами худиш решение бровардан да Путин маъқул нест. Ва фаромӯш накунем ки то Зеленский набуд ин намуд падналатиёҳо бисёр аввал мешидак, но ба ин дараҷа не, барои хотире ки ӯ президентҳои дигараш Путина подчиняться мекарданд. Но Зеленский накард. Основной проблемой калони ин ҳамия ки Зеленский подчиняться накард. Дигар президентҳое ки дар Украина буданд ба мисли Лукашенко ворем. Ҳамин Лукашенко ҳам асад чизе ки Путин мега ҳамои президентҳои дигари Украина ҳам ҳамохе буданд. Чизе ки аиҷа мегуфтанд по сути бигем дар ихтиёри Путин будак ва спокойно буд. Ягон муноқиша, ягони сусу мегирифт, всё равно ба фоидаи худаш бармегашт, ба мисли Криму, ба мисли дигар муноқишаҳое ки пештар гузаштагӣ буданд. Но вақте ки Зеленский меяд, ҳолат дига мешавад. Зеленский гӯш намекунад. Вот основной сабаби проблему. Действительно, кое-что надо менять, потому что баланс сил изменился. Это правда. Но не таким образом. Но тем не менее. Да, кстати, сразу Ельцина начали обливать грязью, указывать на то, что он алкоголик, ничего не понимает, не смыслит. Все он понимал и все смыслил. Я вас уверяю. Значит, ну хорошо, я стал президентом в 2000 году. Думал, ладно, все это, югославская тема прошла, но надо попробовать восстановить отношения. Все-таки вот эту открыть дверь, в которую Россия пыталась пройти. И больше того, я же публично говорил об этом, могу повторить. На встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном, вот здесь вот, рядом, в соседнем помещении, я ему сказал, задал вопрос. Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Бинго! Дига ягон ҷои вайш нест. Натае ки дар ҳама ҷо проблема ҳамура мекунанд. Ягона угроза, ягона дигараш ҳама тарафа. Оказывается, Россия худаш ошиқи натае. Анака бинем ки обидно чӣ шидагаи даиҷа. Вдруг он сказал, ты знаешь, это интересно. Я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились, уже на ужин, он говорит, ты знаешь, я разговаривал со своей командой. Не, это сейчас это невозможно. Можете спросить у него. Да, я думаю, он наше интервью услышит, подтвердит. Я бы никогда не стал чего подобного говорить, если бы этого не было. Ну ладно, сейчас невозможно. Were you sincere? Яъне ки Путин дархост карда барои ворид шудан ба НАТО ва рад кардианш. Фаҳмо? Гападесин гап дар куҷо меравад, дар сари чӣ меравад? Яъне ки обидно ки хича қабул накардан ва чихе ки дар аввал гуфтем ку сед ба мисли Рашки Бохчонов. Вы были искренни тогда? Вы бы присоединились к НАТО? Послушайте, я задал вопрос. яъне ки агапи гуфтагиш уже изо мекаша барое ки мефаҳмад ки мисли маворид бо одам мешина таҳлил мекунад ва саволи утвирдительне ки ин савола бояд ам намедод барое ки аллакай худаш понятно буд. Саволи утвирдительне дошт ки агар мешид ворид мешидӣ, агар ки ворид намешид пас чӣ бе савола дод ва бо ждат кард ҷавоб ша ки ӯ рафт хати командаш маслиҳат кард омад ҷавоба даӣ гуфт чӣ ба агар ки ворид шида намебуд мерафт командаш қай маслиҳат мекард меомад даӣ мегуфт агар ки ӯҳо мегуфтанд ба ин мегуфт ки не ма шуморо санҷидем ин вопроси нестае ки бисанҷӣ ки ӯ қати командаш маслиҳат кунӣ биравад действительно ки ворид мешид лекин изо мекаша нигоҳ чӣ мега мега ман савол додум тра пурсидем ки искренни будӣ ворид мешидӣ мега не ман савол додум ох фаҳмидем ту савол додӣ но ту ба ворид мешидӣ ё не мега вақте ки агар ҳо мегуфт ворид мешидӣ хайна. Если бы он сказал «да», начался бы процесс сближения. Мега ҳо мегуфт процесси наздик шидан сар мешид, яъне ки конкретно ҷавоб намедад. Барои он хотири ки уже изо мекаша, барои ки қабул кардаги нестанд, рад кардаги. И в конечном итоге это могло бы состояться. Методист ки бишава мега, но ҳо бу, ҳо не намеган ихе одаму. Если бы мы увидели искреннее желание партнеров сделать это. Но этим не закончилось. Ну нет так нет, ладно, хорошо. Давайте будем... Why do you think that is? Just to Как вы get to думаете, motive. I почему? know you're clearly bitter Каковы about мотивы it. этого? Я I чувствую, understand. что вы испытываете But why горечь по do you этому think поводу, the я West понимаю. Но rebuffed you почему, then? как вы Why думаете, the Запад hostility? Why тогда the end of the Cold так вас War not оттолкнул? fix Откуда the эта relationship? враждебность? What Почему motivates this не from your удалось point of view? улучшить отношения? Каковы были мотивы этого, с вашей точки зрения? ҳамиҷа гуфтагиша ки ту мақсад қард кардагиай ва нисбати мақсад горич дорӣ. Ҳоло бинед сразу ҳамиҷара
выделяет меня на Путин на что-то горечь. Каковы были мотивы этого, с вашей точки зрения? Вы сказали, что я испытываю горечь от ответа. Нет, это не горечь, это просто констатация факта. Мы же не жених и невеста. Горечь. Капи пешаки, рамада, бура бухшоро гуфтум уже и мегане, блин. Хо, не хо бугу. Горечь, обида – это не те субстанции, которые в таких случаях имеют место быть. Просто мы поняли, что нас там не ждут. Вот и все. Хорошо, ладно. Но давайте будем выстраивать отношения по-другому. Будем искать точки соприкосновения. Почему мы получили такой негативный ответ? Это вы спросите у своих руководителей. Я же не могу за них. Я могу только догадываться, почему. Слишком большая страна, со своим мнением и так далее. А Соединенные Штаты, я же видел, как решаются вопросы в НАТО. Я еще один из примеров сейчас приведу, касающийся Украины. Руководство США нажало, и все члены НАТО послушно голосуют. Даже если им чего-то не нравится. Сейчас я скажу в этой связи, что происходило с Украиной в 2008 году, хотя это обсуждается уже, здесь ничего нового я вам не скажу. Тем не менее, потом, после этого, мы пытались по-разному выстроить отношения. Например, события были на Ближнем Востоке, в Ираке. Мы очень мягко, спокойно выстраивали отношения со Штатами. И я многократно ставил вопрос о том, чтобы Соединенные Штаты не поддерживали ни сепаратизм, ни терроризм на Северном Кавказе. Но все равно продолжали это делать. И политическая поддержка, информационная поддержка, финансовая поддержка, даже военная поддержка шла со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении террористических формирований на Кавказе. Я однажды со своим коллегой тоже... Яни ки в основном террористические составляющие благодаря фармош кардан дакор неста ки оппозиция, по сути, любой оппозиционера, ма дар назар надорам ки тамоми чизоира ки дар назар дорад, тамоми оппозиция, бале ҳо дару мубайно ҳам метонистанд бошанд. Но иша гуфтан ки дар умум и ҳамин любой одаме ки оппозиционный настрой дора и террорист менома всё. Оппозиция мисол дар Россия рӯзшон наметавонад мумкин нест, но оппозиция мақсад по всему миру любой кишвар оппозиция дора ва қонуни кишвар худаш иҷозат метавад вуҷуд доштани оппозитсияро. Ба ҳамин тариқ ганда карда истояли Соединённые Штаты ки ӯ дастгирӣ мекарданд. Гап дар бораи чӣ? Хоб, допустим, мегирем агар ҳо карда бошанд. Неки савол дар бораи ине ки Украина чӣ бата ҳуҷум карди. Бо мегзарем дар саволи аввалина, правильно? А 37 минут мы рафтисай. Тоже президентом США. Я понял этот вопрос, он говорит, не может быть. У тебя есть доказательства? Я говорю, да. Я был готов к этой беседе и дал ему это доказательство. Он посмотрел и знаете, что сказал? Я прошу прощения, да, но так было. Я процитирую. Он говорит, я им надеру жопу. Мы ждали ответа не было. Я говорю директору ФСБ, ты в ЦРУ-то напиши, как результат какой-то есть разговора с президентом. Написал раз, два, потом получили ответ. У нас лежит ответ в архиве. Из ЦРУ пришел ответ. Мы работали с оппозицией в России, считаем, что это правильно, и будем дальше продолжать работать с оппозицией. Смешно. Ладно, мы поняли, что... Оппозиция ее метонан ки террорист биноман ва у давлатҳо метонанд дастгирӣ кунанд ба он хотире ки оппозиция. Вот диди ки имрӯз ҳози худаш камтар пеш дар ҳамин интервю худаш террорист гуфт ва дар давоми гапаш оппозиция гуфт. Ту наметони гунаҳгор кунӣ бар он хотире ки оппозитсияро ҳеч накарданаву. Барои он хотире ки оппозиция всё. А ин одам намехоҳад ки оппозиция боша. Оппозитсияро мезанад печати террорист ва ӯ бояд ки набошад. Нека. Что разговора не будет. Forces in opposition to you. Оппозиция вам. Конечно, имелось в виду в данном случае сепаратисты, террористы, которые воевали с нами на Кавказе. Диди, неки богардон сепаратист террорист гуфт. Так оппозиция ё ин ки террорист? Оппозиция, ай террорист фарқ дорад. Вот о ком шла речь. Они это называли оппозицией. Это вот второй момент.
бо қайд мекунад ки ӯ ира оппозитсия ном гирифтан, яъне ки и оппозитсияро террорист мега ва мега ки ӯ оппозитсия гуфтанша. Ба гуфти и ки террориста оппозитсия мега. Дар байн оппозитсия мондагия иш террористш мега, уш оппозитсияш мега. Баъд нигоҳ мекунӣ ки Навальныйро дар турма киштан. Очень важный. Это момент создания системы ПРО США. Начало. И мы долго уговаривали не делать это в Соединенных Штатах. Больше того, после того, как меня пригласили отец Буша-младшего, Буш-старший, пригласил к себе на океан, в гости. И там состоялась очень серьезная беседа с президентом Бушем, с его командой. И я предложил, чтобы США, Россия и Европа создавали совместно систему ПРО, которая, как мы считаем, создаваемая в одностороннем порядке, угрожает нашей безопасности. Несмотря на то, что официально говорилось Соединенными Штатами о том, что она создается против ракетных угроз со стороны Ирана. Этим же обосновывалось создание ПРО. И я предложил им работать втроем. Россия, США, Европа. Сказали, очень интересно. Меня спросили, ты серьезно? Я говорю, абсолютно. Я говорю, Let me ask, what year was this? Когда это было? В каком году? Ну, я не помню, вот это легко узнать в интернете, когда я был в США по приглашению Буша-старшего. Но это еще легче узнать. Сейчас я вам скажу от кого. Вот. И мне сказали, это очень интересно. Я говорю, только представьте, если мы вместе будем решать вот такую глобальную, стратегическую задачу в области безопасности. Мир изменится. Наверное, у нас будут споры, наверное, экономические, даже политические. Но мы кардинально поменяем ситуацию в мире. Говорит, да. Меня спросили, это ты серьезно? Я говорю, конечно. Нам надо подумать, мне сказали. Я говорю, пожалуйста. Потом сюда, вот в этот кабинет, где мы с вами беседуем, приехал министр обороны Гейтс, бывший директор ЦРУ, и госсекретарь Райс. Вот сюда, вот за этот стол. Вот напротив, вот вы видите этот стол. Они сели с этой стороны, я и министр иностранных дел, и министр обороны России с той стороны. Они мне сказали, да, мы подумали и мы согласны. Я говорю, слава богу, отлично. Но за некоторым исключением. So twice you've described U.S. presidents То есть making вы decisions. дважды описывали, being как американские by their agency президенты heads. принимали So it какие-то sounds like решения, you're а потом describing a system их that's not команды people who are эти elected решения in your пускали talent. под откос. Именно так. Именно так. В конечном итоге нас послали подальше. Я не буду детали рассказывать, потому что считаю это некорректным, но все-таки это был яъне ки ҳадафи қадар гапзанӣ дар оне ки чандин бор бо Запад ҳамкорӣ кардан хостем, қадимон ҳамкорӣ накардан. Вот, тамом. Так, не ки мо ҷавобаш дадорем. Чӣ ба Украина ҳуҷум кардӣ? Правильно? Агар нигоҳ мекунем, бо дал 6 зад мекунем. Ну, все-таки это был конфиденциальный разговор. Но то, что значит, наше предложение было отклонено, это факт. Тогда, именно тогда, я сказал, послушайте, но мы тогда будем вынуждены заниматься ответными мерами. Мы будем создавать такие ударные системы, которые, безусловно, будут преодолевать систему ПРО. Он говорит, ответ был такой. Мы делаем не против вас, а вы делаете, что хотите. Мы исходим из того, что это не против нас, не против США. Я говорю, хорошо, пошло. И мы создали гиперзвуковые системы. Причем межконтинентальной дальности. И продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию гиперзвуковых систем ударных, мы опередили всех. И Соединенные Штаты, и другие страны. Они у нас совершенствуются каждый день. Вот. Но не мы это сделали. Мы предлагали пойти другим путем, а нас отодвинули. Теперь по поводу расширения НАТО на восток. Ну, обещали же. Никакого НАТО на восток. Дюйма в сторону на восток не будет, как нам было сказано. А потом что сказать? Ну, на бумаге же они зафиксировали. Поэтому будем расширять. 5 расширений. И погрузили туда и Прибалтику, там, и всю Восточную Европу и так далее. И вот теперь к главному. Добрались до Украины. В 2008 году на саммите в Бухаресте заявили о том, что двери для Украины и Грузии тогда в НАТО открыты. Теперь по поводу, как там принимаются решения. Германия, Франция,
вроде были против, так же, как некоторые другие европейские страны. Но тогда, как выяснилось позже, президент Буш, он такой крепкий парень, крепкий политик, вот, как мне сказали потом, он на нас нажал, и мы вынуждены были согласиться. Вот смешно, как в детском саду просто. Где гарантия-то просто? Что это за детский сад? Что это за люди? Кто они такие? На них, видите ли, нажали, они согласятся. А потом они говорят, ну, Украина же не будет в НАТО, ты знаешь? Я говорю, не знаю. Я знаю, что вот вы согласились в 2008 году, а почему в будущем не согласитесь? Ну, тогда вот нажали на нас. Я говорю, а почему завтра на вас не нажмут? И вы опять согласитесь. Ну, чушь какая-то. С кем там разговаривать? Я просто не понимаю. Мы готовы к разговору, но с кем? Где гарантии? Никаких. Значит, начали осваивать территорию Украины. Что бы ни было там, я вам предысторию рассказал, как развивалась эта территория, какие отношения были с Россией. Ну, там у каждого второго, третьего какие-то связи с Россией были всегда. И при выборах уже в независимой, суверенной Украине, которая получила независимость в результате декларации о независимости, а, кстати, там написано, что Украина нейтральное государство, а в 2008 году вдруг перед ней открыли двери или ворота в НАТО. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. яъне ки мо хе договариваться накарда будем, мегам мақсад ки и бояд решат кунад судьбаи Украинаро. Так вот, все президенты, которые приходили к власти на Украине, они опирались на электорат, так или иначе хорошо относившийся к России. Это юго-восток Украины. Это большое количество людей. гуфтам президентои пешинаи Украина мақсад тарафи Путин будан, чизе ки мехост ҳамонро мекарданд. барои хотири вақти корона меш Зеленский гӯш намекард. барои хотир под контроли Путин нест Зеленский. Вот основной гап. И перебить этот электорат, относившийся позитивно к России, было очень сложно. Значит, к власти пришел Виктор Янукович. Причем как? Первый раз он победил после президента Кучмы. Организовали третий тур, который не предусмотрен в Конституции Украины. Это госпереворот. Представьте себе, вас кому-то не понравилось. дар бораи госпереворот, дар бораи конституция, дигар дар бораи Украина гап зада ва возмущаться кардиста ки интихоботшон чӣ хеши дигарш. Просто биёем бардоро дар инҷа вот по чесноку гап мезанем. Отдельное государство, какая тебе разница? Ну и одам ачиба сахтиш мераса барои хотири ки зердаст шай. Неофициально, но зердаст шай. Ва ин мехоҳад ки управлят кунад. Вот гап дар бораи чи. ва дар ҳоли бонато будан аз управление игум мешавад. И наметавона управлят карда. Тамом. Ва хостеса ҳамеро маҷбурӣ бигира, погзанем хе ҳуҷум карда бигира, богад тамом всё. Это Россия уже. Ва дар бораи расширени НАТО мегӯем, биё бардора дар ҷа як логический думад мекунем. Нигоҳ кунед шумо. Ҳозир Путин гуфтеса ки расширени НАТО барои угроза дора, барои хотир Украинара задеста. Допустим, мегири Украина, Россия, НАТО аз тараф. Допустим, ина Украина, НАТО мешавад. Так? Дар Россия угроза дора получается. яъне ки уже наздик шидаги НАТО. Дар ҳоле ки агар ки Россия Украинаро бигира, получается мисол НАТО-ро ниҷа мемонем, Украина реҷа, яъне ки як шаг мешава ба Россия расидани НАТО. Як шаг ки ҳамин шаг Украина. Агар ки Россия Украинаро бигира, получается шагум шид, прямой шид. Яъне ки вақти гирифтани Россия Украинаро хатари НАТО гум мешава ва биғарзаи Украина бинен дар карта ки чанд қадар кишварҳоиде ки метавонанд ки агар ки мо бигем хатар доштани НАТО барои наздик шидани Россия, бинен шумо чанд қадар ҷои дига ҳаста ки наздикам ба Россия. Чӣ ба ин ҷоҳора хатарша фикр намекунад? Чӣ ба ин ҷо ҳуҷум накард? Барои хотире ки НАТО баҳонае. Просто Украина мехоҳад ки зери назорати худаш боша, зери дасти худаш боша ва ба ҳамаи гапош аз асри 13 сар кард ки иҷа вуҷуд надошти, иҷа ҳаймоай тамом. ин ин қадар гапа. Ва замини мо ки моро химона дар НАТО қабул накардан ва заминиш ки дар таърих аз мо буд, он замина қабул кардестиян. Обиднаги да барои Путин не. Неги да иҷа Путин прав, барои хотире ки Украина и отдельное государство. Всё, туда уже претендовать накни бояд. Ва отдельное государство барои принцип
این قدر آدماش مرده است از هر دو طرف. این رفتار وحشیانه دهشتانه. Кому-то не понравилось в США, ну вот шел спор между... In 2014. В 2014 году. Нет, раньше. Нет, это раньше было. Значит, после президента Кучмы, значит, победил на выборах Янукович, Виктор Янукович. Но его оппоненты не признали этой победы. США поддержали оппозицию и назначили третий тур. Это что такое? Это государственный переворот. США поддержали его. И к власти пришел в результате третьего тура. Представьте, что в США кому-то что-то не понравилось, организовали третий тур, который не предусмотрен в Конституции США. Но тем не менее там это сделали. Ладно, пришел к власти Виктор Ющенко, который считался прозападным политиком. Хорошо, но мы и с ним наладили отношения. Он ездил в Москву. فهمیدی در پیش ما گفتم که دیگه پرزیدنت ها قطعی پوتین پروستا زور بودن که گفت که وای هم پرزاپد میگفتن شه اینه که ما قطعی کارمون رو حل کردیم دلش نگاه اول من پیشگی میگم بعدی تصدیق میکنم. В Москву с визитами. Мы ездили в Киев, и я ездил. Встречались в неформальной обстановке. Ну, западные так западные, пускай. Пускай люди работают, считают. Пускай ситуация должна внутри развиваться в самой Украине независимо. Значит, после того, как он поруководил страной, ситуация ухудшилась, и к власти все-таки пришел Виктор Янукович. Может быть, он был не самым лучшим президентом и политиком, я не знаю, не хочу давать оценок. Но встал вопрос об ассоциации с Мен як кор ситуация ухудшилась в стране ва механда. Холод бачит мега кишвар механда. Но мы к этому всегда относились очень лояльно. Ну, пожалуйста. Но когда прочитали этот договор об ассоциации, выяснилось, что для нас это проблема, потому что у нас с Украиной зона свободной торговли, открытые таможенные границы, а Украина должна была по этой ассоциации открыть свои границы перед Европой. И потоком все на наш рынок. Сказали, нет, ну, тогда так не получится, мы закроем тогда свои границы с Украиной, таможенные границы. Янукович начал считать, сколько Украина выиграет, сколько потеряет. И объявил своим контрагентам в Европе, я должен еще подумать перед тем, как подписать. Как только он сказал, начались деструктивные действия оппозиции, поддержанные Западом, и все дошло до Майдана. И до госпереворота на Украине. So he did more trade with Russia than with the EU. Ukraine did. Ну, конечно. Конечно. Yeah. Но даже дело не в объемах торговли, хотя больше. Дело в кооперационных связях, на которых стояла вся украинская экономика. Кооперационные связи между предприятиями были очень плотными со времен Советского Союза. Там одно предприятие производило компоненты для конечной сборки. И в России, и в Украине, и наоборот. Очень тесные связи были. Вот. Совершили госпереворот. Хотя нам из Соединенных Штатов, не буду сейчас говорить в деталях, которые считают некорректным, но все-таки было сказано, вы там Януковича успокоите, а мы успокоим оппозицию. Пускай все идет по пути политического регулирования. Мы сказали, хорошо, согласны, давайте так и сделаем. Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооруженных сил, ни полиции, а вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще? Хотелось мне спросить тогдашнее руководство Соединенных Штатов. With the backing of whom? При поддержке ЦРУ, конечно. Организации, в которой, как я понимаю, вы когда-то хотели работать. Может быть, слава богу, что вас не взяли. Хотя это серьезная организация. Я понимаю. Мои бывшие коллеги. В том смысле, что я работал в... И бавис ляста ки любой хами пшак агар каджалара абгарда запад виновата мега дар хами жане ки дар перевороти майдани Украина шидаги значит ки запад виновата барои чӣ хотир ки барои ки оппозитсияро поддержка кардаги но нигоҳ кунед шумо ҳеҷ кас фикри халқ фикри дуруна намекунад агар одаме ки дар ҳамон вақт дар дуруни Украина мебуд шумо медонистед ки дар чӣ гап пайда иҷа ки чӣ гап занам дар иҷа ки ягон ки гап сахт нарава мисол например пример меорем худи Россияро например агар ки Навальный мебаромад шумо медонед ки Навальныйро барои чӣ киштан ки бояд обмен мешид
ва обмен дар хориҷӣ мешид ки агенти Россия дар хориҷа маҳкамаи бояд ӯро озод мекардан ва и Навальнийро озод мекард. Агар ки ҳамин кор мешид, агар намекиштанша ва Навальний мебаромаду переворот мекард, мебаромадан мегуфтанд ки ира хориҷа карда. Барои он хотире ки хориҷа мекард ки Навальний баромад ва дастгирӣ карданша, финансироват карданша. Допустим, агар худ финансироватам бикунанша, мекардакша, меомадан переворот мешид. Леки гап дар ҷае ки миллион халқи Россия Навальнийро дастгирӣ мекунад. Бе паддержкаи халқ ягон переворота карда намешавад. Ва бе рад, яъне ки миллион Путина намехоҳанд ва Навальнийро мехостанд. Ва дар ин ҳолат мешава карда. Так финансироват кардани як ҷои дига оппозитсияро причём ай дар инҷа? Яъне ки фикри халқа ягон кас дар инҷа учитват намекунад. Яъне ки немодам ози фикри халқи Украина учитват накардааст ки яъне ки чӣ переворот чӣ коре ки мешава инҷа хоҳиши халқ ай дар инҷа. Халқ ая власти бидагӣ заибат мешава, мехиза переворот мешава. Агар ки аяму бидагиш, яъне ки ай Путин халқ заибат нашида боша, ягон кас ягон хел переворот карда наметавонад. Барои чӣ? Барои ки халқ мехиза мега гӯш ки не, Путин красавчик мон беста чӣ ҳастен шумо? Не ки барои переворот кардан бояд халқ хиза ку. Агар бо гуфтесам, агар ки халқ нахоҳад, чӣ хел мегинӣ? Так што ин тарафа нигоҳ кардан ку. Ин ҳама баҳонаи як чизае. Так хоб, яъне ки гуфте 45 минути интервью рафта. Так ҳуҷум дар Украина барои чӣ кардӣ? В первом главном управлении это разведка Советского Союза. Они были нашими оппонентами всегда. Ну, работа есть работа. Но технически они все сделали правильно. Добились того, чего хотели. Сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. И здесь, конечно, политическое руководство не доработало. Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведет. Итак, в 2008 году открыли двери Украине в НАТО. В 2014 году провели госпереворот. При этом тех, кто не признал госпереворот, а это госпереворот, начали преследовать. Создали угрозу для Крыма, который мы были вынуждены взять под свою защиту. Начали войну в Донбассе с 2014 года, применяя авиацию и артиллерию против мирных граждан. Ведь с этого все началось. Ведь же видеозапись. Чили ҳисоб кунӣ, ҷа бор раҳмат додем. Чихмо чӣ ҳисоб мекунем? Якм. Не, чӣ ҳисоб мекунем хмо? Агар ягон чӣ гап занам, якм, дуюм, сеюм, оли беку. И автоматӣ мешавад, а? Якм. Дуюм. Намедонам, короче, чӣ хел меша автоматӣ. Но омада дар ҷа Путин аҳамият дод боша, ин хеле ҳисоб кард. Короче, ин хеле истод. Хеле истод. Барои госпереворот хешид. Не хекадам. Хекад. Барои хешид. Барои хешид. Я бор аҳамияти бардор қинай. Не, реально интересно, да? Мин хеле маҳкамуш кард, аи сар кард. Бои хеле. Качла кора. Якм. Дуюм. Сеюм. Аҳамияти, короче, қинай. Когда самолет наносит удар по Донецку сверху. Предприняли одну крупномасштабную войсковую операцию, еще одну, потерпели неудачу, еще готовились. И все еще на фоне освоения, военного освоения этой территории и открытия дверей в НАТО. Ну как же нам не проявлять обеспокоенность тем, что происходит? С нашей стороны это была бы преступная беспечность. Вот что это было бы такое. Просто политическое руководство Штатов подогналось к черте, за которую мы уже не могли переступить. Так, и права метаки будрои ҳуҷум кунӣ, атака кунӣ як ҷои дигара бизанӣ, бикшиш. Права намета ягон. Яъне ки метавонӣ гуфта ки и права дод ба Россия ки, яъне ки кори рух додагӣ метавона ҳақ бита ба Россия ки ҳуҷум куна ба Украина. Ягон хел права дода метавона? Албатта ки не. Та ҳуҷа халқ зиндагӣ дорад. Чӣ хел медорад халқ ҳуҷаро безари мекиши? Чӣ ҳақ ҳуқуқ метабата?
агар ҳатто агар ҳисобам кунӣ ки хатар дора, но бата ҳуҷум накардиян ку, бата ҳуҷум накардиян. И ту ҳақ надори ягон хетра права намета ҳуҷум кунӣ. Просто шумо бинамидем мо хумон халқи мусалмонем, хумон да гуфтагие ки ҳо ҳақ дори любой хе кор кунӣ, но дар ҳоле ки хита ҳифз кунӣ. Вақте ки дар ту ҳуҷум мекунанд, ана ки мо нигоҳ мекунем. Дар Россия ҳуҷум буд? Россияда ҳуҷум кардан? Не. Россия просто барои рашк як кишвари ҳамсояи худаш ҳуҷум кард ба хотири рашк. Ба хотири рашк просто ки худша қабул накардан, ира қабул кард ва и ҳуҷум кард. Тамом. И потом мы не могли бросить наших единоверцев и по сути, часть русского народа под эту военную машину. But that was 8 years То есть before the это current было за conflict started. 8 лет So до what was the начала trigger конфликта. for А you? What что was the moment спровоцировало where you decided you конфликт had этот? Когда вы to решили, do this? что вам нужно все-таки сделать этот шаг? Яъне ки дополнительный савол бо даиҷа звучит мекунад аз тарафи Така Карлсон ки конца концов чӣ шуморо маҷбур кард ки уже ҳами ҳуҷума бикунем? Бо гӯш мекунем. Спровоцировал конфликт изначально, спровоцировал конфликт госпереворот на Украине. Кстати говоря, приехали представители 3 европейских стран, Германии, Польши и Франции, подписали, ведь же видеозапись, когда самолет наносит удар по Донецку сверху. Предприняли одну крупномасштабную войсковую операцию, еще одну, потерпели неудачу, еще готовились. И все еще на фоне освоения, военного освоения этой территории и открытия дверей в НАТО. Ну как же нам не проявлять обеспокоенность тем, что происходит? С нашей стороны это была бы преступная беспечность. Вот что это было бы такое. Просто политическое руководство Штатов подогнало нас к черте, за которую мы уже не могли переступить. Потому что это разрушало саму Россию. И потом мы не могли бросить наших единоверцев и по сути, часть русского народа под эту военную машину. But that was 8 years То before the есть это current было за conflict started. 8 So лет what до was the начала trigger конфликта. for А you? What что was the moment спровоцировало where you decided you конфликт had этот? Когда вы to решили, do this? что вам нужно все-таки сделать этот шаг? Спровоцировал конфликт изначально, спровоцировал конфликт госпереворот на Украине. Кстати говоря, приехали представители 3 европейских стран, Германии, Польши. яъне ки дар аввал гуфтум баъдтон бошо гуфтум ки президентои аввалина уже қатъиш ҳамкорӣ мекардан ва вақте ки Зеленский омад, Зеленский накард. Ва чихе ки гуфтасе мега ки чизро спровоцировать кард дар ҳами кор. Госпереворот, яъне ки перевороти кишидагӣ буд ки мақсад президентое ки қатъи кор мекардан дар Украина уже биромадан, уже аиҷа саршидаге пешакӣ. Яъне ки тут ни при чём вообще даиҷа НАТО дигараш гап даиҷае ки Украина уже бо и кор накардаиса. Яъне ки Украина уже таҳти назорати и нашид. Вот гап дар бораи чӣ буд. Мо естем агар фикр кунем мегӯем хай чӣ ба Украина қатъи уже кор накард, чӣ дар кор буд қатъи Европа брава, қатъи нарава, қатъи кор мекард. Барои он хотире ки бардори и қадар ки қатъи кор кард, чӣ хубиши дар Украина. Халқи Украина ба мисли мо муҳоҷират меомадан Россия, мерафтан Россия, то есть гарчанде ки кор мекардан, гарчанде гирогӯш мекардан, чӣ хубӣ ба Украина овард ки бестан тарафи Европа нараванд. Халқаш муҳоҷир буд дар худи Россия. яъне ки Россия чӣ хеле ки худаш мегӯяд ки ма тай қанати худам яъне ки бигирм ша. Пасои тай қанати худам не коргар, яъне ки халқаш бояд бия муҳоҷирӣ кунад. Дарма тамом шеф. Ин ки агар нигоҳ карданӣ боши тура як хеле чӣ кун ки ӯ як беҳбудӣ бибина у давлат, то ки бестад дальнейший баъдан дату. Вақте ки беҳбудӣ набина аз дар қанати ту будан, какой смысл ура истодан дар қанати? И были гарантами подписанного договора между правительством Януковича, и оппозицией. Подписи свои поставили как гаранты. Несмотря на это, оппозиция совершила госпереворот, и все эти страны сделали вид, что они ничего не помнят о том, что они гаранты мирного урегулирования. В печку сразу бросили этот договор. Никто не вспоминает. Я не знаю, знают ли что-то в США про этот договор между оппозицией и властью, и про гарантов, 3 гарантов, которые вместо того, чтобы вернуть весь этот процесс на политическое поле, нет, поддержали госпереворот.
Хотя смысла в этом бы не было. Никакого, поверьте мне. Потому что президент Янукович совсем согласился. Был готов на досрочные выборы, на которых у него не было шансов победить, если сказать по-честному. Не было шансов. Все это знали. Зачем госпереворот? Зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начало потом операции на Донбассе? Вообще, вот этого я не понимаю. Вот в этом и просчет. ЦРУ довело свое дело при реализации госпереворота. А, по-моему, один из замов госсекретаря сказал, что даже истратили на эту большую сумму чуть ли не 5 миллиардов. Но политическая ошибка колоссальная. Зачем это надо было делать? Все можно было сделать на самом деле то же самое, только легальным путем. Без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане. Без утраты Крыма и без начала военной операции. Агар мақсад переворот намешиду аму президентои будагиш он меисудана ҳама зери таҳти назорати муамхед рафтан мегирифтан, яъне ки Крыма майдаст намедодан. Военная операция ам намешид. Яъне ки фаҳмидисин? Гап байни гапҳо дар худаш бофта рафтан мегирад. Гап дар сари чие? Дар оне ки дар як ним соат гап зад дар бораи история ки Украина сохта буд, дигараш Украина мо, замини мо барои ам рафтем ё ки дар Россия дар Украина урусу зиндагӣ мекунад, дигараш не, ҳамаи намерава. Гап дар бораи оне ки просто як кишвари алоҳидае ки бояд туда починяться мекард. Всё, имрӯз аз починенӣ баромад, значит бомбитиш карди. Тамом, всё. До 15-70. Событий на Майдане. В голову бы никогда не приходило. Потому что мы согласились с тем, что после развала Советского Союза все должно было так по границам союзных республик. Мы же согласились с этим. Но мы никогда не соглашались с расширением НАТО, тем более не соглашались никогда с тем, что Украина будет в НАТО. Мы не соглашались с тем, что там будут базы НАТО, без всяких разговоров с нами. Мы только упрашивали в течение десятилетий: не делайте этого, не делайте того. А что послужило триггером в последних событиях? Ну, во-первых, сегодняшнее руководство Украины заявило, что они не будут исполнять Минских соглашений, которые были подписаны, как вы знаете, после событий 2014 года в Минске, где был изложен план мирного урегулирования на Донбассе. Нет, руководство сегодняшней Украины, министр иностранных дел, там все остальные официальные лица, а потом сам президент заявили о том, что им ничего не нравится в этих Минских соглашениях. Иными словами, исполнять не собираются. А бывшие руководители Германии, Франции прямо сказали, что подписывали уже в наши дни, там, год-полтора назад, прямо сказали, честно, на весь мир, что да, они подписывали это соглашение Минское, но выполнять никогда не собирались. Нас просто водили за нос. Was there anyone free to talk to? Did you call a U.S. Вы president? говорили с госсекретарем, с президентом, кто-то, может быть, они боялись с вами разговаривать, и говорили вы им, что если они будут продолжать накачивать Украину оружием, то вы будете действовать? Мы постоянно об этом говорили. Мы обращались к руководству Соединенных Штатов, европейских стран, чтобы вот этот процесс прекратился немедленно, чтобы были исполнены Минские соглашения. Откровенно говоря, я не знал, как мы это сделаем, но я был готов исполнять. Они сложные для Украины. Там очень много элементов независимости для Донбасса, для этих территорий было предусмотрено. Ну, это правда. Но я был уверен абсолютно, и я сейчас вам скажу, я искренне считал, что если все-таки удастся уговорить тех людей, которые на Донбассе живут, их надо было еще уговорить, возвратиться в рамки украинской государственности, то постепенно раны заживут, постепенно, когда эта часть территории вернется в хозяйственную жизнь, в общую социальную среду, когда пенсии будут платить, социальное пособие, все постепенно срастется. Нет, никто этого не хотел. Все хотели только с помощью военной силы решить вопрос. Но этого мы не могли позволить. И все дошло вот до этой ситуации, когда на Украине объявили: нет, мы не будем ничего. Начали еще подготовку к военным действиям. Войну начали они в 2014 году. Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали ее в
2022. Это попытка ее прекратить. Блин, и вообще, Хамиджа уже слишком бад. Мега джанга वो सार करदा мо маан кардане ва соли 2022 мо сар накардаем мега. дар ҳоле ки ами одаме ки мега гуфтеса одам худаш эълон кард. Худаш ҳамрӯз эълон кард. аз оғози ҳамин кор эълон кард ва оғози гуфтеса ки мо сар накардем. Уже дига чӣ мегӯ? Рӯи рост одам бихеза мақсад мегӯяд ку дар рӯи чизаш меқабӣ мега ман накардам хеле шидесае ки воз гапи зур гуфта гуфт ки мо иро сар накардем мо мехоҳем ки саркардагии ӯро манъ кунем гуфта буд Путин ва такакасм гуфтеса ки чӣ фикр дорӣ? Do you think you've stopped it now? Ба хиёлот тонистӣ манъ карда? Ту манъ карданим гуфтесӣ? Достигли ли вы своих целей? Нет, мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей – это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений. яъне ки саволаш чунин буда ки бас мекунед ҷанга манъ карда тонистӣ бас мешавад гуфт не денацификация рафти истиҳозӣ яке аз ҳадафҳои мо яъне ки Путин худаш открыто гуфтаняе ки мо оли план надорум бас кунам. Денацификация яъне ки чизи наве аст ки худаш баровардагия бо худаш мефаҳмон ози ки чӣ маъне дора. Денацификация яъне ки тоза карданияй аз одамои нежелательни. Ой гӯш мекунем подробно худаш бо мефаҳмонад такракалас нам намефаҳма ки чӣ мега. Это одна из проблем, которые мы обсуждали и в ходе переговорного процесса, который завершился. яъне ки ози нигоҳ кунед шумо чӣ хеле мешавад. Причина дуруи причина мешавад. яъне ки ози дар ин қисми видео уже причина худи нато уже як тараф мешавад. Денацификация яъне ки ҷоин ки мехудаш гуфта ки ӯо сар кардан ин мехоҳад ки нобуд манъ кунам тонисти манъ карда мегаша не ҳоли мо ҳадаф мо рафтиста яъне ки уже бо тозакунии натсияда мегзара. Саволи уже ната пушт мемонаву тозакунии натада мегзара. фаҳмидистин? Ната иҷа причина буд просто баҳмона буд. Который завершился в Стамбуле в прошлом году в начале, но не по нашей инициативе завершился, потому что нам европейцы, в частности, говорили, нужно обязательно создать условия для окончательного подписания документов. Мои коллеги во Франции и в Германии говорили, ну как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор с пистолетом, приставленным к голове, к виску. Надо отвести войска от Минска. Ну, хорошо, мы отвели войска от Минска. Как только мы отвели, от Киева. Как только мы отвели войска от Киева, сразу же наши украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договоренности, достигнутые в Стамбуле, и приготовились к длительному вооруженному противостоянию при помощи Соединенных Штатов и их сателлитов в Европе. Я не говорю. Бардорум. Ҷои ҳамада падалнатӣ шуда мега ки соглашение мо доштем дар Стамбул барои манъ кардани ҷанг. Гуфтанд ки намешавад ку дастари ё пистолете дар пешонишон мондаву ин соглашениеро кунем. Шумо войскатона бурорен. Мо войскаро мега аз Киви салом алейкум бро. Аз Киев буровардему. Вақте ки мо войскаро аз Киев буровардем, ё дар ин ҳолат соглашение моро дар мусор партофтану бо ёрдами Соединённых Штатов тайёр шудан бо тайёрӣ дидан ба ҷанг. Савол ки да ки ҳуҷум кардагиай ки да куҷое? Украина сарбозои Украина дар ҳолати баровардани войскаи худут аз Украина ба Россия ҳуҷум мекунанд? Савол. Не охи ту дар хонаи ӯои конечно барои соглашение подписаться кардан ту бурор ҳама солдата биги хонаи худ бурор все бикунед. Яъне ки иҷа односторонне иҷа хеле несте ки мисол солдатои и тараф қатъи солдатои и тараф я нейтрални майдонда баромадагӣ бошанд ё маслиҳат кунанд ки штобе ки ҷанг накунем. Просто барои ҷанг накардан нигоҳ кунед шумо Украина солдатои Россия дар дуруни Украина барои ҷанг накардан просто хе меброя мерава хонашон Россия. Все ба мисли Израилу Фаластин ина. И гапи ки гуфтестай ман намедонам барои агар ая тараф гӯш кунӣ аҳамият нати мегӯи ҳо зур гуфтестай барое ки красиво гап задестай. Но вақте ки фикр кунӣ агар мегӯи чӣ гуфтести ту вообще? Намехоҳӣ ҷанг кардан солдатоа биги бира хонатон чӣ хеле ки дромадиам хе биги бро. Все. Вот как ситуация развивалась. И так, как она выглядит сейчас. Да,
But what is, что, pardon my кстати, ignorance, да, what is да, denazification? Денацификация, что это означает? Да, вот я Як Такер Карлсон ине хели чизре ки ма гуфтам ира намегашава баъд денацификация гуфтам ку хачам намедонад денацификация и ира Путин придумал кардаге ози гуш кунед чи мега. как раз хочу сейчас об этом сказать. Это очень важный вопрос. Денацификация. После обретения независимости Украина начала искать, как говорят некоторые аналитики на Западе, свою ва муҳимиш бардоро чихеле ки мо гуфтем даиҷа ё барои мо просто персонажан ва мо омӯхтестем дар суханошон. Шумо тамошо кунед 54 минуту 26 секунди интервью рафтестем ва саволе ки дар аввал чӣ қадар саволи остри буд чихел гум шид. аҳамият додем. Саволе ки чӣ ба Украина ҳуҷум кардӣ дар 54 минут 30 секунд гуфта буд, дар 54 минут ҳамин саволҳо уже не хеле мулоим кард ки уже остри уже чизе надорад. Чӣ ба ҳуҷум кардӣ? Ҷавобаш 54 минут кашид. 54 минуте ки дар як ҷумла гуфташ мешавад. Уже ҷавоб овардан гузарондан, дар як минута гуфта мешид ва ин ҷоша ки чӣ тира маҷбур кард ва барои чӣ намеистӣ? Бо давачгаса денацификация барои наи хотир, яъне ки тоза кардани хиди нацияро дар назар дор рози бо худаш мегӯяд, барои чӣ хотир рози наистодаистае буд. Некоторые аналитики на Западе свою идентичность. И ничего лучше не придумала, как поставить во главу угла этой идентичности таких ложных героев, которые сотрудничали с Гитлером. Я уже говорил, что в денацификация маънош дига маънои гапш онае ки героиҳоеро мондагиам нега давуҷа ки бо Гитлер ҳамкорӣ мекардан, яъне ки ино нацистан ва ҷангаш ман намешавад бо хотири оне астае ки бояд ҳамин нацистҳоро тоза кунад. Гуфтанияи Путин. Так получается, НАТО тут ни при чем. Яъне ки деки чихе плавна ай болои НАТО омаду уже гузашта бо дар ин тараф рафтестай. Яъне ки мо гуфтестем ҳама ино баҳонаянд, баҳонаи лишни зиёди дига ягон чи дига нестем. Просто мақсад Украина бояд ки зери таҳти назорати Путин бошад. Тамом ин қадар гапа. Всё. ҳоз агар Украина бихеза бага ки тамом мо шуморо гӯш мекунем, шумо президенти мо, тамом ягон гап намешавад. Ин қадар чизае, и просто прямой ҷанг. Чихеле ки Гитлер ҳуҷум кард ба дига ҷо, ин хе ҳуҷум кардаса, всё. Тамом ягон фарқият надорад дига, ягон гап чап зиёд нест. Просто тамом. В начале 19 века, когда появились теоретики бо айасри 19 сар карда ки анаки вақташ дар бораи чӣ ба Украина ҳуҷум карди, айасри 13 сар кард, анаки бо даиҷа чӣ ба намести, айасри 19 сар мекунад. Независимости и суверенитета Украины, они исходили из того, что Украина независимая должна иметь очень добрые и хорошие отношения с Россией. Но в силу исторических... дар бораи суверенитет гуфтам мегӯяд ки бояд мувофиқи правилаш бояд ки рафтораш нисбати Россия хуб бошад, яъне ки бояд Россияро ҳурмат кунад. Дестем бу гап дар бораи ҳамҷа бо ҳамун рашку, бо ҳамун ҳасудхрия. Исторического развития, в силу того, что когда эти территории находились в составе Речи Посполитой, Польши, украинцев достаточно жестоко преследовали, изымали, пытались уничтожить эту идентичность и вели себя очень жестоко. Это все осталось в памяти народа. И когда началась Вторая мировая война, часть этой крайне националистической, ну так скажем, националистически настроенной элиты, она начала сотрудничать с Гитлером, полагая, что Гитлер принесет им свободу. И оз вақте ки Полшаро нагор кард, давуҷам ҳамин гапа гуфт ки Полша худаш вунудид кард Гитлера ки ба ӯ ҳуҷум кунад ва ҳамчунин бо Гитлер ҳамкорӣ дошта. Анака ози бо навбати иштак. Яъне ки Полшаро хача ҳам дар нацистик нагор карду, ҳам дар ҳама кор. Яъне ки Путин даже Гитлера оправдывать кард нисбат ба Полша. Оз нисбати ё рафтестай буд. Немецкие войска, даже войска СС, они самую грязную работу по уничтожению польского населения, еврейского населения отдавали как раз вот коллаборационистам, которые с Гитлером сотрудничали. Вот отсюда вот эта жестокая резня польского, еврейского населения, ну и русского тоже. Во главе стояли лица, которые хорошо известны: Бандера, Шушкевич.
Вот именно этих людей сделали национальными героями. یعنی که دیگه کنید آدمایی که کدام وقتایی که قطعی گیتلر همکاری داشتن значит که همورا یعنی که قهرمانی Украина یعنی قهرمان کرده بوده значит تو باید با اوکراین هجوم کنی правильно اگر که همه سوالش بودی میگن نه نو وقتی که ترا گفتن که جنگی را که گویا و سر کرده باشن تو باز کردی تو میگوی نه برای اون خاطری که من دیناسیفیکاسیا را باید بگذارم دیناسیفیکاسیا میگه که یه آدما را گروی کرده گن پس چیکار باید کنی همین یورا ای گروی بگیرن باز میکنی نه چیکار باید کنی خلق پاگزن نابود کنی باید همه خیر کردنی کوش کنی چی میگی این просто Это пипец просто. Вот в чем проблема. И нам все время говорят, ну, национальный... Озику در якамаш ки одаморе ки дар борашон гап исте о зинда ки нестан дар бисёр кишварҳо вообще национальный герой я одамоеро кардагиян ки хеб миси фикр мекунӣ мегӯ чиво блин но хечи номуш будай партреси будай хемо рафтам гира пайкор бошин خیلی فکر میکنم اون کسی اگه خلال نداره но Путин да خلال داشته Национализм и неонацизм есть и в других странах. Да, ростки есть, но мы же их давим. И в других странах их давят. А на Украине нет. На Украине из них сделали национальных героев. Им памятники возводят. Они на флагах. Они, их имена кричат толпы, которые ходят с факелами, как в нацистской Германии. Это люди, которые уничтожали поляков, евреев и русских. Надо эту практику и теорию прекратить. Значит, конечно, любая нация, она выросла, считает там часть людей. Вот мы говорим, что я говорю, что это часть общего русского народа. Они говорят, нет, мы отдельный народ. Ладно, хорошо, если кто-то считает себя отдельным народом, имеет на это право, но не на основе нацизма. Правильно? Нацистской идеологии. Вот смотрите, президент Франции, президент... Would you be satisfied with the Вы territory будете you have удовлетворены той территорией, которая у вас есть уже сейчас? Нет, сейчас закончим. Вы же задали вопрос по неонацизму и денацификации. Вот приехал президент Украины в Канаду. Это хорошо известно, но замалчивается на Западе. И представили в канадском парламенте человека, который, как сказал спикер парламента, воевал во время Второй мировой войны против русских. Ну кто во время Второй мировой войны воевал против русских? Гитлер и его приспешники. Выяснилось, что этот человек служил в войсках СС. Он лично убивал и русских, и поляков, и евреев. Войска СС, сформированные из националистов украинских, они занимались этой грязной работой. Президент Украины встал вместе со всем парламентом Канады и рукоплескал этому человеку. Как это можно себе представить? Сам, кстати говоря, президент Украины еврей по национальности. Really, my question is, what do you do about it? А что вы будете с этим делать? То есть Гитлера уже 80 лет нет в живых, нацистской Германии больше не существует. По правде. Это правда, да. Я думаю, что вы говорите, что вы хотите потушить этот пожар украинского национализма. Как это сделать? Вот послушайте меня. Ваш вопрос очень тонкий. И можно я скажу, как я думаю? Да? Не будете обижаться? Of course. Он, казалось бы, тонкий, он очень противный, этот вопрос. نگاه کنید действительно در جوازی خیلی همچی میشوه уже پوتین هم خچم سخت میره برای که قهرش میکنه برای که دوید کرده است و پوتین هم میفوره که دویدش کنن действительно گپ زده میگه در اونجا زلنسکی برآمد قطعی آدمی گپ زد که او قطعی گیتلر قطعی ناتسیستو هم کاری میکرده دیگرش و евреи را کشتگی بدن туда сюда короче و یک تکر کلاس میگه که آخه گیتلر که حوزی زنده نیست ایدئولوژی او نیست вообще ягон одаме ҳам ки агар хачад бад рӯи дилаш гитлерам ки бигав всё равно идеология ҳамон одам нест ҳами движения мурдагия пас яъне ки причина мешавад ки ту украинада ҳуҷум кунӣ ё ин ки чӣ хеле оташа пас мекунӣ чӣ гуфтанӣ ту даи дар ҳоле ки ӯ неста рост мега анака нигоҳ кунед путин чӣ мега ӯзе уже вайрон мешавад
برای که این سوالی هست که دام وجه خوجه توپیک میکنن. Тонкий. И можно я скажу, как я думаю? Да? Не будете обижаться? Of course. Он, казалось бы, тонкий, он очень противный, этот вопрос. Конечно. سوالی تو میگه خیلی هم پراتیونیه. Конечно. برای اون خاطری که سوالی هست که جواب دادنش تدقینه. نو تو خیلی باید درون با درون کنی بگذاری برای آدم ها کدا بیستن. سوالی که تدقین میشه وجود تا پراتیونیه. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да, 80 лет. Значит, но дело его живет. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует, стоя. Разве мы можем сказать, что мы целиком выкорчевали эту идеологию? Если идеология Гитлер дар тай. Идеология Гитлер дар тай. Пас бояд тра вообще авал яни макнан. И خیلی با گفته ایت بالا که ایت بخیر برای کدام آدمی که در همون وقت در همین دنیا وجود دارن در همون کار دست داشته باشن یا که یگان خیل نبیره و بابیشون یگان کسشون اولادای گیتلر باشن اگه همش با گفته لوکه همه باید همه را بکشن بو کار تمام شد ایدئولوژی تمام شد از این کار چند قدر سال گذشت رفت вообще بگیریم اگر با لوگیکا خودی گرمانیا امروزه هم اگه باید هجوم کرده شود برای اون خاطری که در اوج یا وقتای گیتلر میگشت پای قدمای همون رفتگیه گپ در اونایی که خودی ایدئولوژی نیست وجود نداره یک جین زدگی برداره سریوز نه این عقلی سالمی نیست اگر آدم دیستیتیل هم خیلی فکر کنه لیکن این فکر هست در اینجا تو میخوره برای اون خاطری که این بهانه های باید بهانه بشوه و همین را با کراسیوی سلاوا و با چنین اینترویوی دراز باید که در سر مردم هم جو کنی که مردم هم را قبول کنه من آدمایی را میدونم که را قبول کردگی اینترویو را نیم خیلی ریسپکتوات کردگی که گرنی بسا بودن نو قبول کردگی و یا هم مقصدشون هدفشون همیه و همه خیر از شد گرفته کردگی و این خیلی گپورا و این просто گپوی ما را اهمیت ندین просто خودتون فکر کنین эту идеологию. Если то, что мы видим, происходит сегодня, вот что такое денацификация в нашем понимании. چه денацификация دتا گیتلر دتا آدمی که در وقتی همون جنگ значит ایدئولوژی گیتلر دستگیری میکردن همون آدمو زنده بودن و به خاطر زنده بودن او توز اوکراین را خلق اوکراین را کشتستی в чем разница بین تو و گیتلر گیتلر خوزی نیست تو امروز وای شدگی زمین شدگی با جای او все какой денацификация قرار بشی یک خلقه تمام همه تین میشه Надо избавиться от тех людей, которые эту теорию, практику оставляют в жизни и стараются ее сохранить. Вот что такое денацификация. Вот что мы под этим понимаем. Right. My question is a little more specific. Хорошо. Я, конечно, не защищаю нацизм или неонацизм, но мой вопрос в практическом плане. Вы не контролируете всю страну, и не кажется, будто вы хотите всю ее контролируете. Но каким образом вы сможете тогда выкорчевать идеологию, культуру, какие-то чувства, историю в стране, которые вы не контролируете? Каким образом этого достигнуть? Действительно, Росмега. Некие кишвари кална наметен контролировать карта. А куда дилия одам да мисол, я одам желание дурнуш да мисол мумкин да дурнуш, ваям одам идеология Гитлера, допустим, поддерживать кна, да друни дилеш. Ты чхелира нобуд мекни, чхел нобуд мекни. Ва значит ки я одам дар ҳами кишвар, значит идеология дошта бояд ба ҳамун кишвар ҳуҷум кунӣ. Охи я дебилизма и гап. Образом этого достигнуть? А вы знаете, как вам не покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле мы все-таки договорились о том, что там есть это все в письменном виде, что на Украине не будет культивироваться неонацизм. В том числе и будет запрещено на законодательном уровне. Господин Карлсон, мы договорились об этом. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины, как для современного цивилизованного государства. Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацизм? Ведь нет, правда?
Вот и все. Will there be talks and why Будут haven't ли there been talks? переговоры? И почему до сих пор таких переговоров относительно урегулирования конфликта на Украине не было? Мирных переговоров. Они были, они дошли до очень высокой стадии согласования позиций, сложного процесса, но все-таки они были практически завершены. Но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона, именно в Украине, выбросила все эти договоренности и приняла под козырек указания западных стран, европейских, Соединенных Штатов, воевать с Россией до победного конца. Значит, и больше того, президент Украины законодательно запретил вести переговоры с Россией. Он подписал декрет, запрещающий всем вести переговоры с Россией. Короче, Бардаро, 1 ساعت 2 минути интервью рафтестай, 1 ساعت شنی که اینترویو نیم کردیم. ما دیگه 6 صحبت کردنیم و خزوجه 3 ساعت شد. البته که در مونتاژ بویجا ما خستگی و شتم و قصد کابینه رفته و یگون کار دیگه کردم. مقصد پلیس مینوس خیلی مقدار. در مونتاژ برده میشه و یعنی که ما چی گفتنیم. حالا ما دیگه پاوزا میکنم برای که уже ما конкретно مونده شدم. просто 3 ساعت شتن گوش کردن. مونده میکنم. ما فکر میکنم که خوبش واسه من سخرانی کنم همارا فایل را بگیرم کمتر استراحت کنم با بسر سویجی از تعلیم موندگیشه برای اون خاطری که اگر مونده باشی مقصد расплывчатая информация میام мозг همه چیز قبول نمیکنه برای اون خاطر واسه من گوش کردم یاد جمله‌شه با خلاصه اومدم که خوبش پاوزا کنم دالشه با میریم و همین خیل اینترویو را من نیمشه 1 ساعت 2 پاوزا کردم 1 ساعت 2 минуты خیلی اینترویو ده записи ما در روز برای که مدبرنج گپ زدیم همین где-то по фикре меня ним ساعت اینترویو را بوری بود یک وقت دیگه запись کرده بودم و ошибка خاطری نگاه میکنم میدونم فایل آودیوش یعنی که میکروفون دا звук دیگه خیلی میره فایل آودیوش ما کجای ده سخرانی کردم که دیگه نیافتم نمیدونم в общем خیلی کار شده بود в общем تمام все равно حاضر شما دالشه بود همینجا میبینین но برای شما همه یه ویدیوهای но ما пауза میکنم Он подписал декрет, запрещающий всем вести переговоры с Россией. Ну, как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил? Мы знаем, что он выдвигает какие-то идеи значит, по поводу этого регулирования, но для того, чтобы о чем-то договариваться, нужно вести диалог. Не так ли? Well, but you wouldn't be speaking to the Ukrainian president, you'd be Но speaking вы не будете to the говорить с American украинским president. президентом, вы When будете was the говорить last с time you американским spoke to президентом, Joe когда Biden? вы в последний раз разговаривали с Джо Байденом. Ну, я уже не помню, когда я с ним разговаривал. Не помню, можно посмотреть там. You don't remember? Ну, Вы не помните? Нет, а что, я должен все помнить, что ли? У меня своих дел полно. У нас есть внутриполитические Well, дела. he's funding the war that you're... Да, но он финансирует войну, которую вы ведете. Ну да, он финансирует, но когда я с ним разговаривал, это было до начала специальной военной операции, естественно. И я, кстати, ему тогда говорил, я не буду в детали даваться, я никогда этого не делаю, но я ему тогда сказал, я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что там происходит на Украине, отталкивая Россию. Я ему сказал, говорил неоднократно, кстати говоря. Здесь, я думаю, что это будет корректно, на этом я ограничусь. А что он сказал? Можно, вы у него спросите, пожалуйста. У него, вам легко, вы гражданин Соединенных Штатов, поезжайте и спросите. Мне некорректно комментировать наши разговоры. But you haven't spoken to him since Но с before тех February of 2020. пор вы с ним не разговаривали после февраля 22 года. Нет, мы не разговаривали. Но у нас есть определенные контакты по различным. Кстати говоря, вот помните, я вам рассказывал про мое предложение вместе работать по системе противоракетной обороны. Yes. Да. Вот можно спросить у всех, они же все, слава богу, живы, здоровы. И, значит, и бывший президент, и Кондолиза жива-здорова, и, по-моему, господин Гейтс, и сегодняшний директор Центрального разведуправления господин Бёрнс, он тогда был послом в России, по-моему, он был очень успешным послом. Они все свидетели этих разговоров. Спросите у них. То же самое и здесь, если вам интересно, что ответил мне господин значит, президент Байден, ну, спросите у него. Ну, во всяком случае, мы с ним говорили. I'm definitely interested, but
Я прекрасно это понимаю, но со стороны, для внешнего наблюдателя, может показаться, что все это может выродиться в такую ситуацию, когда весь мир окажется на краю войны. Может быть, даже будут ядерные удары нанесены. Почему вы не позвоните Байдену и не скажете, давайте как-то решим этот вопрос? А чего решать-то? Все очень просто. У нас, повторяю, есть контакты по линии там, различных ведомств, и я вам скажу, что мы говорим на этот счет, и что мы доводим до руководства США. Если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружений. Все закончится в течение там, нескольких недель. Вот и все. И тогда можно договариваться о каких-то условиях перед тем, как вы это сделаете, прекратите. Чего проще-то? Чего мне ему звонить? О чем говорить-то? Или о чем упрашивать? Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину. Ой, боюсь. Пожалуйста, не поставляйте. О чем говорить-то? Do you think NATO is Как вы worried считаете, обеспокоена ли НАТО тем, что это может все перерасти в глобальную войну или даже в ядерный конфликт? Во всяком случае, они говорят об этом, и они стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди, не обыватели, а... Иджа уже двойной кор кардеса, ки наоборот хди Россия халкша тарсондеса бо угрозой Запад. Памхел хаст? И думающие люди, не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди, прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза. The threat I think you're referring to is a Russian invasion. Дайджа биненч хе параллель рафтеста ки дахди Россия хам хел хаста ки да хама ҷо западни угроза эълон мекунанд ки масалан ҳама даже ҳам худи ҳами ҷангам сабаб шуда дар мебинанд ки угрозаи запада барои хотир ҷанга сар кардан. А дайҷа Путин гуфтеса ки наоборот ӯ ба угрозаи Россия халқа метарсонанд. Ӯ шавиҷа бонаи иш шавиҷа бонаи иш халқи оддӣ мебара. Пати политика дай немияй. Вы имеете в виду угрозу российского вторжения, например, в Польшу или в Латвию? Вы можете представить сценарий, когда вы направите российские войска в Польшу? Только в одном случае, если со стороны Польши будет нападение на Россию. ҳуҷум мекунед ба Полша дар кадом ҳолат мега як ҳолате ки агар аз тарафи Полша ҳуҷум шавад дар Россия, лекин дар Украина ҳуҷум кардин бе ҳуҷуми худи Украина ба Россия. Так что иҷаш ҳам ҳамин хел кор, ҳамин хел сценария мумкин ки бе ҳуҷуми ӯ ҳам ба ягон боҳанаи дига бо ягон чиз дига боҳана мешавад, чунин кор рух метавад. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов. Ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Зачем нам это? У нас просто нету никаких интересов, одни угрозы. чунин ҳолат ҳам чунин гап ҳам дар пеш дар тарих мондагие ки нисбати Украина мегуфтанд. Чида кора мода Украина, ҳатто дар бораи Крим ҳам гуфтагиянд ва дар бораи ҷанг бо Украина ки не кор номумкин е то худшам гуфтагия Путинам то Медведев ҳам. Well, the argument, I know you know this, is that, Аргумент, я думаю, вы хорошо знаете, заключается вот в чем. Да, вот он вторгся в Украину, у него есть территориальные притязания на всем континенте, и вы недвусмысленно говорите о том, что таких притязаний территориальных у вас нет. Это абсолютно исключено. Просто не надо быть никаким аналитиком. Это противоречит здравому смыслу. Втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения всего человечества. Это очевидно. Вот. И есть, конечно, средства сдерживания. пас чӣ ба ҳамин кора худ кардес? Яъне ки одам худаш по сути одаме ҳастае ки мефаҳмад ки глобальни вайна тамоми одамизодро нобуд карданашда хатар дорад ва худаш ҳозир ҳамин кора кардес. Шида ягон ҷо хуруҷ намегирад. Нам все время всех пугали. Вот завтра Россия использует тактическое ядерное оружие. Завтра вот то использует. Нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей. Для того, чтобы выбить из налогоплательщиков США
выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на Украинском театре военных действий. Цель Так, анака нигоҳ кунем бардор. Дар ҳамиҷа чизи хеле ҳам муҳимша қайд кардан акора ки сабаби худи интервюра чихе ки ман дар аввал гуфтам, мақсади Путин расонидани паёми худаш ба ҷаҳон буд, именно ба мардуми Запад бояд ки ба англисӣ бирасонанд ва барои кора кардан одам дар корае ки ин кора бикунад. Такер Карлсон чунин одамай ва дар инҷа нигоҳ кунед ҳамин чизи особенеша гуфтае ки суми налогоплательщикора гирифта аз Россия метарсонанд чӣ мекунанд, леки действительно Россия ягон хатар надорад. Ин интервю мераса ба гӯши халқи Запад, яъне ки посланий, ва ин ҳамин вақте мешавад ки дар 2024 дар вақти интихобот ҳамаи Путин, ҳамаи Байден, ҳамаи дигараш ва фаромӯш накунед ҳамин ҷура ки одамеро ки ҳамин интервю доста ҳамин Такер Карлсона и худаш бигем ба мисли одами Кремлам ҳастай, бигем мешавад одами Кремле ки дар хориҷае. Чӣ гуна? И одам ҳама вақт даже дар ҳамин ҷанг ки рафтеста буд, дар ҳамин ҷанг тарафдорӣ аз Россия мекунад, тарафдорӣ аз Путин мекунад. Яъне ки и просто так нестай ки и одам да интервю додестай Путин. фаҳмидин? Бисёр одамоеро мисол историяша намедонанд, барои он хотире ки каналҳои американскиро следӣ намекунанд. И одам тарафдори Путине ва дар оҷа тарафдори Трампай ва фикр, ақидаву мнениёи Путин бо Трамп як хеланд. Яъне ки чизоеро ки Путин мега вай дастгирӣ мекунад, чизоеро ки Трамп мега Путин дастгирӣ мекунад. Раз ки фикр ақида иё якҷоя буброя, яъне ки агар ки халқи, яъне ки и чизе бига ки халқи Запад гуфтаҳои ира дуруст бига ва ӯ ҳам ира тарафдорӣ кардага, пасоти дар интихобот ӯ бурд мекунад ва ӯ ки бурд кард автоматически уже тарафдорӣ дар и ҳам мешавад ки аз инҷа и бурд мекунад ки иё ду кас якдигари шонда и кор хеле ҳам ҳамин интервю глобални мақсади Путин муаррифӣ кардани худаш ва таъсир кардан дар ҳамин интервю буд, дар ҳамин интихоботи соли 2024 ба тариқи ҳамин интервю. Ва Байден дар инҷа одаме ҳастае ки ба против ҳардия, ҳам противи Путин, ҳам противи ҷанг, ҳам противи Дональд Трамп. военных действий. Цель как можно сильнее ослабить Россию. One of our senior United States senators from the state of New York, Chuck Schumer, said yesterday, I believe, that we have to continue to fund the Ukrainian effort, or U.S. soldiers, citizens could wind up fighting there. How do you assess that? Это провокация, причем дешевая провокация. Я не понимаю, почему американские солдаты должны воевать на Украине. Там есть наемники. Ва и саволам уже нигоҳ кунем ки дум-ба-дум аз тарафи Такер Карлсон меояд ба ҳамун чизе ки уже суханои пеш аз ин гуфтагии Путина ки власти Америка аз буҷети халқ истифода мебара. Баъди ҳамин гап уже бо дополнительни саволе ки так Карлсон мета ки Америка гуфтага ки агар ки мо ёрдам накунем Украинара, пас маҷбурае ки войска аз Америка рафта уҷара ёрдам битанд ба зидди Россия. яъне ки ёрдам дар чунин ҳолатҳо худтон медонем ки дар бисёр ҷоҳо ҳастае ки мисол вақте ки як кишвара ҳуҷум мекунад, дигар кишварҳо бояд дастгирӣ кунанд ва Россия Украинара ҳуҷум кардагия ва действительно ки сторонникош бояд ки дастгирӣ кунанд. И чизи реалния, и чизи оддия ва дар ҳамин ҷа и чиза уже ҳамон хеле нишон додистанд ки бигем власти Америкара противи халқаш кардастанд дар интервью. Фаҳмидистӣ? Наемники из Соединенных Штатов. Больше всего наемников из Польши, на втором месте наемники из США, на третьем из Грузии. Ну, если у кого-то есть желание послать регулярные войска, это поставит, безусловно, поставит человечество на грани очень серьезного глобального конфликта. Это очевидно. яъне ки дар инҷа уже и таҳдид кардани Путин ба глобални вайна шидааст ки агар ки кора бикунанд постоянно наёмникҳо ҳастанд постоянно ки бошанд, значит ки гуфтанияе ки разбираться мекунад қати ҳамаш. Чем разбираться кардан қати ҳамаш? Хубтарш нест ки войската Украина бирорию накушишон дига. Всё. Дидед? яъне ки одамҳо дар инҷа пайдо мешавад, хеле фикр мекунанд, мегӯяд ки хай чи оварда ку бояд шарта бигира ҳамаша бизанад. Не. Просто войскара Украина бирор, тамом. Всё. Это нужно Соединенным Штатам? Зачем?
за тысячи километров от национальной территории. У вас нечем заниматься? У вас проблемы на границе полно, проблемы с миграцией, проблемы с внешним, с государственным долгом 33 с лишним триллиона долларов. Нечем заниматься, нужно воевать на Украине. А не лучше ли договориться с Россией? Договориться уже понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца, и понимая это, начать вернуться к здравому смыслу, начать с уважением относиться к нашей стране, к ее интересам и искать какие-то решения. Мне кажется, что это гораздо умнее и рациональнее. Who blew up Nord Stream? Кто взорвал Северный поток? Вы? I was busy that day. Я был занят в тот день. Do you have... I did not blow up Nord Stream. Я не взрывал Северный поток. У вас лично, может быть, есть алиби, у вас лично. Но Да, бурай Северный поток ам бародаро гароз даҷабу гап занем интервью худаш беям дарозай. Будурои хубтар отдельно выпускро даиҷа там дари бора тамошо кунен. И хеле ҳам як шармандаги дига буд да бурай Северный поток шдега. алиби у вас лично. Но у CIA такого алиби нет. Do you have evidence that NATO or the CIA did У it? вас есть свидетельство того, что НАТО или же ЦРУ сделали это? Вы знаете, я не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят, ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много. Но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот это два компонента должны быть соединены. Кто заинтересован и кто может. Россия метона бар. But I'm confused. I mean, that's the biggest act of industrial Но terrorism. я не совсем понимаю, это крупнейший акт промышленного терроризма за всю историю. И более того, крупнейший выброс СО2 в атмосферу. Но с учетом того, что у вас есть свидетельства и у ваших спецслужб, почему вы не представите такие свидетельства и не победите в этой войне пропаганды? В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты. Изрозку фагарките بدونی حدفایز که او کردگیان ببرز свидетельството و доказательството نشان بده تمام برد میکنی действительно но نشان میدی در حالی که اگر داشته باشه اگر نداشته باشه چی رنگی رمزی ارتقا برآورد گفت که این آدم دزدی کردگی گرفته برفته انگلیس 1.5 میلیون یا آدم وقتی که طلب میکنی که برو доказательството نشان بده میگه بخدا قسم میخوره که این آدم کار کرده و وقتی که доказательство میبری میگه نیست доказательство این خیلی آدما رو باور نکنه هیچ وقتی که یک کس با یک کار گناهکار میکنن و وقتی доказательство میپرسی میگه نیست دوره میگه و میگه خبرور میگه خیلی دکار نیست خیلی چی تو دروغ میگویی значит. Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ. И очень многие европейские, конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды. Вам это неизвестно? Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже. Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся. Всему миру и так ясно, что произошло. И даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда? Yes, But Да, here's a question но you may be able to answer. вот You worked in вопрос. Germany Вы работали в famously. Германии, об этом хорошо известно. The Germans И clearly know немцы that четко their NATO partner понимают, did this. что их партнеры they- по and it НАТО damaged это their сделали. economy И они, greatly. конечно, это нанесло удар по экономике Why are they ФРГ. being Почему же silent? тогда немцы That's very молчат? Вот это confusing to me. Why wouldn't приводит the меня в Germans замешательство. Почему say немцы something ничего about не говорили по этому вопросу? Ну, меня это тоже удивляет. Меня тоже удивляет. Но сегодняшнее немецкое руководство не руководствуется национальными интересами, а руководствуется интересами коллективного Запада. Иначе трудно объяснить и логику их действий или бездействия. Ведь дело не только в Северном потоке-2, который взорвали, в Северном потоке-1, который взорвали. Северный поток-2 повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу. Но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста. Есть еще один маршрут через Польшу.
Ямал-Европа называется. Там тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его. Но Польша с руки клюет у немцев. Из общеевропейских фондов деньги получает. А основной донор в эти общеевропейские фонды – Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Я не понимаю. Украина, в которую немцы поставляют оружие и деньги дают. Второй спонсор после Соединенных Штатов по объему финансовой помощи Украине – это Германия. Через территорию Украины 2 маршрута газовых проходят. Они взяли один маршрут и закрыли просто. Украинцы. Откройте второй маршрут и, пожалуйста, получайте газ из России. Они же не открывают. Почему немцам не сказать? Слушайте, ребята, мы вам и деньги даем, и оружие. Вентиль отвинтите, пожалуйста. Пропустите из России газ для нас. Мы втридорого покупаем сжиженный газ в Европе. Это роняет уровень на нашей конкурентоспособности экономики в целом до нуля. Вы хотите, чтобы мы деньги вам давали? Ну дайте нам нормально существовать, заработать в нашей экономике. Мы же вам деньги оттуда даем. Нет, не делают этого. Почему? Спросите у них. Вот что здесь, что в голове у них одно и то же. Там, потом, знаете, люди очень некомпетентны. Well, maybe the world is breaking into Может быть, мир сейчас разделяется на 2 полушария. Одно полушарие с дешевой энергией, другое нет. Я хочу задать вопрос по этому вопросу. Да, сейчас многополярный мир. Вы можете описать альянсы, блоки, кто на чьей стороне, как вы считаете? Послушайте, вы сказали, мир разделяется на 2 полушария. Голова разделяется на 2 полушария. Одно отвечает за одну сферу деятельности, другая более креативная там, и так далее. Но это все-таки одна голова. Нужно, чтобы и мир был единым, чтобы безопасность была общей, а не рассчитанной на этот золотой миллиард. И тогда, только в этом случае, мир будет стабильным, устойчивым и прогнозируемым. А до тех, пока голова разделена на 2 части, это болезнь. Это тяжелая болезнь, тяжелое заболевание. Вот мир проходит через этот период тяжелого заболевания. Но мне кажется, что благодаря, в том числе, честной журналистике, они как врачи работают. Может быть, удастся как-то это все соединить. Well, let's just give one Приведу example. один пример. Американский доллар объединил весь мир во многом. И как вы считаете, исчезнет ли доллар как резервная валюта? Каким образом санкции изменили место доллара в мире? Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Соединенных Штатов. Использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. Доллар – это основа основ могущества США. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Сколько ни напечатай долларов, они по всему миру разлетаются. Инфляция в США минимальная, сколько там, по-моему, 3% примерно, 3,4 что ли. Вот. Приемлемо для США абсолютно. Вот. А печатают-то бесконечно. Конечно. Ну, о чем говорит долг? 33 триллиона. Это же эмиссия. Тем не менее, это главное оружие сохранения могущества США в мире. Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по этому американскому могуществу. Я не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка. Вот смотрите, что происходит в мире. Даже среди союзников США сокращаются запасы в долларах сейчас. Все смотрят на то, что происходит. Так, факт дигарш ки чихели гуфтем интервью заказное, он есть ки я бо шумо тасаввур кардесин ки одам омадагиай Такер Карлсон дар бораи ҷанг бояд гап зана, саволҳои рабитаки ба Россия дахолат дора. Мисол дар бораи Америка гап заданӣ, ту бояд аз ягон представители американец мера мепурсӣ, правильно? Худаш американец.
омада аз Путин дар бораи Америка, Путин дар бораи экономикаи Америка гап задестай. Вақти эфир зайни чидестай дар бораи экономикаи Америка Путин гап задестай. Дига тема нест магар? Ё ки дига темаро ҷавобшо шумо гирифтен? Дар бораи Навални, дар бораи репрессияи худи дар Россия будагӣ, дар бораи озодии сухан набудагӣ, дар бораи проблемаҳои дурунда ки вобастагӣ ба Путин дора, ки одами хориҷӣ омада аз Путин савол пурсидестай, дар бораи ино ягон савол намешавад. Пешакӣ мегӯм дар давоми интервю, ягон савол чунин саволо намешавад. дар бораи политзеко намешавад савол. Барои чӣ? Барои хотире ки ин интервюи заказноӣ сохта буд ки бояд дар Путина бояд дар мировой нишон битан ҳамчун аз як тарафи хубии ки мақсад бо тарафдор дар ҷаҳон тарафдори худаш биёва ва хича дар ҷаҳон дигар хеле нишон буда ки мисоли хавақт агар Путин чӣ хиёл мекардан, чӣ фикр мекардан, ана шумо бинед ки действительно Путин аз тамоми ҷаҳон дарак дора. Аз мисол аз Россия аз асри 13 сар кардагӣ ба тамоми ҷаҳон то ошибкаи Хитою Америкаро, экономикаи Америка ҳамаи чиро медонад. қариб ки хай метавони ҷаҳон да погиза ҳамара, яъне ки муаррифӣ кина хича ва президенти ҷаҳон мунаша. ҳадаф бале ки барои президент ҷаҳони интихоб намекунанд, но ҳадаф барои дар мардуми ҷаҳон хича ширин кардан буд ва барои кор падхадид мекард маст Такер Карлсон ки и худаш тарафдори Путинай, тарафдори режими Кремлай ва аз кор баровардагиашан барои хотире ки хабарои дуруғин метия ва ҳоло боша блогере. Все смотрят на то, что происходит, и начинают искать возможность себя обезопасить. Но если в отношении некоторых стран США применяют такие ограничительные меры, как ограничение расчетов, замораживание авуаров и так далее, это огромная тревога и сигнал для всего мира. Вот что у нас происходило? У нас примерно 80% до 2022 года в России, 80% расчетов во внешней торговле России были в долларах и в евро. При этом долларов было примерно 50% в наших расчетах с третьими странами. Значит, сейчас, по-моему, осталось только 13%. Но не мы же запретили использование доллара. Мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах. Я считаю, это полная дурь, понимаете? С точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, налогоплательщиков Соединенных Штатов, потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединенных Штатов в мире. Теперь у нас расчеты расчеты в юанях были, кстати, 3% примерно. Сейчас 34% мы рассчитываемся в рублях, и примерно столько же, 34% с небольшим в юанях. Зачем Соединенные Штаты это сделали? Я могу только объяснить самонадеянностью. Думали, наверное, что все рухнет. Ничего не рухнуло. Больше того, смотрите, другие страны, в том числе нефтепроизводящие страны, начинают говорить и делают уже, рассчитываться за продажу нефти в юанях. Но вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это в тех же Соединенных Штатах? Что вы делаете? Сами себе обрезаете то, что всегда у всех экспертов. Вы спросите любого умного и думающего человека. В Штатах. Что такое доллар для США? Сами его убиваете. Я думаю, что это действительно справедливая оценка. Следующий вопрос. Может быть, вы обменяли одну колониальную державу на другую, но более такую щадящую. Но, может быть, БРИКС сегодня в опасности того, что более добрая колониальная держава, Китай, будет там доминировать. Это как хорошо ли для суверенитета? Как вы думаете, вас беспокоит это?
бо нигоҳ кунем вообще дар инҷа саволҳое ҳаста ки бояд бита Путин да ҳамчун президенти кишвари худаш саволҳои боли важни боли глобальни ки дар доираи следующий вопрос дар бораи Китай. Бо гуфтам ку барои чӣ хотираи интервью. Страшилки нам хорошо известны. Это страшилка. Мы с Китаем соседи. Соседи, так же как и близких родственников, не выбирают. У нас с ними общая граница 1000 километров. Это первое. Второе, мы привыкли к совместному существованию на протяжении веков. В-третьих, внешнеполитическая философия Китая, она не агрессивная. Она всегда ищет, внешнеполитическая мысль Китая, всегда ищет компромисс. И мы это видим. У нас это вот следующий пункт такой, нам все время говорят, и вы сейчас попытаетесь эту страшилку изложить в такой мягкой форме, но тем не менее, это та же самая страшилка. Вот объем сотрудничества с Китаем растет. Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества с Китаем и Российской Федерацией. Спросите у европейцев, они не боятся? Может быть, и боятся, не знаю, но на рынок Китая стараются попасть, во что бы то ни стало. Особенно, когда у них сейчас они сталкиваются с проблемами в экономике. И китайские предприятия осваивают европейский рынок. А что, разве мало присутствует китайский бизнес в США? Да, политические решения таковы, что они пытаются ограничить сотрудничество с Китаем. Господин Такер, себе во вред. Вы делаете это себе во вред. Ограничивая сотрудничество с Китаем, вы наносите себе ущерб. Это тонкая сфера. И простых линейных решений здесь нет. Так же, как с долларом. ко ҳамкорӣ накардани Америка бо Хитой ба ҷиҳати экономикаш бале ки ба зарари худи Америка мешавад. Барои хотир ки бисёр ширкатҳои дар уҷа худи ҳеда ҷамеа айфонаи сборкаш дар Хитой мегзарад. Неки гап дар бораи онае ки причём дар иҷа Путин ҳозир дар иҷа ҷанг рафтаиста. Нигоҳ кунед шумо. Такер Карлсон ҳамин одам чӣ хеле гуфта ки дар аввали интервьюш ки ман мерам дар бораи ҷанг аз Путин мепурсам ки кораи чӣ карданист ман мерам мекунам. Ва ҳоло гап задастиян дар бораи Хитой экономикаи бизнес партнёрӣ фоидаву зарари Америка ба и кор. Вообще причём дар иҷа и? Фаҳмидесен? И шаҳодат онира мета ки интервью заказное интервьюае. Всё. Просто то ки Путина бо ҷаҳон аз дигар тараф муаррифӣ кунанд ки дар ҳамаи кору боре ки рафтаистай праф бароран шад. Тамом. Такер Карлсон як просто микрофони Путинае. Тамом. Микрофони Путинае ки тавассути ин микрофон Путин ба тамоми ҷаҳон посланиша расонд. Всё. Такер Карлсон и микрофони Путинае. Поэтому, прежде чем вводить какие-то нелегитимные санкции, нелегитимные с точки зрения Устава Объединенных Наций, надо как следует подумать. По-моему, с этим проблема у тех, кто принимает решения. So you said a moment ago that Вы the world минуту назад сказали, что сегодня мир будет намного лучше, если там не будет двух конкурирующих союзов, альянсов, которые друг с другом конкурируют. Но, может быть, сегодняшняя американская администрация, как вы говорите, как вы считаете, настроена против вас. Может быть, следующая администрация в США, правительство после Джо Байдена, захочет наладить с вами связи, и вы с ними захотите наладить связи. Или это не играет роли? тамошо кунед пеш аёзе ки гӯш мекунем ша нигоҳ кунем. Ман дар аввал гуфтам ки ҳадаф чӣ гуна ва Ҷо Байден қадио тарафдор нестам ва оне ки тарафдор аҷа қати Трампай ва Трамп қати Такер Карлсон созад, Такер Карлсон қати Трамп созад, Трамп қати фикри Путин фикрошон туғри мегира. Ҳамара нигоҳ кунем. Гуфтам ки ҳамҷа связай ба ҳам хотира даҷа ва ҳамаи кор ба хотири интервю. Ва ҳоло Такер Карлсон мепурсаш ки мумкин ки ҳоло Ҷо Байден қайти соз нест, мумкин ки дигар правительство ки баъди шава қатию соз боша ва коротон хуб шава. Ва и паслани уже барои халқи худи Америкае ки ина марҳамат бигирен дига алтернативи одаме ки беғарзаи Байдена, яъне ки ястай Трамп да голосовать кунен ва диден ки Путин чӣ хел ҳама ҷора медонад, чӣ хел правилно гуфтест, ина ба фоидаи худи США мега, ина барои налогоплательщикҳо гуфтак. Ана ки шумо Трампа интихоб кунен ва Трамп қати Путин ҳамкорӣ зур мерава. Ина Путини қадар кишваре ки страшняе қати Америка знаеш соз мешава дар ҳоли Трамп будан. Марҳамат шумо Трамп да голосовать кунед. Фаҳмидед ки чӣ гапай?
инаи барои инаи мақсада, яъне ки ҷо каданем хеле лаззаи балезае ка товда оварда ба ҳамин расондан. Яъне ки дар аввал мо гуфтем ина ҳози худшон ҳами гапа кушодан. Гӯш мекунем дальше чӣ мега ҳозӣ? Сейчас скажу, но чтобы закончить предыдущий вопрос. У нас 200 миллиардов долларов мы ставили задачу с моим коллегой, другом, с председателем Си Цзиньпинем, что в прошлом году мы, в этом году даже должны были достичь 200 миллиардов долларов оборота торгового с Китаем. И мы превысили эту планку. По нашим данным это уже 230 миллиардов, по китайской статистике 240 миллиардов долларов, если в долларах все считать, у нас товарооборот с Китаем. И очень важная вещь. Он у нас сбалансированный, этот торговый оборот. И он дополняет друг друга и в высокотехнологичной сфере, и в сфере энергетики, и в сфере научных разработок. Он очень сбалансированный. Вот. Ну а что касается БРИКС в целом, Россия стала председателем БРИКС с этого года, то там... Уже пешаи саволе ки Такер Карлсон дод, пешаи бояд ки Путин подготовка кана ба чизе ки баъдан мега, уже халқа подготовка кана ки ҳана масад бин Россия қадар қати ҳамкорӣ зур дорад, занш ки қадар фоида аз тарафи Хитоя ва ҳамкории Хитои амзеш қати Америка ба фоидаи худи Америка, тақ занш ки бояд ки Путин бояд президенти боша дар Америка ки қати Путин ҳамфикр боша гуфта. Тақ фаҳмидисин чӣ хел действия дар чӣ рафтеса? И ҷурай Трампа Такер Карлсон. То страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами. Вот смотрите, дай бог памяти, чтобы не ошибиться, но в 1992 году, по-моему, доля стран «семерки» в мировой экономике составляла 47%. Так? Это в 1992 году. А в 2022 она упала где-то до, по-моему, 30 с небольшим. Доля стран БРИКС в 1992 году составляла всего 16%. Доля стран БРИКС дар соли 92 ва хиёл мекунӣ ки чанд қадар фоиз мондагӣ ҳамин қадар кор дар соли 92 дар ёди мо дам мемона, просто так. Ва и нишон метавад ки онаро бин ав сола баёд. Не, дар ёд намемона, ира подготовка меган, яъне ки одам тайёр кардагия пешакӣ ва тамоми чизе ки дар ҳамин интервю мега ҳамаш тайёр кардагия пешакӣ. Заготовлени интервюае. Гарчанде ки памятат хуба, гарчанде ки чай соли 1992 чанд фоиз буд, вай всё равно бием бардори чиза реалӣ мегем. Медонӣ ки чӣ қадар ты главаи государствае ки дар души ты қадар кор бо и қадар стресси кози ҷанг рафтеста. То соли 92 ма чанд фоиз буд дар сар мемона? И шаҳодат онира мета ки подготовления интервью ва подготовлени будан зарар дора? И гуноҳае ки подготовления? Не, гап дар бораи онае ки подготовлени буданаш онира нишон мета ки сохтае. Сохта яъне ки ҳамун чизоеро савол мета ки интервью бояд чӣ хел боша? Представители Америка омад значи американс бояд саволҳо ҳаққонӣ боша, на толка ба фоидаи Россия. Действительно саволҳои острӣ, действительно саволҳои важниро бояд бутан ҷавоб гиранд. Правильно? Но дар ҷаи кор нест. Гӯё ки просто Путин худиш гап заиста. Тамом. И просто бояд борида такрорам шава мегӯм, Такер Карлсон микрофониш дегие ки тавассути и Путин хостагиҳои худша ба ҷаҳон расондааст. Тамом. И просто як спектакл, як детский садай нем интервью. А сейчас она превышает уровень семерки. И это не связано ни с какими событиями на Украине. Тенденции развития мира и мировой экономики такими являются, о которых сейчас сказал. И это неизбежно. Это будет происходить дальше. Как солнце встает. Помешать невозможно. Надо к этому приспособиться. Как Соединенные Штаты приспосабливаются? С помощью силы. Санкций, давления, бомбардировок, применения вооруженных сил. Это связано с самонадеянностью. Люди не понимают в вашей политической элите, что мир... Хайната ҳуҷум кардӣ ба Украина, Америка тара санксия кард ки бест. Санксия зад ки бест. Ну, наомад ҳуҷумат накард ку, просто санксия кард ки бест наза. В чём проблема? Наза, тамом.
элите, что мир меняется по объективным обстоятельствам. И нужно грамотно, вовремя, своевременно принимать правильные решения, чтобы сохранить свой уровень. Извините меня, даже если кто-то хочет уровень доминирования. Такие грубые действия, в том числе в отношении России, скажем, других стран, они приводят к обратному результату. Это очевидный факт. Уже сегодня это стало очевидно. Вы меня сейчас спросили, а вот другой руководитель придет и что-то изменит. Дело не в руководителе, не в личности конкретного человека. У меня очень добрые были отношения, скажем, с Бушем. И его там, я знаю, в Штатах представляли каким-то там деревенским парнем, который мало чем соображает. Уверяю вас, что это не так. Я считаю, что в отношении России он тоже проводил достаточно, наделал тоже много ошибок. Я вам говорил про 2008 год и решение в Бухаресте об открытии дверей в НАТО Украины там, и так далее. Но это же при нем было. Он же давил там на европейцев. Но в целом у меня с ним были на человеческом уровне очень добрые, хорошие отношения. И он не дурнее любого другого американского или российского или вообще европейского политика, уверяю вас. Он все понимал, что он делает. Так же, как и другие. У меня и с Трампом были такие наличные отношения. Дело не в... чихе ки ман дар аввал гуфтам ҳамаш ба хотири Трампа нигоҳ кард ягон патҳо дод ва аввал кулчавое мон ки гап дар сари он несте ки кияе но гап зад ки ҳо ина Буш хайна бадаҷа омад тохур ман жда доштам ки Трампа ном мегира ва кори хитрӣ мешд ки агар вообще ном намегирифт ки одамо мегуфтанд ки не гап дар бораи несте ё гап дар ин нест но всё равно гуфт ки Трамп қатъиам ва баъди бо сразу уже чихелай ки як гапа мегӯи баъд мегӯ ки я хеле кирдам ки одам да нараса прямой уже нафаҳмад ки ман чӣ хостанем баъд сразу мегардам мега гап дар бораи ин нест ки кӣ мешава гап дар бораи ҳамияй гап дар бораи ҳамияй иҷода гап дар бораи ин нест нагӯ В личности лидера. Дело в настроениях элит. Если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, причем с помощью силовых акций, то ничего не изменится, только будет хуже. А если в конце концов придет осознание того, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и надо уметь к ним приспособиться вовремя, используя те преимущества, которые сегодня еще у США сохраняются, тогда, наверное, что-то может измениться. И вот смотрите. тамошо кунед абсурди коре ки Путин дар бораи беҳбудию дар бораи рушди Америка гап задааст ва представители Америка омадагия ай Путин савол пурсидаст барои беҳбуду рушди Америка гап зана ва Путин дар ин бора гап задааст ва противи власти ҳозиразамонаш гап задааст ба хотири оне ки власти ҳозиразамонаш қатъи Путин розӣ нест ва тарафдорӣ аз Трамп кардааст ки штоби ки интихобот дар неми интихобот Трамп шава яъне ки Байден бой бида абсурд фаҳмидаистен шумо абсурд такрор мешавад ту омадагӣ дар бораи ҷанг пурс шуда дар бораи ҷанг причем ин одам дар бораи экономикаи кишвари шумо дар ҷо гап задааст значит ту барои ҳамин хотир омада будӣ конечно договорённость буд ки интервью бояд ҳамон хеле бигзара ки Путин вообще гуфтаҳои худша тавассути ту ба ҷаҳон бирасона ва ҳамчунин дар интихобот бояд ки вилоят кунем ба тарафдории Трамп веҳам фикромон ҳамамон яхелайку ва Такер Карлсонам худшам дар ин ҷа кор хеле ҳам интереси калон дорад дар биридани Доналд Трамп барои он хотире ки агар Трамп бубира Такер Карлсон автоматик зердасти ӯ мешавад автоматически фаҳмидем дар ин ҷо ҳозир бигем политикаи суҳбати се политик рафтааст Путину Такер Карлсону Трамп иҷода ягон интервью нест интервью озод нест интереси халқ қати интереси мардум қати нест интервью рост нест иҷа просто се политик суҳбат доранд дар доираи кори худшон ба интереси шахсии худшон ва мардума завербават кардаистанд ки ба фикри ӯ розӣ бошанд то ки ӯ кори худшона далҷ карда мегиранд всё и клоунада инами интервью я Экономика Китая стала первой экономикой в мире по паритету покупательной способности, по объему. Они обогнали США уже давно. Потом США, так? А потом Индия, 1,5 миллиарда человек. Потом Япония. На 5-м месте Россия. Россия за прошлый год стала
первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения. Это нормально, с вашей точки зрения? И нормально дар уровне тай, дар уровне халқат чи? Дар уровне халқат. С вашей точки зрения. Санкции, ограничения, невозможность расчета в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолетов, санкции во всем, везде. Самое большое количество санкций в мире, которые применяются, это применяется против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время. Инструменты, которые США применяют, не действуют. Но надо же подумать, что делать. Вот если вот это осознание придет к правящим элитам, то да, тогда... Ига погза дуругае ки как будто ки санксияҳои ки зидди Россия кардагиянд ба Россия ягон таъсир нарасондаю, экономикаш наоборот боло рафтагия. И гап полни дуруғай бардору, и гап куллан дуруғай. Просто ира хиди Америкара як хеле нишон додистан дар назди и интервью асосан ба хотири англиязишниё кардагия, як хеле нишон додистан ки яъне ки санксия кардагии Америка ба зарари хидашиду ба Россия ягон хел зарар нарасон гуфтане хеле нишон додани, но зарари хеле ҳам колоссални калон дар Россия расондагия. И гап дуруғай. Шумо падени рубл я бор дидем ки дар ҳамин вақт чӣ хел шид? Гап дуруғай, куллан дуруғай гап. Дар ин бора агар гап занем, отдельный видео мешавад ки гап занем ки чӣ хел зарари калон расон ба Россия санксия. Тогда первое лицо государства будет действовать в ожидании того, что ждут от него и избиратели, и люди, которые принимают решения на различных уровнях. Тогда может что-то измениться. Вы описываете две разные системы, говорите, что лидер действует в интересах избирателей, но в то же время какие-то решения правящими классами принимаются. А вы вот страну возглавляете много лет, а как вы думаете, с вашим опытом, кто в Америке принимает решения? Я не знаю. Это Америка сложная страна, такая очень, с одной стороны, консервативная, с другой стороны, быстро меняющаяся. Нам не просто в этом разобраться. Кто принимает решения на выборах, там, разве можно это понять, когда там... Ки принимает решения дар интихобот? Зато главный гап дар инҷа ки интихобот худ ҳаст. ҳамиҷа муҳимай. Ранги тинеку интихобот нест. Чӣ хеле интихоботае ки интихобот ки мешид дар муддати қадар сол я одам дар назди чашмтон мондан Медведева тарахаз ҷошта обратно бо хизисот клоунада. Ин интихобот нест. Дар Америка чӣ хеле боша намеша хизиш меяку быстро меняющий мега тез тағйир меёва. Он тағйир меёва ки рушд дора. Когда там в каждом штате свое законодательство, и каждый штат сам регулирует, кого-то может отстранить от выборов на уровне. Правильно, каждый штат закони хича дора, каждый штат законодательство хича дора, падилности регулировать мешава. Бароям хотир ик кишвар пеш рафтага. На ин ки ранги т штат усбеста. То бод даже Украина рам хостеста управлять кни ва дигар кишварора против мусулмонов баромада телефонора кофтав. Я вақте ки я одам ҷои чанд қадар калон управлять мекуна, и уже хаусай. И хаусай уже. Реально хидиш ҳам гуфтеса. На примере Америка ҳам хеле аст, каждый штатош ба худаш законодательство отдельное хача дора. Ва чи ягон бади дора? Не, конечно. Выборов на уровне штатов, да? Значит, двухступенчатая это выборные системы, там очень сложно в этом разобраться. И, конечно, есть две партии, которые являются доминирующими, республиканцы и демократы, и там в рамках вот этой партийной системы центры, принимающие решения, готовящие решения. Потом, смотрите, вот почему в отношении России после развала Советского Союза были, на мой взгляд, такая ошибочная, грубая, совершенно необоснованная, ничем политика проводилась, давление. Ведь это политика давления, расширение НАТО, так, поддержка сепаратистов на Кавказе, создание системы противоракетной обороны. Это же все элементы давления. Давление, давление, давление. Потом затягивание в НАТО Украины. Это же все давление. Почему? Я думаю, в том числе и потому, что были созданы, условно говоря, избыточные производственные мощности. За время борьбы с Советским Союзом было много всяких центров создано, и специалистов по Советскому Союзу, которые ничего другого не умели. Им казалось, они убеждали политическое руководство, надо продолжать долбить Россию.
попытаться ее доразвалить, значит, создать на этой территории несколько квазигосударственных образований и их уже подчинить себе в разделенном виде, использовать их совокупный потенциал для борьбы, для будущей борьбы с Китаем. Это ошибка. В том числе она связана с избыточным потенциалом тех, кто работал на противостоянии со Советским Союзом. Вот нужно вот от этого избавиться. Должны быть новые, свежие силы, люди, которые смотрят в будущее и понимают, что в мире происходит. Вот Индонезия, посмотрите, как развивается. 600 миллионов человек. Вот куда от этого деться? Никуда. Надо просто исходить из того, что Индонезия войдет, она уже входит в клуб ведущих экономик мира. Как бы ни было, там, кому-то нравится или не нравится. Да, мы понимаем, отдаем себе отчет в том, что в Соединенных Штатах, несмотря на все проблемы экономические, все-таки в Штатах нормальная ситуация, и рост приличный экономики 2,5%, по-моему, процента ВВП растет. Значит, но если обеспечить будущее, да, то нужно менять подход к тому, что меняется. Как я уже сказал, мир все равно поменяется. Вне зависимости от того, даже чем закончится событие на Украине. Мир меняется. И нужно это, понимая это, в самих Штатах эксперты пишут, что постепенно Штаты все-таки свою позицию меняют в мире. Сами ваши. Если уже просто нем хели балтавне хавоя, ма мегум кем хели холатоша быбрым дар видео. Масад дора джо балтавне просто зиотия ки, чтобы ему удам вақт тамошо на абга уже в зеhnаш кушава. Чтобы диге ба ахмиянат чӣ гап рафтса, в конце концов тарафдорӣ кунад. Ҳамин хеле ҷоҳошам ма мегӯм бибурам барои хотир ки ҷойре ки абзор намекунем, просто балтавняи холияи лабшакашол кунияй, чтобы шумо масаб бидонед ки баъдан нагӯед ки бародар фалон жӯшабардагӣ ҷои бисёр лабшакашолкунӣ холӣ дорад ки разборам намекунем хеле ҷора, просто бибурамш мегӯм. В мире. Сами ваши эксперты пишут, я их читаю просто. Вопрос только, как это будет происходить. Болезненно, быстро или мягко, постепенно. И это пишут люди, которые не настроены антиамерикански. Просто они смотрят за тенденциями развития в мире. Вот и все. И для того, чтобы их оценивать и менять политику, нужны люди, которые думают, смотрят вперед, могут анализировать и рекомендовать какие-то решения на уровне политического руководства. Должен спросить, вы четко сказали, что расширение НАТО стало нарушением обещаний и является угрозой вашей стране, но до того, как вы отправили войска на Украину, на конференции по безопасности вице-президент США поддержал стремление президента Украины вступить в НАТО. Вы думаете, что это в том числе спровоцировало военные действия? Мы просто, я еще раз повторяю, мы многократно предлагали искать решение проблемам, которые возникли в Украине после госпереворота 2014 года мирными средствами. Но нас никто не слушал. И больше того, украинское руководство, которое... Здесь бо ҳамин савол шуд ки баъди масад натагад гап дар бораи на тараф ки бо ҳуҷумида ба ходира мешид бо гап зиста барои госперевороте ки дар Украина шид соли 2014. Яъне ки гап иҷа вообще ната тут ни при чом. Гап дар бораи онае ки власти Украина иваз шид. Гап дар бораи ки Украина аз зери идораи и одам биромад. Зеленский ира гӯш намекард. Вот гап дар бораи чия. Ҳамидена ки гап дар бораи инае основной. Украинское руководство, которое находилось под полным контролем США, вдруг заявило, что оно не будет исполнять Минских соглашений. Им там ничего не нравится. И продолжало военную активность на этой территории. И параллельно шло освоение этой территории натовскими военными структурами. Под видом различных центров по подготовке и переподготовке кадров, там по существу начали создавать базы. Вот и все. Но на Украине объявили, что русские являются, закон приняли, нетитульной нацией. И одновременно принимали законов, которые ограничивают права нетитульных наций. На Украине. Украина, получив в подарок от русского народа вот эти все юго-восточные территории, вдруг объявили, что русские
на этой территории, не титульная нация. Нормально? Вот это все в совокупности и вызвало решение прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году вооруженным путем. Do you think Zelensky Вы has the думаете, freedom to что у negotiate a Зеленского settlement есть to this свобода conflict? для того, чтобы вести переговоры по урегулированию этого конфликта? Я не знаю там детали, мне, конечно, трудно судить, но думаю, что есть. Во всяком случае, было это. У него же отец воевал с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны. Я как-то с ним говорил об этом. Я говорил: Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик. И бародаро просто и гапа дуруғиш не, просто гап дуруғи не, и шармандагии гапай. Зеленский ра мега падараш дар ҷанги ҷаҳонӣ ҷангидагие ва ҳоло бародаро маълумоти пурра дар бораи падари Зеленский кай вообще таваллудшидагие ма да шумо мерасонам. Отец Зеленского родился в 1947 году, 2 года после Второй мировой войны. И просто мировой шармандагие ки ба и дараҷа и просто майли гапи халқа чашми халқа хок пошидан ва ягон дуруғӣ гуфтан, ягон хе карда хта дар дили халқ ҷо кардан ва оппонента сиёҳ кардан, но ба и уровень дуруғӣ. бале оли шумо мумкин аст ки бисёр одам тамошо кардан дар ҳамаи чиз аҳамият надода бошанд, не ки ин шармандагӣ хеле ҳам калон аст. С фашизмом. Он фронтовик. Я не буду говорить, что он ответил. Это отдельная тема, я считаю это некорректным. Но, конечно, вақте ки нисбати любой политик гап мезанам, мегам ман намегум ки ӯ чӣ гуфтак. Албатта ки ин гап дурӯғ аст. Барои он хотири агар ки ин гапа мегуфтӣ, ин кор имкон надошт. ӯ мегаштра мегуфт ки ту чӣ гуфтесӣ, чӣ хеле отайма дар ин ҷанг иштирок кардагӣ. Ин гапа мегуфтак. Барои ҳам хотир ҷавоб нест, ин гап дурӯғ аст. Қатъи ӯ ин масъалада гап задагӣ нести. Ҳамин гап дурӯғинаш ки қатъи ӯ масъалада гап задагӣ нести, дурӯғинаш ҳамин аст ки ин кор невозможно аст просто. я считаю это некорректным. Но что касается свободы выбора, почему нет? Он же пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру. Он об этом и говорил. Он за счет этого и победил на выборах с огромным преимуществом. Ну а потом, когда к власти пришел, на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные, очень активные, от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединенными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией. Это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей. Ҷанга сар накард, ты ҷанга сар кардӣ. But do you think at this point, Считаете, что сейчас, вот, в феврале 2024 года, у него есть свобода говорить с вашим правительством и попытаться как-то своей стране помочь, или, может быть, он может вообще сам это сделать? Ну, а почему нет? Он же считает себя главой государства, он победил на выборах. Хотя мы считаем в России, что все, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот. И в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной. Но он считает себя президентом, в этом качестве его признают Соединенные Штаты, вся Европа, да и практически весь остальной мир. А почему нет? Он может. Мы же вели переговоры с Украиной в Стамбуле. Договорились же, он же знал об этом. Более того, руководитель переговорной группы, господин Арахами, по-моему, его фамилия, он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии президента в Раде. Он же возглавляет до сих пор фракцию президента в Раде, в парламенте страны. Он до сих пор там сидит. Он даже поставил свою подпись предварительную на этом документе, о котором я вам говорю. Но потом он же публично на весь мир заявил: мы были готовы подписать этот документ. Но приехал господин Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, отговорил нас от этого и сказал, что лучше воевать с Россией. Они нам все дадут для того, чтобы мы вернули утраченное в ходе боестолкновения с Россией. И мы
сказал он, согласились с этим предложением. Ну, посмотрите, же опубликовано его заявление. Он сказал это публично. Могут они к этому вернуться или нет? То есть это вопрос, хотят они или нет. А после этого еще господин президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры. Ну пусть он отменит этот декрет, и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Вот нам все время мы слышим, готова Россия, готова. Да мы не отказывались. Они же публично отказались. Ну что же, пускай меняет свой декрет и вступайте в переговоры. Мы не отказывались никогда. А то, что они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, ну, мне кажется, что это нелепо и очень, ну, как бы сказать, печально, потому что, как сказал господин Арахами, мы еще 1,5 года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну. Но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались. Где теперь господин Джонсон, а война продолжается? That's a good question. Where do you think he is and why did he do that? Зачем он это сделал? Да хрен его знает, зачем это, я сам не понимаю. Общая установка была. Як гапи девонаги, я гапи балаболски. Мо мехостим мегаводе ки хаймора отговорит кардан. Хай мехости джанга баскини, баска чи отговорит кардан-то. Джанга сар кардан уговорит кардан-то. Фамдес я бардуро. Не понимаю. Общая установка была. Почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя. От самонадеянности и от небольшого ума. И коро и кардеста принцип қатя. Мигам хел микард ки Россияра дар майдони ҷанг ғолиб мекунанд. Яъне ки принцип қати кор кардеста. Кам хел мекарден. Не мара намешава ва инама аступад намекунам бинин ки чӣ хема зурум гуфтан. Но халқ мурдес. Ошибка калон. Аламыш дар намҷай. От чистого сердца, но не от большого ума. You've described the connection between Вы Russia and описали Ukraine. связь между Россией и Украиной, описали Россию, что это православная страна. Вы говорили об этом. А что это значит для вас? Вы лидер христианской страны. Как вы сами себя описываете? Какой эффект это имеет на вас? Вы знаете, вот, как я уже сказал, в 988 году князь Владимир сам крестился, по примеру своей бабки, княгини Ольги, а потом крестил свою дружину, а потом постепенно, в течение нескольких лет, крестил и всю Русь. Это был длительный процесс, от язычников к христианам много лет занял. Но в конечном итоге вот это православие, восточное христианство, оно глубоко укоренилось в сознании русского народа. Когда Россия расширялась и впитывала в себя другие народы, и те, которые исповедуют ислам, и буддизм, и иудаизм, Россия всегда относилась очень лояльно к тем людям, которые исповедуют другие религии. Чиба агане хози видео алакай баромад дари бора. Чиба агане хози рейдог заронде сем против ислам. Чиба агане. Ришдора президент чикора кира тамошо мекна. Видеои рухониёро тамошо накунанд гуфта. Чиба? Хела лояльна эрутасиё шайтон. Это абсолютно однозначно. Вот, да и дело в том, что ведь во всех мировых религиях, о которых сейчас сказала, которые являются традиционными религиями Российской Федерации, России, по сути, основные тезисы, основные ценности, они очень похожи, если не сказать, они одинаковыми являются. Вот. Это все, да, и всегда российские власти всегда очень бережно относились к культуре и вероисповеданию тех народов, которые приходили в состав Российской империи. И это, на мой взгляд, составляет основу и безопасности, и устойчивости российской государственности. Населяющие Россию в основном считают ее своей родиной. Вот если к вам, допустим, из Латинской Америки люди переселяются, да, или в Европу, еще более ясный и понятный пример, люди приходят, но они же пришли со своей исторической родины к вам, либо в европейские страны.
А люди, которые исповедуют разные религии в России, они Россию считают своей родиной. Рутасио я наму друг мега я наму чимекнаки нацисти колон номер 1 да джахонай. Своей родиной. У них нет другой родины. Мы вместе, это одна большая семья. И ценности традиционные у нас очень схожи. Как я сказал, это одна большая семья, но у каждого есть своя семья. И это основа нашего общества. И если мы говорим, что родина и семья конкретные между собой очень связаны, то так оно и есть. Потому что нельзя обеспечить нормальное будущее для своих детей, для своей семьи, если мы не обеспечим нормальное, устойчивое будущее для всей страны, для Родины. Почему в России так развит и так патриотизм? Если позволите, религии отличаются вот в чем. Дело в том, что христианство не насильственная религия. Христос говорит подставить другую щеку, ты не убей и так далее. А каким образом лидер может быть христианином, если приходится убивать кого-то другого? Как можно это примирить в себе? Очень легко. Если речь идет о защите себя и своей семьи, и своей родины. Мы ни на кого не нападаем. Как не нападали? Войска дроварден да друни Украина, как не нападали? Бачо игаб и я наму други хастай ки дига ягон хел хо дадин. Хачам таасир мекунад ки хо бояд защитит кини, бояд ҳифз кини. Но нарай худат ҳуҷум накунӣ. Ва мегам ҳуҷум накард. Охи рӯи рост чихе ҳуҷум накардан мегӯ вақте ки эълон кардӣ барои ҳуҷум кардан. Чихе мегӯ ҳуҷум накардем. ма бародаро ҳама чира метавонам фаҳмидам. Но ин хел дурӯғира ма ягон хел тарафдорӣ намекунам ба ин хел дурӯғӣ ва дидаву дониста бугӯм ки ҳо рост гуфтеса. Охи дурӯғаи гап. Чихе ҳуҷум накардӣ вақте ки эълон кардӣ аз ҳуҷум кардан худат ба забони худат. Вот с чего начались события на Украине? С госпереворота и с начала боевых действий на Донецке. Госпереворот чиз шид нашиду дар Украина ю кори уай, но то что ки ту ҳуҷум карди, иш фактай. Чихе ты мегӯи ҳуҷум накардӣ? На Донбассе. Вот чего. И мы защищаем своих людей, себя, свою родину и наше будущее. Что касается религии в целом, она, знаете ведь, она не во внешних проявлениях, не в том, чтобы ходить каждый день в церковь или бить головой в пол. Она в сердце. Верующий бдан ба он вобастагиам дорад ки церковь браю сарта да замин бикти. Гуфт так. Яъне ки сарта замин бикти мусалмонро дар назар дошт ба намоз хондан. Мусалмон бояд дар дилит бошад. Яъне ки нишон натен мо бояд мусалмон будан тона. Мусалмони ҳаққӣ будан тона, истини мусалмон будан тона. Намоз нахонем масалаш. Ҳами дилит қатъиан мусалмон тамом шид всё. ва барои ҳамин хотир ҳози нехе рейдо рафтеса барои он хотири ки ягон касе ки ягон рӯҳониро гӯш карда ё ки ягон чи дигар. Ну по сути чӣ хеле ӯ одам ягон дин да метавонад да боша ки по сути и дини навад ихтироъ кардӣ. Оно в сердце. Действительно дар дилет бояд боша ҳо истина бояд бошӣ ва истини мусалмон ҳам дар дилиш буданай, ҳам ба намозша, ҳам ба дигаршам христианишам, ҳамон хел ба церковь рафтану дигараш. И чӣ хеле гапа ягон дини навай. Динам ба худшам правила дорад, ба худшам закон дорад. Чӣ хеле ки ту закон дорӣ, мисол государство закон дорад, ҳар як динам ба худаш закон дорад ки законҳои ӯро бояд ту риоя кунӣ. Ва ту баъдан ту аъзои ҳамон дин ҳисобида мешавӣ. Набоша не хеле гап дар ягон ҷо нестай. Мешавад ки дар кишвар одам бигӯяд ки ма мисол рафтам ё одама қатл кардам, лекин мара бояд суд накунам барои он хотире ки ма дилам дар раҳм буд, хай ба дастам кардам, и хай ҳеҷ гап не. Ҳаракат кардам, ҳаракатам ҳеҷ гап незад. Дили ма дар раҳм буд ку. Мешава гуфта? Намешава ку. Барои ки закони кишвар талаб мекунад ки ӯро бояд маҳбас кунӣ. Ва дар ин ҷамъ то что ки намоз мехона и ҳаракат шай. То что ки дар дилиш дар қалбаш бояд боша и бартарияти ҳамон одам ахид шай. Яъне ки виҷдонаш қатъи агар ҳамон истини мусалмон боша, виҷдони ҳамон одам тоза мемона мерава. Ва и кора худованд худаш медонад дар ду. Но ҳаракатша действияша бояд бикунад. Барои он хотире ки правила ҳамон динай, закони ҳамон динай. Мы так, у нас культура такая человекоориентированная.
И вот Достоевский, который очень известен на Западе, как гений русской культуры, русской литературы, много об этом говорил, о русской душе. Вот все-таки западное общество, оно более прагматичное. Русский человек, российский человек, он думает больше о вечном, думает больше о ценностях, моральных, нравственных. Не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, но все-таки западная культура, она все-таки более прагматична. И это, в принципе, я не говорю, что это плохо. Это дает возможность вот сегодняшнему этому золотому миллиарду добиваться хороших успехов в производстве, даже в науке и так далее. Здесь нет ничего плохого. Я просто говорю, что мы Чи хаягонжой бадиш набуша. Пас чи гуфтис ягани? вроде как выглядим одинаково, но сознание немножко по-разному выстроено. И это, конечно, нам ҳам қадарша фарқат мегум ки дар Россия вақте ки ман будам ман ҳис мекардам ки бегонаем. Дар Великобритания ҳис намекунам. Агар фарқияш дами боша, пас таъриф накун. Таъриф накун ки мо камтар хелем сари қавр. Хита бегона ҳис мекунӣ, хита хиҷолат ҳис мекунӣ. Ҳамин ҷо мера гап мезани нигоҳ мекунӣ, агар мардуми рус бисёр боша, уже дар байни вақта ту чум чи ҳис мекунӣ. Дар иҷо ҳамин ҳиссиёти безеб нест дахрат. Там яке аз аъзои ҳамин труни. Их ҳис мекунӣ. И это, конечно, нам нужно... So do you учитывать see друг the друга. supernatural at work as То есть вы считаете, что что-то сверхъестественное тут действует? Когда вы смотрите на происходящее в мире, видите ли вы дела Господни? Говорите ли вы себе, что тут я вижу действие каких-то сверхчеловеческих сил? Да нет, я, честно говоря, так не думаю. Я думаю о том, что мировое сообщество развивается вот по своим внутренним законам, и они вот такие, какие есть. От этого никуда не деться. И это так было всегда в истории человечества. Одни народы и страны поднимались, размножались, укреплялись, потом они сходили с международной арены в таком качестве, к которому они привыкли. Мне, наверное, не нужно приводить эти примеры, но начиная с тех же самых ордынских завоевателей, с Чингисхана и потом Золотой Орды, заканчивая Великой Римской империей. В истории человечества, кажется, ничего такого больше не было, как Великая Римская империя. Тем не менее, потенциал варваров постепенно накапливался, и под их ударами Римская империя развалилась, потому что варваров стало больше. Значит, они начали в целом хорошо развиваться, ну, как мы сейчас говорим, экономически, они стали укрепляться. И тот режим, который в мире был навязан Великой Римской империей, он развалился. Правда, разваливался долго, 500 лет. Этот процесс разложения Великой Римской империи шел 500 лет. В сегодняшней ситуации, разница в сегодняшней ситуации. Капи ҳавои дар бораи оппозитсия нест, дар бораи Навални нест. Барои он хотире ки Навалниро баъдан киштанӣ бидем. Ҳало чӣ гапша наброрӣ, хубтар мешавад. Дар бораи бо история гузашт, бо и просто лапша кашолкунӣ бардор, лапша кашолкунӣ холи, ҳичи дига не. Ва Навални тарсе ки чихе ки дар ҳамин ҷо гуфтак дар бораи соли 2014 ки переворот шид дар Украина ва аз чунин переворот худаш тарсид. Худаш хеле ҳам сахт бад тарсид. Разница в сегодняшней ситуации в том, что процессы изменения сегодня идут гораздо быстрее, чем во времена Великой Римской империи. So when does the AI empire start, do you think? Ну, когда начнется тогда империя ИИ, искусственного интеллекта? Меня все в более сложные вопросы погружаете. И одам телефон надора и дар бораи искусственный интеллект прислеса. Погружаете. Для того, чтобы ответить, надо быть, конечно, специалистом в сфере больших чисел, в сфере вот этого искусственного интеллекта. У человечества много угроз. Исследования в области генетики. Например, Путин. Могут сверхчеловека создавать. Специального человека. Да. Человека-воина, человека-ученого, человека-спортсмена. Ну, вот сейчас вот говорят, в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека. What do you think of that? Что вы об этом думаете? Ну, Маска
Я думаю, что Маска остановить невозможно. Значит, он все равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договариваться. Надо искать какие-то способы убедить его. Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канализировать. Бо да укор гирсани, бо ура бугуки ягон салат палат теоркната. Моне бизнесмена ба корехлыш автомобиля. Канализировать, подчинять каким-то правилам. Человечество, конечно, думать должно о том, по поводу того, что будет происходить с ним в связи с развитием вот этих новейших исследований и технологий в генетике, либо в искусственном интеллекте. Прогнозировать можно примерно, что будет происходить. Поэтому вот тогда, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все обладатели ядерного оружия начали между собой договариваться, потому что понимали, что их неаккуратное применение может привести к полному тотальному уничтожению. Чем даба не хочу договориться кардан хубш нестай ки хаматон аями озочин. Хаматон ядерни ярокотона дафкнин. Хаматон погиза договориться кардан немешава. И хубтар нест? Неки шумо сукаен хамат. Ятад меброри, дигарид меброри тараф юд мад айтида зуртар дорум, ина ма айтида зуртар дорум. мо мехезен гап мезанем ки мо хели мо тарафдори суд сари қавртонен. Ами лидерои калон буромадаги пад да байн халқ мурдеса и қатъи претензия мекунед ид ба ид по принципу мазурум намеки зурай ва халқ мурдеса. Халқа пешка кардагиен шумо билад. Жалко ки халқ ҳамира намефаҳма. Агарам армияро вақте ки ворид кардааст ки будро Украинара бизав ба армия бихеза хитабга иди нахӯй. Неки мутаассифона ин коро намекунанд. Вот когда наступит понимание того, что беспредельное, бесконтрольное развитие искусственного интеллекта, либо генетики, либо еще каких-то современных направлений, остановить которые невозможно, все равно исследования будут, так же как невозможно было скрыть, что такое порох от человечества, и невозможно прекратить исследования в той или другой области. Эти исследования все равно будут, но когда человечество почувствует угрозу для себя, человечество в целом, тогда, мне кажется, наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать. I appreciate all the time you've given us. Спасибо вам большое за то время, которое вы нам уделили. Я хочу задать еще один вопрос. Иван Гершковиц, ему 32 года, американский журналист, он находится в заключении уже в течение более чем года. Это большая история в США. Я хочу спросить у вас, вы готовы ли бы в качестве жеста доброй воли освободить его для того, чтобы мы отвезли его в США? Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. ва бародаро ма дар ин бора гап задагим дар бораи обмени Навальни. Будуроен ӯ видеоро тамошо кунед хубтар ки Навальнира барои чӣ киштан, агар намекиштан ӯ озод мешид ва как раз дар бораи ана ҳамин тема дар ӯ дахолат дорад. Будуроен яъне ки ӯро тамошо кунед хубтар мешава. Ма дар инҷа дароз гап назанам, интервьюро тамошо кунем ози. Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что мы не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров. И когда я говорю партнеров, я имею прежде всего в виду представителей специальных служб. Они в контакте между собой, и они обсуждают эту тему. И у нас нет табу на то, чтобы не решить эту проблему. Мы готовы ее решать, но там есть определенные условия, которые обсуждаются по партнерским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться. Да? So typically, I mean, this stuff has happened for obviously
Ну, конечно, все происходит в течение веков. Страна ловит шпиона, задерживает его и потом обменивает на кого-то. Конечно, это не мое дело, но отличается эта ситуация тем, что этот человек совершенно точно не шпион. Это просто ребенок. И, может, он, конечно, нарушил ваше законодательство, однако он не шпион и совершенно точно не шпионил. Может быть, он находится все-таки в другой категории. Может быть, шпион хаст нес фарнадора дар Россия як чуни корастай заложник. Яъне ки одаморо метавона ки просто амои ам кишварое ки метавона бо ягон влияние мисол мегирем Америка санксия қати вилият кана Россия через шпион. Яъне ки одамро дастгирӣ мекунад ва дар ҳолати навози Навални вориштагии байни хел ҳолатода ва кручок дора. Яъне ки ӯода ягон условия мемонад ба ивази озод кардани шпионе ки дастгирӣ кардагиянд. Просто ҳамин хел ловушка дора. Ӯ фарқ надорад ки ози гуфтесае ки ӯ ягон гуноҳ накарда, хай просто шпион нест, просто хай закони шуморо нарушад карда гуфтесае. Ида фарқ надорад, и просто заложник е. Барои Россия просто заложник е ки баъдан ира истифода бурда метавонад дар следующие корҳои худаш ки дар ҳамин Навалниам дар Навални яъне ки бинед шумо ки ҳам Америкао ҳам Олмона розӣ кунонда тонист ба он хотире ки иваз кунад Навалнира, не ки баъдан Навалнира куштанд ки ҳамин ивазкунӣ сар нашавад. Барои чӣ хотир ки дар ҳамин кораш худи Путин ҳамин хел буд ки ида кишвара яъне ки чумон нишон дод. Яъне ки худи пешакӣ Олмона гуфтагӣ буданд дар ин бора, гуфтагӣ буд ки ин невозможно, яъне ки ҳамун одамире ки ҳамун шпионере ки Путин мехоҳад баргардонад российский шпиона, ӯ да уҷо одам куштагие дастгириш кардагиянд. Олмон гуфтагӣ буд ки ин кор невозможно. Ва вақте ки дар ҳолати Навални ӯ розӣ шиданд баргардонданда, баъдан Навалнира мекушанд. Яъне ки дар ин ҳолат уже Путин метавонад ки забонкӯтак кунад ӯро ки возможно. Яъне ки дар ҳолати Навални мо дидем ки возможно. Коре ки шумо гуфтеса буде невозможно. Яъне ки бо чунин ход Путин тавонист бикушояд ҳамин роҳеро ки чизеро ки возможно. Яъне ки ҳамин гапе ки ӯ гуфтагӣ буда невозможно, и гап байн бара. Яъне ки агар ки дар кор шумо далел шида мега невозможно уже нагоин шумо дига, барое ки дар ҳолати Навални шумо розӣ шидед. Ва Навалниро куш барои хотире ки через Навални и лазейка буд ки ӯро розӣ каронда бутонад. Барое ки Навални муҳим буд. Не ки Навалниро вообще сар додан намехост. Барое ки Навални агар ки мебаромад переворот мекард ё ки дига короша, Навалниро вообще яъне ки ба ягон чиз намекушод, кушоданӣ набудӣ. И просто як ходи хеле ҳам калони Путин буд барои забонкӯтак кардани ин кишварро. Категории. Может быть, несправедливо было бы просить в обмен на него кого-то другого? Вы знаете, можно как угодно говорить, что такое шпион, что не шпион, но есть определенные вещи, предусмотренные законом. Если человек получает секретную информацию, делает это на конспиративной основе, то это называется шпионаж. Он этим именно и занимался. Он получал закрытую, секретную информацию, причем делал это конспиративно. Не знаю, может быть, его втянули, кто-то мог втянуть его в это дело. Может, он сделал все по неосторожности, по собственной инициативе. Но по факту это называется шпионаж. Поэтому здесь и все доказано. Ведь его взяли с поличным при получении этой информации. Если бы это были какие-то надуманные вещи, придуманные, недоказанные, то это была бы другая история. Но с поличным взяли, когда он получал секретную информацию на конспиративной основе. Ну как, что это такое? Значит, повторю еще раз. Вы говорите, что он работал на американское правительство, на НАТО, или же он просто журналист, который получил информацию, которая не должна была оказаться в его руках? Мне кажется, все-таки есть разница между двумя этими категориями. Я не знаю, на кого он работал. Но повторяю еще раз. Получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионаж. Он работал в интересах американских спецслужб, каких-то других структур. Я не думаю, что он работал на Монако. Вряд ли Монако заинтересовано в получении этой информации. Но это спецслужбы должны между собой договориться, понимаете? Есть определенные наработки там, есть люди, которые тоже
по нашему мнению, не связано со спецслужбами. Послушайте, вот я вам скажу. Сидит в одной стране союзника Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе, знаете, что он делал? Не хочется говорить, но тем не менее скажу. Он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. как раз дар инҷа дар бораи ҳама одаме гуфтаистае ки мехостанд бо Навальный обмен кунанд. Дар бораи ҳама одам гуфтаистае как раз. Что это за человек? И человек ли это? Ну, нашелся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц. Вот сделал он это пособие. Гӯкан ҳам ном намегира, ҳамам кишвар намега. И ҳаму одаме ҳастае ки дар Олмонай ва дар иваз бо Навальный мешида ками кор бояд. Сделал он это по собственной инициативе или нет, это другой вопрос. Ну, вот он... Yeah, but Evan Gershkovich didn't вот он- do that. Да, I mean, но that's a Иван completely Гершкович different- ничего подобного не делал. It's a Это 30-year-old совершенно другая Да, история. Он делал другое. Он просто журналист. Да, он не просто журналист. Я повторяю еще раз, это журналист, который получал секретную информацию на конспиративной основе. Вот. Ну да, это другая история совсем. Я просто говорю про тех людей, которые находятся, по сути, под контролем властей США, где бы они ни сидели в тюрьме. И между спецслужбами идет диалог. Это должно решаться тихо, спокойно, на профессиональном уровне. Контакты есть, пусть работают. Я не исключаю, что и тот человек, о котором вы сказали, господин Гершкович, может оказаться на родине. Почему нет? Это бессмысленно, более или менее, держать его в тюрьме в России. Но пусть и наши коллеги наших сотрудников спецслужбы на американской стороне тоже подумают, как решить те проблемы, которые стоят перед нашими спецслужбами. Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся. И было много случаев, когда мы договаривались. И переговоры рафтаиста гуфт. И переговоры как раз рафтаиста буд дар моменти ки яъне ки интервью буромадаги буд, шумо медонед ка интервью буромадаги ва марги Навальный кай шид. Ва дар ин бора ма гап заги будам ки Навальныйро бояд ки озод мекарданд. Как раз дар ин ҷа тасдиқи ҳамин кор рафтаиста. Ай, блин. Можем еще договориться. Но только надо договариваться. I hope you let him out. Я надеюсь, что вы его выпустите. Спасибо большое, господин президент. Мне тоже хотелось бы, чтобы он уехал. Мне тоже хотелось бы, чтобы он поехал домой, в конце концов. Я говорю искренне совершенно. Ну, повторяю, диалог идет. Чем больше мы придаем огласке вещи подобного рода, тем сложнее их решить. Все должно быть спокойно. I wonder if that's true with the war, though. Но, also. честно I mean, говоря, I just wanna- I guess I wanna войной ask вот я one не more знаю, question, работает which это или is- нет. Если позволите, я задам еще один and вопрос. maybe you don't wanna say so for Может быть, strategic reasons. вы не хотите отвечать по But are you стратегическим worried причинам, that однако не what's беспокоитесь happening in ли вы, Ukraine что could происходящее на lead Украине to something much larger может and much more привести horrible? And к how чему-то motivated are куда you более масштабному и just to куда call the более US government страшному? and say, "Let's come И to насколько вы готовы, замотивированы позвонить, например, в Штаты и сказать, давайте договариваться? Так, послушайте, я уже сказал, мы же не отказывались от переговоров. Мы же не отказываемся. Это западная сторона, а Украина, безусловно, сателлит Соединенных Штатов сегодня. Но это же очевидно, правда. Я не хочу, чтобы это звучало как какое-то ругательство или оскорбление кого-то. Но мы же понимаем, да, что происходит. Финансовая поддержка, сколько, 72 миллиарда дали. На втором месте Германия находится, другие европейские страны. Десятки миллиардов долларов идут на Украину. Огромный поток идет оружия. Ну, Of course, yeah. Ну, конечно, поэтому ну, скажите сегодняшнему руководству Украины, слушайте, давайте садитесь, договаривайтесь, отменяйте свой дурацкий указ или декрет, и садитесь, переговаривайтесь.
Мы же не отказались. Sure, but you already said it. I Да, didn't вы об think you этом meant it уже as an сказал. insult because you Я already прекрасно said понимаю, before. конечно, It's been что это reported не that ругательство. Ukraine was И в самом prevented деле from сообщалось о negotiating a том, peace что settlement by the Украине former не British дали Prime Minister, подписать acting on behalf of the Biden administration. So, of course, мир there are satellite, big по countries control small указанию countries. бывшего That's not премьер-министра new. Великобритании, который And that's why I действовал asked по about указке из dealing directly Вашингтона. with the Biden administration, Вот почему which я is making спрашиваю, these почему decisions, not вам President напрямую не Zelensky решать in эти Ukraine. вопросы с администрацией Байдена, которая контролирует администрацию Зеленского на Украине? Но если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Но пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого. Найдут это решение. Не мы же приняли это решение. Там приняли решение. Пусть они от него и отказываются. Вот и все. Но они приняли неправильное решение. Теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения. Хвосты им там заносить. Корректировать их ошибки. Они совершили ее, пусть и исправляют. Мы за. So I just want to make sure I'm not misunderstanding what you're saying. I Хочу don't think удостовериться, I am. что I я think вас you're saying правильно you want a понимаю. negotiated То есть settlement вы хотите to what's добиться happening путем in Ukraine. переговоров решения того, что происходит сейчас на Украине, правильно? Правильно. Но мы же добились этого. Мы создали большой документ в Стамбуле, который был парафирован руководителем украинской делегации. Там подпись его стоит. Ну, на выдержке из этого договора, не на всем, а на выдержке. Он подпись поставил свою. А потом он же сказал, мы были готовы подписать, и война бы уже давно закончилась 1,5 года назад. Но приехал господин Джонсон, отговорил нас от этого, и мы упустили этот шанс. Ну, упустили, совершили ошибку. Пусть вернутся к этому. Вот и все. Но почему мы должны суетиться там? И исправлять чьи-то ошибки? Я понимаю, можно сказать, что наша ошибка, что мы интенсифицировали действия и с помощью оружия решили прекратить эту войну, как я сказал, начатую в 2014 году на Донбассе. Но я вас верну еще поглубже, я уже об этом говорил, мы с вами сейчас обсуждали это. Тогда вернемся в 91 год, когда, значит, нам обещали НАТО не расширять. Вернемся в 2008 год, когда ворота в НАТО открыли. Вернемся к Декларации о независимости об Украине, когда она провозгласила себя нейтральным государством. Вернемся к тому, что базы НАТО и американские базы, английские стали возникать на территории Украины, создавать нам эти угрозы. Вернемся к тому, что госпереворот совершили на Украине в 2014 году. Ну, бессмысленно, правда? Можно вот этот шар катать туда-обратно бесконечно. Но они же прекратили переговоры. А ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы. Чего еще-то? Do you think it's too humiliating at this point Не считаете ли вы, for NATO что to accept было бы Russian слишком control унизительно для НАТО сейчас признать за Россией контроль того, что 2 года назад составляло украинскую территорию? Я же сказал, что пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть, но если желание есть. Вот до сих пор шумели, кричали, надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя. Ну, теперь, видимо, осознание приходит, что это не просто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению. Этого не будет никогда. Мне кажется, сейчас осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так, и если это осознание пришло, ну, подумайте теперь, что делать дальше. Мы готовы к этому диалогу. Больше того, ну ладно, это уже будет излишне. Would you be willing to say congratulations, Готовы ли NATO, бы you won? вы сказать, например, НАТО, поздравляю, вы победили, давайте ситуацию сохраним вот в том виде, в каком она сейчас? Ну, вы знаете, это предмет переговоров. Это предмет переговоров, который с нами никто не хочет вести. Или, точнее сказать, хотят, но просто не знаю. Я знаю, что хотят. Я не только вижу это, но я знаю, что хотят. Так, მან ფამიდამ ავალ მეაკი переговорить საქართველოს თაიურე ლე ხათი მოიჭა გაბნა მეზანა ბობო მეხეზა მეაკი მეხოჰან
Так мехоан ты намехой получается. Пас чи гапа? Ты мехой, ок, во мехой, ок, пас во мехоан, пас чива переговор намерава, барои чи хоти рух намета. Дами дар як гапи одди 18 та дурӯғ мега. Но никак не могут понять, как это сделать. Ну, додумались же, довели до той ситуации, в которой мы находимся. Это вот не мы довели, а наши партнеры, оппоненты до этого довели. Мега мехоан и намедунан ки чи хеле бикунан. Ты повернуть в другую сторону. Мы же не отказываемся. Да, было бы смешно, если бы не было так грустно. Вот, и это бесконечная мобилизация на Украине, истерика, там, внутренние проблемы. Ну, все это рано или поздно все равно мы договоримся. И вот что, знаете, что может даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит. Все равно отношения между народами восстановятся. Ачи дигара фаромӯш накунем вақте ки нигоҳ кунем обменши дар бораи политически чизо ва дар бораи перевороти Украина, дар бораи тамоми чизое ки метонист ки дар инҷа гап барои политически заключени дар бораи Навални бирава, лекин Такер Карлсонам ҳамин темаро накушод. Барои чӣ хотир ки темаро кушодан барои Путин выгодно набуд. Ва чӣ ба Такер Карлсон накушондаш? Барои он хотир ки ӯ медонист, яъне ки бо нишон мета сохта будани як односторонний будани интервюро. Барои ки дига интервюере ки открыто агар ки мебуд, албатта ки мекушоди темаро ва чунин открытие интервюро раҳ наметан дар интервю. Ва як гапе ки Такер Карлсон гуфт ки ягон кас то ҳақа вақта баромадагӣ нестай, ман якум одам ки баромадагиам. На самом деле гап дурӯғ. Тамоми журналистҳои хориҷӣ чандин боро, даҳҳо боро заявка додагиян, қабулшон кардагӣ нестанд ва ира қабул кард. Барои чӣ хотир ки ӯ открыто савол медоданд ки односторонний буд. А и просто микрофони Путин жида иҷа тамом. Потребуется много времени, но это восстановится. Совсем приведу вам необычные примеры. Вот на поле боя происходит боестолкновение. Конкретный пример. Вот сейчас, секундочку. Конкретный пример. Украинские солдаты попали в окружение. Это конкретный пример из жизни, боевых действий. Наши солдаты им кричат: шансов нет, сдавайтесь. Выходите, будете живы, сдавайтесь. И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: русские не сдаются. И все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. Чхе пазоре. Мега солдатҳои мо рафтан, украинсоро плен қабидан, гуфтан таслим шавен, аз ӯ тараф овоз баромад, гуфта ки русо таслим намешаванд. Ва ҳамашон мурда мега, яъне ки рус акашт. Ва бо дар ҳамҷа чӣ кардасе ки ӯ то охира чуна рус ҳисоб кардан. Куҷо дар як ҷои фахрае ки ту сабаб шудеси ки рус акиштестай. яъне ки ту русароӣ карда ки дигар русоро бикушанд. Куҷо як ҷои фахр шай? Худ яъне тасдиқ карда ки як народа иша ба иш ҷанг дохтеси. Иша киштак по прикази ту. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени такой элемент гражданской войны. И все думают, что на Западе, думают, что... Да, элемент гражданской войны, но ӯ одамоеро ки таслим бишен гуфтак таслим нашидан, вайскаи тарафта киштагиай, хонашон да киштагиян, вайскаи ту ҳуҷум кардагиай. Гунահгор ты. Чӣ хел ира отрицать мекунӣ? Боевые действия навсегда растащили вот одну часть русского народа, другого нет. Воссоединение произойдет. Оно никуда и не делось. Почему украинские власти растаскивают русскую православную церковь?
потому что она объединяет не территорию, а душу. И никому не удастся ее разделить. Закончим? Или что-то еще? No, I think that's great. Спасибо. Нет, это все. Thank you, Mr. President. Спасибо большое. Спасибо большое, господин президент. Одаме ки интервью грифтестай, ждаад мекрай кай Путин гаки тамом мекинем. Путин аки ҷоме денос ки тамом мекинем. Барои хотире ки интервьюра Путин пеш бурда истабад, на ин ки Такер Карлсон. Короче, просто спектакли калон як шармандагии калони дар уровни мировой. Тамом дига ҳеч.